Спасибо большое за приветственное слово. Мы работаем, я еще раз сказала, в стенах Бурятского государственного университета Мирджи Банзарова, поэтому слово предоставляется проректору по научно-исследовательской работе нашего университета, профессору, доктору химических наук Хахину Вячеславу Викторовичу. Добрый день, дорогие участники Всероссийской научно-практической конференции. Но название у вас у всех уже есть. От имени руководства университета поздравляю вас с началом работы. Я просмотрел программу вашей конференции и ту историю я, к сожалению, изучал только последний раз в школе и университете. И смотрю, вопросы истории, которые были в те времена, они резко изменились. Поэтому, я думаю, в ходе онлайн-конференции вам предстоит обсудить со специалистами проблемы российского исторического и общественно-научного образования, какие изменения произойдут в концепции исторического образования, как организовать воспитательную и патриотическую работу в образовательных учреждениях в урочное и неурочное время, какие проблемы существуют в современном общественном ветческом образовании и как их решать. Наше общество развивается, меняется в ускоренных темпах, а вместе с ним меняются ценности и приоритеты. История и обществознание по своему содержанию, в отличие от химии, я химик, в большей степени подвержены изменениям. Важно выработать правильную, наверное, гражданскую позицию по той или иной ситуации, развить чувство патриотизма, гражданственности, социальной ответственности молодого поколения, которое было у нас, воспитание чувства толерантности и правового самосознания, развить способность анализировать содержащие в различных источниках информации о событиях или явлениях прошлого и настоящего, которых очень много, они вообще разносторонние. Поэтому я вам желаю успешной работы и всего самого наилучшего. Спасибо. Спасибо большое, Вячеслав Викторович. Слово для приветствия предоставляется декану исторического факультета, доктору исторических наук Намагоевой Виктории Владимировне. Виктория Владимировна, вас плохо слышно? Виктория Владимировна, вас не слышно. Какой-то звук такой идет. Звук идет такой, как мультяшный. Как мультяшный звук идет. Виктория Владимировна, вас не слышно. Перезапуститесь по новой. Потому что звук идет какой-то мультяшный. Угу. Сейчас маленькая техническая заминка. Угу. Так, я еще раз вам говорю, что вы не пугайтесь, что я тут в двух лицах, потому что я специально обезопасилась ноутбуком, что мало ли что произойдет в свете событий нашей техники. Угу. Так, я еще раз обращаюсь к коллегам, что у нас тут по времени все пока спокойно. Угу. Я попросила зайти на конференцию студентов исторического факультета. У нас есть группа педобразования. В этом году впервые набрали. Второй год они учатся. Не. Виктория Владимировна, вас не слышно. Угу. Что-то у вас со звуком. Угу.
Сейчас слышно, Марина? Сейчас хорошо слышно. Уважаемые участники конференции, извините, пожалуйста, за качество звука. Вот с утра было все нормально, а сейчас, видимо, может быть, ослаб интернет или еще что-то. Но никакие помехи нам не помешают сегодня начать конференцию. Я рада приветствовать вас на виртуальной территории исторического факультета. Мы очень рады, что, значит, эта конференция состоялась. Дело в том, что союз наш и взаимоотношения с журналом преподавания истории в школе, как бы сказать, уже имеет давнюю историю, и это наше взаимодействие состоялось благодаря нашей коллеге, нашему уважаемому методисту нашего факультета, которая является вдохновителем очень многих идей в направлении преподавания истории, в направлении работы со школьными учителями и вообще с преподаванием истории, в том числе и в ВУЗе. Это наша неутомимая Марина Геннадьевна Цыренова, которая вот является как раз, вот, можно сказать, значит, проводником многих-многих конференций, и этой в частности. В далеком 2013 году у нас состоялся выпуск, совместный выпуск с журналом преподавания истории в школе, который был в целом посвящен как раз рассмотрению проблем истории нашего региона и проблем преподавания истории нашей, значит, республики. Действительно, эта проблема для нас не является новой. Исторический факультет фактически, можно сказать, работает в данном направлении уже много-много лет. За время своего существования выпустил в жизнь очень многих своих выпускников, которые практически сегодня, можно сказать, ведут преподавание в школе, именно, значит, практически заполняя собой практически все образовательное пространство Республики Бурятия. Валерий Анатольевич сказал, что действительно наши учителя находятся в авангарде педагогического сообщества республики. Но сегодня преподавание нашей дисциплины истории, конечно же, отягощается разными проблемами, которые в том числе и испытывает сегодня история как наука не только в России, но в целом в мире. Поэтому, конечно же, не случайно, что мы все здесь собрались, и очень приятно, что на наш призыв откликнулись учителя, научные работники, представители академической науки из разных регионов России. Я думаю, что мы совместными усилиями постараемся найти, конечно же, ответы хотя бы на некоторые вопросы, которые нам сегодня ставит современность. Это что такое? Мы все прекрасно понимаем, какую огромную роль играет сегодня историческое и обществоведческое образование в изменении тех условий, негативных тенденций, которые сегодня происходят в мире и в России. Поэтому мы сегодня, я думаю, что совместными усилиями постараемся обсудить все эти проблемы. Поэтому благодаря труду преподавателей истории, благодаря приобщению молодого поколения к мудрости, значит, и традициям, которые сложились веками в нашем Отечестве, мы должны учить мыслить прежде всего и решать непростые задачи. Поэтому для того, чтобы нам смело смотреть в будущее, нам нужны знания, глубокие знания о прошлом, глубокие, значит, знания об истории государства, общества. И история как дисциплина, она всегда, конечно же, стоит в авангарде проблем воспитания и образования в целом. Мы уверены, что наша конференция будет способствовать достижению всех этих целей, будет интегрировать вклад
академической науки, высшей школы и всей системы образования в решении наших насущных проблем. И поэтому мы желаем участникам конференции успешной работы, чтобы состоялись все запланированные наши мероприятия, круглые столы. Мы видим, что конференция привлекла большое количество молодого поколения, аспирантов, студентов, магистрантов. Мы хотим пожелать всем участникам конференции кому-то найти вопросы на свои действительно сегодня сложные вопросы методического характера, кому-то, может быть, значит, опробовать себя впервые, кто-то там есть и совсем, значит, из участников, которые впервые принимают участие в конференции, опробовать свои научные силы. И в целом мы все рады приветствовать вас на нашем факультете. Мы готовы к любым формам сотрудничества, в том числе и, как бы, значит, и совместные публикации, совместные сборники научных трудов, какой, я думаю, Марина Геннадьевна будет издан по итогам этой конференции. Мы готовы к любым формам академического сотрудничества, поэтому, коллеги, успешной работы, и мы все вас ждем в гости к нам в Бурятию на исторический факультет Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова, который, как сказала Марина Геннадьевна, в ближайшее время отметит юбилей, 90-летие своего существования, факультет «Ровесник» университета, и имеет очень славные традиции. Я думаю, что не каждый факультет сегодня, исторический факультет в нашей стране может похвастаться тем, что собирает вот такое мероприятие вот такого уровня на полях журнала преподавания истории в школе. Спасибо. Спасибо большое, Виктория Владимировна, за приветственное слово, за данную положительную характеристику нашего мероприятия. Роман Викторович Пазин предупредил, что он не сможет выйти сегодня в эфир, потому что у него там мероприятие. Но мы всегда знаем с вами, что когда не назначишь мероприятие, оно всегда не вовремя. Но он сказал, что как только освободится, подключится и обязательно скажет свое приветственное слово. Поэтому я хочу немножко сказать от себя лично, дорогие коллеги. Как сказала Виктория Владимировна, у нас давние дружественные связи с журналом преподавания истории в школе. Мы проводили, у нас не только есть совместный номер, но мы проводили много мероприятий, круглых столов. Ведущие авторы преподавания истории в школе выступают на наших курсах повышения квалификации. Поэтому такое содружество между нами и журналом, оно вот как раз родилось в такую конференцию. И я знаю, что половина тех докладчиков, которые сегодня присутствуют, они просто откликнулись на призыв преподавания истории в школе. Поэтому не случайно очень богатая география нашей конференции. Еще раз повторяю, 20 регионов Российской Федерации. Мы очень здесь приветствуем представителей Республики Беларусь, да, коллег из Беларуси, они нам реагировали, писали. Это, так, кто у нас это получается? Панов, ой, это, сейчас, минутку. Сергей Панов из Минска. Да, коллеги, доброго времени суток вам. Да, Сергей Панов из Минска. И еще коллега ваша... Давидовская Галина Эдуардовна. Да, Галина Эдуардовна. Да, вот это, ну просто я не вижу коллег из Монголии и из Китая вот здесь уже среди, на пленарном заседании. Поэтому вас приветствуем. Спасибо, что нашли время. Как говорится, создали международность нашим взаимоотношениям. Но я так понимаю, что тоже проблемы в историческом образовании, они есть в каждой стране. И у каждого свой оттенок преподавания того или иного момента. Очень приятно видеть здесь представителей тех, с кем мы встретились не так давно, реализуя кинообразовательный проект «Свидетели», да, то есть те, которые будут говорить об исторической памяти в том числе. Очень важно то, что к нам подключились учителя истории не только из нашего региона, но и из других регионов, которые тоже понимают. Вот как раз вот учителя из Новосибирска говорить будут о цифровизации
будут говорить о тех вопросах новых, которые сейчас возникли, вот новые тренды, которые возникли, как правило, это будут звучать от молодых, потому что мы, может быть, не всегда все можем, понимаем. Но самое главное, у нас тоже будет стоять в вопросах содержательной стороны, как что все будет происходить и изменяться. Поэтому, дорогие коллеги, я так думаю, что Виктор Владимирович тоже сказал такую фразу, которую я тоже хотела. Всегда приятно встречаться очно. Ну, вот у нас, например, сейчас в республике, как мы говорим, бушует ковидная ситуация. Наши студенты с вчерашнего дня вышли в дистанционный режим обучения. Практики многие состоятся или не состоятся сейчас под вопросом. Поэтому, конечно, встречаться очно сейчас сложно. Но я думаю, дорогие коллеги, что мы с вами все равно увидимся, потому что к нам приезжают в Республику Бурятия очень часто. И обсудить мнение в очном режиме. Ну и, конечно, посмотреть красавицу. Нет, неправильно, красавца всех времен народов, это озеро Байкал, да, поэтому, дорогие коллеги, наше приглашение остается в силе, вот мы обратили внимание по программке, да, что там, вот уже через технические вопросы хочу сказать, немножко будет двигаться, почему, потому что сейчас уже написали 2-3 преподавателя, что не смогут присутствовать, потому что разные проблемы возникли, поэтому вы внимательно там смотрите, прислушивайтесь, во-первых, во-вторых, ситуация складывается тем, что у нас с вами будет круглый стол заключительный. Вот к круглому столу, пожалуйста, подумайте о перспективах и возможностях. Но у меня уже возникла такая идея, что вот эту конференцию сделать регулярной. Ну, там, не каждый год, а с какой-то периодичностью, во-первых. А во-вторых, вот какие-то вопросы, которые мы хотим вынести. Вы же обратили внимание, что Министерство образования поприветствовало нас и, как всегда, отключилось. Поэтому мы должны с вами все-таки подготовить какие-то резолюции для нашего Министерства образования, для ваших органов управления образованием, для того, чтобы все-таки это всероссийская конференция, чтобы обратили внимание на те или важные аспекты истории и обществоведения, которые мы с вами рассматриваем. У нас здесь присутствует, кстати, мы хотели сделать отдельную секцию по изучению права. Ну вот, оно так не получилось, но, с другой стороны, активно включились в процесс у нас преподаватели нашего юридического факультета, ассоциация учителей права, которая у нас есть в Республике Бурятия, и даже представители вот, управления из Министерства юстиции тоже будут присутствовать на конференции, потому что им очень важно правовое образование в том числе. То есть мы тоже увидим какие-то акценты, которые вырисовываются, не всегда те, которые, ну, как намечаешь одно, а получается, что акценты распределяются немножко по-другому. Поэтому, дорогие коллеги, работаем мы в режиме, вы обратили внимание по программе, да, сегодня у нас пленарное заседание, 2 докладчика уже присутствуют, Вяземский Евгений Евгеньевич и Хлыкина Ольга Михайловна. Потом мы с вами, что я сделала? Потом мы с вами пойдем, ну, мы недавно я присутствовала на замечательной большой конференции в Новосибирском государственном педагогическом университете. Вот они как раз сделали тоже так же. Секции не стали делить преподаватели, опустили вот так по времени. Zoom, он позволяет это делать, то есть мы с вами можем сами сориентироваться, кого мы хотим послушать, чтобы не разрываться. Поэтому в таком режиме мы 5 секций проведем в хронологическом порядке. История это позволяет, и я думаю, что нам тоже это будет интересно. Вы тоже будете подключаться в удобное для вас время. И секция сегодня номер 1 начнет работать в 3 часа. Там будет возможность и кофе-брейка, да. Но если вы дадите согласие, мы можем прямо по времени посмотреть, как это все будет происходить. Поэтому, дорогие коллеги, сейчас здесь надо было гимн включить, да, Всероссийскую конференцию. Всероссийскую конференцию, вот потерял название свое, историческое образование, историческое, общечеловеческое образование, ресурсы, проблемы, перспективы считаем открытым. Ура, товарищи! Теперь слово предоставляется доктору педагогических наук, профессору, заведующему кафедрой методики преподавания истории, Московский педагогический государственный университет, город Москва, Вяземский Евгений Евгеньевич, с своим докладом «Эпоха 20-х годов и модернизация общего исторического образования. Поиск подходов». Сейчас я буду заниматься открытием этого слайда. Пожалуйста. Так, Евгений Евгеньевич. Так, демонстрация экрана, показ слайдов, совместное использование. Так, с текущего слайда. Сначала. Так, Евгений Евгеньевич.
Ух ты. Угу. Я же видела, что он подключился. Так, сейчас минутку. Он Евгений Евгеньевич написано. Угу. Поди, на 7 минут мы раньше начали. Вот как раз Роман Викторович. Угу. Кстати, когда шел разговор, мы хотели назвать так конференцию «Эпоха 20-х». Но тут не получили одобрения. Пока звука нет. Включить звук. Ну вот давайте включаем звук, смотрим. Сейчас, секунду. Вот включаем звук, пытаемся включить. Но пока его нету, да. Так. Ну, даже презентация, как говорится, бог с ними. Это сейчас не самое главное. Давайте пока звук отводим, что пока звука нет. Совместная задача. Кто из ваших специалистов может звук отрегулировать? Евгений Евгеньевич, мы вас хорошо слышим. Прекрасно, да. Хорошо, отлично, прекрасно. Коллеги, да, такое предложение. Я сегодня тогда сейчас не буду сам их, сказать, демонстрировать, что будет только меня отвлекать. Я вам просто расскажу главные идеи, а все слайды у вас есть сейчас. И Марина Геннадьевна может их пустить в автоматическом, как бы сказать, формате, да. Хорошо, коллеги, если меня слышите хорошо, да, давайте я тогда начну. Значит, моя идея, она не столько инструментальна, сколько общая, как сказать, ну, идейна, поэтому она не требует узких таких графических иллюстраций. Значит, пожалуйста. Значит, коллеги, начинаю свой как бы краткий доклад. Во-первых, хочу поприветствовать всех уважаемых коллег, потому что это очень... Мне люди, многие из вас хорошо известны, я прекрасно знаю ваш университет, с ним много раз встречался, имел неоднократный опыт общения, все это крайне позитивно. Слова Марины Геннадьевны и коллег мне дороги о том, что продолжать совместное продвижение в формате, может быть, не ежегодно встреч, но хотя бы раз там в 2-3 года, это хорошая идея. В такой же примерно идее мы работаем с коллегой Ольгой Михайловной из Новосибирска. Это еще очень современно и, как мне кажется, перспективно. Теперь, пожалуйста, по существу дела. Значит, из слов приветствия, так сказать, из президиума вот были пожелания, чтобы обсудить, так сказать, детали развития исторического образования. Скажу так, такой мой будет первый главный тезис. Эволюция развития исторического образования, она не может быть вне контекста, она не может быть самостоятельным аспектом, она может быть частью общего образования, общих эволюционных или революционных сдвигов. Вот у меня вопрос ко всем к вам такой творческого характера. Вот как вы, коллеги, находящиеся здесь в Zoom или, так сказать, очно, думаете по поводу того, по поводу содержания 20-х годов, то есть текущего десятилетия и, так сказать, тех прорывных идей? С моей точки зрения, сегодня выделяются две мощнейшие тенденции, очень сильные, очень мощные. Одна тенденция, причем эти обе тенденции реализуются деятельностью российских преподавателей, организаторов, менеджеров, работников высшей школы, то есть специалистов, которые болеют за дело. Значит, по существу дела. Значит, вот первая прорывная идея, которая, как мне кажется, нуждается в обсуждении и осмыслении. Многие преподаватели, совершенно великолепные, так сказать, кадры наши человеческие, искренне пытаются перенести в новые форматы смешанного обучения, те технологии, те методы и подходы, которыми они владели досконально, блестяще, до вот эпохи последних, до эпохи 20-х. То есть перенести тут весь свой колоссальный, содержательный, технологический, конечно, методический опыт развития образования, общего, высшего и конкретизации в сфере исторического, вот в современную ситуацию. Грубо ее, так сказать, можно так сказать, попытки перенести в компьютер все то, что делалось до современности. Вот это одна идея. Вторая мощнейшая идея – это полностью, как бы сказать, пересмотреть научно-методические основы процесса обучения в целом,
по уровням, я имею в виду общее образование, высшее образование и так дальше, и создать, так сказать, новую электронно-образовательную среду и иные подходы. Вот это, как мне кажется, точки размышления самые главные. Значит, вот возвращаемся к первой идее, попытка перенести в новые форматы все то, что накопила отечественная методика и практика педагогическая за предшествующие годы. Идея, которая, по моим понятиям, реализуется значительная часть преподавателей и высшей, и средней школы. Продуктивна эта идея? В какой-то степени да. В какой-то степени эта идея сегодня представляет, так сказать, минимальное зло, потому что потерять все то наследие сегодня, не заменив, так сказать, принципиально новой ситуации, это было бы, как мне кажется, очень опасно. Вот вместе с тем добиться какого-то здесь глубокого прорыва в этом подходе мало перспективно. Приходится с грустью сказать, что преподаватели, скажем так, моего типа, которые искренне пытаются принести в современные форматы все то наследие классической методики, которое, так сказать, мы создавали вместе с вами, там, не знаю, десятилетия российской, так сказать, практики развития образования, они эти идеи могут поддерживать ситуацию, но они вряд ли обеспечат ее прорыв в будущее. Это вот то, что, как мне кажется, это, кстати, тема для дискуссии. Второй вот подход, который я сказал, значит, грубо говоря, отставить в сторону все то наследие, которое было разработано за последние, так сказать, там, годы, за десятилетия, и в том числе за последние там, 10 лет, и создать принципиально новую образовательную среду. Кто является, как бы, так сказать, интересантом, сторонником второго подхода? Это специалисты, менеджеры, которые и приходят в образование из сферы высоких технологий. Это специалисты, которые группируются в центрах развития образования, в том числе под эгидой Сбербанка, которые сегодня, возможно, будут иметь определенное место в издательстве просвещения, которые будут пытаться создать принципиально новую образовательную среду. Вот как бы, как к этому надо отнестись, и можно отнестись по-разному, потому что то богатство, которое будет предлагаться новых подходов, оно трудно усваивается существующим сегодня педагогическим корпусом. То есть нуждается тогда многоуровневое системное повышение, и, конечно, подготовка другая, и повышение квалификации действующих преподавателей, конечно. Это процесс долгий. И я работаю много лет с темой повышения квалификации, я понимаю, что любые инвестиции в сферу повышения квалификации необходимы, но они не могут дать сразу такого прорывного, такого, как бы сказать, эффекта. Но это, вот об этом надо будет заниматься. Это надо будет заниматься и на уровне существенных изменений высшего образования, ну, понятно, школьного, естественно, тоже. Вот, и, так сказать, этой системой, так сказать, эффективно руководить. Есть ли сегодня такие, так сказать, центры, которые могут, так сказать, эффективно руководить и налаживать этот процесс? С моей точки зрения, таких центров вот, научно-методического характера я не очень вижу. Почему? Та Академия повышения квалификации, которая работала эффективно в 90-е годы, в которой я имел честь работать и принимать многих из вас в качестве гостей, и в начале, так сказать, 2000-х годов, она плавно перешла в другое качество. Это качество, вот, связанное с тем, что министерство поручило работникам Академии создавать новые образовательные платформы типа российской электронной школы. Это дело перспективное, но это дело не очень мгновенное, поскольку можно сколько угодно, как показал опыт Москвы и других эффективных регионов в плане вложения средств, можно создать сколько угодно платформ, они будут давать какой-то эффект, вот, но они не будут обеспечивать, скажем так, прорыв, ну, в том числе и в качестве современных знаний. То есть одно дело как бы использование сервисов, а другое дело, так сказать, достижение того качества образования, которое мы с вами все хотим. А вот отсюда третий вопрос. А какое мы хотим сегодня качество образования? Что мы хотим сегодня, вот в частности, от общего образования, от высшего, ну, в частности, от преподавания истории? Вот это тоже тема для дискуссии. Ну, вот так, начнем, как бы, так сказать, либо снизу, либо сверху. Ну, вот скажем так, что мы хотим от школы сегодня? Вот позиция родителей, позиция семьи, позиция государства, позиция общества, она ведь существенно разная. Грубо говоря, семье нужен здоровый ребенок, который был бы подготовлен в школу для построения индивидуальной и образовательной, и профессиональной карьеры. А какие там конкретные будут знания по каждому предмету, это частный вопрос. Вот это вот позиция как бы суммарной семьи. Позиция государства. Значит, нужно от школы подготовка эффективных граждан, которые были бы лояльны
существующем государстве, так сказать, принципам, подходам и так далее, которые могли бы составить, так сказать, профессиональную среду российского государства в современности в соответствии с запросами 21 века. А какие там уже технологии, это отдельный вопрос. Значит, вот в этом, так сказать, в этих рамках приходится действовать как бы в школе. И тогда что получается? Вот возьмем, скажем, предмет история. Предмет очень интересный, очень перспективный и очень трудный с точки зрения усвоения гигантского количества информации. А радикальный вопрос такой, а кто измеряет этот объем информации? Профессиональные историки? Так у них другой запрос. Если мы обратимся к историко-культурному стандарту, который последние годы, с 2014-2013 года, разрабатывает профессиональная группа историков, и нам хорошо известны эти авторы, это достойные люди, вот, но они разрабатывают этот историко-культурный стандарт с позиции как бы максимально возможного для школы, того некого, так сказать, максимума, который с точки зрения науки является оптимальным. А где в этом стандарте указано или прописано тот реальный уровень, так сказать, средний или ниже среднего, на который, в общем, в идеале ориентируется средний как бы школьник. Где это все написано? Вот этого там нет. То есть получается, что педагогическому сообществу дана некая, так сказать, рамка, каркас, максимально завышенный. А где это измеряется с возможностями школы? Отвечаю, нигде. В попытку сделать концепцию преподавания истории, которая сейчас была принята в конце 2020 года, да, отчасти прокомментирую сейчас. И она в какой-то степени, попытка, она развивает традиции той концепции, которая была опубликована в 2014 году, концепции новой учебно-методического комплекса по отечественной истории. Но это именно как попытки. И, кстати говоря, в уважаемом нами журнале преподавания истории в школе и в другом журнале по школе истории обществознания мы с Ольгой Юрьевной Стреловой, с коллегой, с которым много лет вместе работаем, дали исчерпывающий анализ этих концепций, из которых совершенно понятно, что концепция это представляет некий идеал, социальный идеал, а реальность она совсем другая. И вот какая это реальность сегодня, скажу я как специалист, который многие годы занимается образованием. А реальность такая, что учителя и директора школ, работники вузов и методических центров управлений искренне пытаются в силу своей компетентности реализовать максимально высокие задачи исторического образования с неизменно средним успехом. Средним, чуть выше среднего, чуть ниже среднего. И этому способствует что? В том числе система аттестации, которая принята у нас в нашей стране, которая очень предметна, очень сфокусирована на достижении именно предметных образовательных результатов. Как вы понимаете, я, конечно, имею в виду систему ГИ, так сказать, ее, так сказать, ОГЭ, ЕГЭ и прочее. В принципе, ОГЭ и ЕГЭ как рамка перспективная, а насыщение этой рамки бессмысленно, потому что то огромное количество фактов, материалов, так сказать, объемов информационных, оно абсолютно, так сказать, не является главной задачей 21 века. Задача 21 века не наполнить свою голову бесконечным количеством разрозненных фактов. Задача 21 века – это научиться работать с информацией, научиться извлекать информацию из баз данных, научиться проектировать образовательный путь свой, личный, школьный, студенческий, преподавательский путь тоже в том числе, научиться работать в группе, научиться достигать результатов, научиться под руководством учителя выполнять интересные и индивидуальные коллективные проекты, научиться пользоваться цифровыми электронными комплексами и бумажными комплексами, в том числе, если они соответствуют требованиям времени. А тенденция по бумажным комплексам, что они будут интегрированы, это будет учебник с электронной средой. Вот, собственно, эта задача не имеет никакого прямого отношения к владению того огромного количества фактического материала, которые на самом деле не владеют и студенты исторического факультета. Они владеют частично той базой данных информационной, которая заложена в ВКС. Вот я постоянно беседую с своими студентами, а у меня есть неплохие студенты. Они, конечно, не в полной мере владеют ЭКС, далеко не в полной мере. А почему? А у них их жизнь не подтверждает этого запроса. Она им просто, эта информация им частично не нужна. Она для них бессмысленна, понимаете. А вот это беда, что так построено содержание образования, в том числе исторического, что оно очень интересно, перспективно, научно, ярко, глубоко, но оно превышает реальный запрос среднего человека. Причем существенно превышает. И в том числе обычной российской, обычной, или там бурятской, или какой-то еще школы. Завышенные требования. А кому эти требования интересны? Профессиональному сообществу. И в том числе тем ребятам, которые собираются потом поступать в исторические факультеты и становиться профессионалом. Это похвально, это надо поддержать. То есть, с моей точки зрения, школа старшая должна быть только вариативная,
только с большим выбором возможностей, в котором надо четко прописать, как мне кажется, средний уровень запроса для тех ребят, которые не собираются быть историками, политическими философами, историками-журналистами. То есть просто рядовые люди, которые граждане России, которые обладают некими российскими ценностями, обладают общей культурой, что очень важно, имеют серьезное понимание российской истории и так далее, в таком глобальном понимании, но при этом в каких-то частностях не обязательно все это знать. Это детальный вопрос, который нужно профессионалу. Это вот как бы массовый, как мне кажется, уровень. И уровень тех ребят, профильный, повышенный, углубленный, которые хотят быть будущими историками, философами, политическими журналистами, обозревателями, экспертами, для которых работа с историей, с историческим материалом, с его контекстом – это содержание их жизни, смысл и ценности их жизни. Для этих ребят сегодняшний уровень образования в принципе подходит, только надо его более четко как бы определить и поставить его ценностные и инструментальные задачи и отформализовать ситуацию. И тогда будет понятно. Интуитивно, в принципе, так и происходит в стране, потому что систему ЕГЭ сдают только те дети, которые себя видят, так сказать, в гуманитарном, так сказать, пространстве дальше. Но эту систему, как мне кажется, надо более четко отрефлексировать, поделив как бы образование в старшем звене школы на базовые и профильные. Но этому что немножечко мешает? Хаос между стандартом, концепцией, ЕГЭ и так далее. В чем заключается этот хаос? Значит, изначально как должна создаваться система образования? Сначала обсуждается серьезно и глубоко, принимается закон образования. Есть закон образования, да. После закона образования, его второй как бы версии, есть обсуждение дискуссий по национальным стандартам. Дискуссия прошла туманно, скованно, запутанно и ничего не понятно. В итоге непонятно, какой стандарт сегодня будет принят в осенью этого года. Скорее всего, детализированный стандарт ФГОС. Назовем его так. ФГОС-2 в детализированной форме или ФГОС-3. Вот, значит, эта дискуссия, многие здесь участвующие сегодня лица знают эту ситуацию буквально. Кто-то предлагал, и я в том числе с коллегами, с Ольгой Михайловной и с Ольгой Юрьевной, я работал над предложениями конкретными, и с Людмилой Николаевной Алексашкиной. Наш проект по детализации результатов образовательных был опубликован в журнале преподавания истории, получил высокий, так сказать, рейтинг, но одновременно он не стал той базой для национальных сдвигов, который мог бы стать. А что стало базой? А базой стало развитие тех идей, которые заложены в ЕГЭ сегодня, в темах ЕГЭ. То есть получилось, что опять в телеге управляет кто? Непонятно кто, так сказать. Потому что вот эта цепочка, значит, закон об образовании, стандарт, потом всякие инструменты. Пошла иначе. Сначала пошли инструменты, то есть ЕГЭ, ГИО и так дальше, а потом стандарт, а потом хаос. Вот пока вот такая ситуация. И она, конечно, управленчески еще пока не выстроена. Но я, как будучи оптимистом, считаю, что у нас есть все условия в ближайшие годы, чтобы эта логическая система управления была выстроена грамотно. И тогда учителям можно будет спокойно понять две ситуации, что для тех детей, которые готовятся к профессиональной деятельности в сфере образования историко-социального, историко-культурного, историко-гражданского, повышенный уровень требований. Он сегодня, грубо говоря, сформирован. И уровень средней достаточности, уровень некой разумности, он должен быть отстроен и отформатирован. И в этом уровне надо четко договориться, что смысл этого уровня базового, назовем как угодно, массового, как угодно, не овладение безумным количеством фактов, а умение с ними работать. Вот что самое главное, уметь делать умозаключения, выводы, то есть построение опыта, анализа с текстом, с источником. Причем источник может быть не обязательно текстуальный, это может быть аудиоисточник, видеоисточник, какой угодно. Формирование опыта критического мышления и формирование опыта функциональной грамотности по всем, так сказать, по всему этому спектру. Вот, собственно, главная задача развития исторического образования сегодня на базе общего образования в контексте развития непрерывного образования с высшим образованием. Я это думаю, что это, вот, как мне кажется, это центральное звено. А конкретные направления развития исторического образования, их может быть миллион. Кстати говоря, в последней нашей книге с Ольгой Евростреловой мы показали одно из направлений. Эта книга касается истории в проектах, педагогического сопровождения. Это одно из центральных направлений развития исторического образования. Умение и желание детей под руководством учителя проектировать, в том числе в форме индивидуального проекта. Эта книга замкнула наш длительный цикл исследований в области создания методических систем по организации проектной деятельности. Другая наша книга, достаточно глубокая и серьезная, это вопрос касается развития исторической памяти школьников. Об этом более подробно будет рассказывать Ольга Юрьевна Стрелова. Скажу только
только, что это наш с ней реальный вклад в развитие исторического образования. Желаю заинтересованным лицам познакомиться с этой литературой и сформировать собственное мнение о том, как можно развивать в России историческое образование школьников. Благодарю всех за внимание, если он есть, за интерес к вопросу, и желаю всем педагогических и человеческих успехов. Спасибо за внимание. Марина Геннадьевна, спасибо вам за интересный повод для обсудить наше мнение. Спасибо всем участникам. Спасибо большое, Евгений Евгеньевич. Может, будут вопросы, коллеги? Пожалуйста, я готов. Потому что здесь был один вопрос в чате. Пожалуйста, давайте его. Скажите, ответьте. Сейчас я его прочитаю. Евгений Евгеньевич, Татьяна Дыкусова, Иркутск. Добрый день, рада вас слышать. Имеем ли условия для реализации второй тенденции, о которой вы говорили в докладе? Да, имеем условия. Да, скажу так на это, коллеги. Вопрос, спасибо за вопрос. Это очень важный и серьезный вопрос. Условия, конечно, разные. Вот я так замечаю сегодня, что в мегаполисах сегодня российских уже условия подтянулись к тому, чтобы вторую тенденцию реализовать. Какие мегаполисы? Москва, Петербург, Екатеринбург. Вот, пожалуй, 3 центра, где я фиксирую наличие условий для работы с электронными платформами на уровне современном. Там, видимо, осталось подготовить кадры, потому что школы как бы там получили некое техническое электронное, так сказать, сопровождение этого процесса. В среднем по России пока условий, конечно, скажу честно, и с болью, конечно, нет, конечно, пока. Потому что начать надо с простого. В какой сельской или средней школе есть 100% развитый интернет, так называемый широкополосный? По моим понятиям, в 1/3 школ максимум. Значит, 2/3 или там 3/4 школ такого, может быть, не имеют скоростного интернета доступа. Второй вопрос. В какой семье есть дома возможность, чтобы если в семье 1, 2, 3 ребенка, чтобы у каждого было дома рабочее место, такое вот современное? Отвечаю, мало у кого такая возможность. Даже у моих студентов сегодня какая попытка со мной работать была в период локдауна? По телефону. А что по телефону сделать с его маленьким микроэкранчиком? А этот телефон еще далеко не у всех он есть еще, понимаете, не в каждой семье возможности есть. Поэтому опросы, которые мы проводили, так сказать, вместе с коллегами из Российской академии образования, когда мы изучали работу по электронным учебникам, сегодня показал, что среда-то еще не готова пока. Пока она еще не готова. Поэтому сегодня классический бумажный учебник, сегодня доброкачественно сделан, является инструментом главным пока. А то, что он является частью учебно-методического цифрового комплекса, это, конечно, хорошо. Так и должно быть. Поэтому так отвечаю на вопрос такой. К сожалению, в среднеобразовательных школах России не полный процент охвата современными ресурсами для реализации второй тенденции, к сожалению, пока. Но это задача, она будет решаться, она будет медленно решаться, она будет сложно решаться. Особенно трудно ее будет решить в регионах, я говорю, какие школы, которые отдалены от мощных центров инвестиционной культуры, такие как где высокие, так сказать, капиталовложения емкие, так сказать. Вот это я скажу с болью, как российский патриот, потому что мне это грустно, я это вижу, я это чувствую. Государство предпринимает попытки, да, предпринимает. Кстати говоря, есть такой прогноз, что, например, сельские школы легче сделать цифровыми, чем финансировать их по полному объему сегодня, по полному циклу, чтобы они давали, так сказать, полноценное образование, как оно сегодня требуется. Вот есть такой прогноз группы экспертов, что проще школы малокомплектные бывшие, которые, или там малочисленные, как по-разному они называются, что легче для них создать электронные ресурсы, чем привести их в соответствие по полной программе. Это тоже интересная тенденция для размышления. Спасибо, так я понимаю ответ на ваш вопрос. Так, пожалуйста, коллеги, еще есть вопросы к Евгению Евгеньевичу? Значит, кстати, коллеги, у меня еще такое маленькое добавление. Кто интересуется серьезно развитием образования, откройте последний журнал этого года, первый журнал, пишет журнал, наша статья с Ольгой Юрьевной о концепции, она очень в духе этой конференции. И журнал номер 2, по-моему, ПИОШ, материал похожий, но, конечно, написано не одно тоже, совсем разный материал, это развитие концепции исторического образования и ее преломление сегодня. И я, кстати, еще одну статью называю, собственно, она вам поможет, безусловно. Это статья в ПИШе 2019 год, номер 4. Она так называется статья, моя статья. Значит, стратегические приоритеты, ключевые проблемы и ведущие тенденции развития школьного исторического образования в современной России. В этой статье я подробно рассмотрел проблемы цифровой трансформации. И могу сказать, и не только, ответил на те проблемы, которые я сейчас сегодня комментирую. Могу сказать только еще один маленький такой момент сегодня. По поводу этой цифровой трансформации. На самом деле дидактики цифровой школы пока в России еще нет.
есть только попытки отдельных ученых, методистов, практиков образовательных эту дидактику как-то сформулировать. Совсем недавно было очень интересное экспертное заседание ВАКа, но экспертный совет ВАКа в Петербурге на базе Герценского университета. И там стало совершенно понятно, что цифровая дидактика среднего образования еще даже и никто не приступал к ее созданию. Хотя опыт сегодня в виде платформ есть. Вот получилось, что программисты и специалисты по контенту, по электронному обогнали специалистов по классической методике и не смогли с ними интегрироваться. Почему я так думаю? Да очень просто. Потому что экспертный анализ Московской электронной школы и других продуктов показывает, что они развиваются каким-то своим собственным алгоритмом, который мало связан с текущей методикой преподавания истории, пока эти процессы не объединились. То есть не получилась интеграция педагогической науки и методической науки и, соответственно, электронного контента. Хотя отдельные проекты очень интересные, в том числе в Ярославском государственном университете, которые занимаются проблемой, значит, развития, так сказать, грамотности сегодня, так сказать, в духе, так сказать, ПИЗа. Это очень интересный проект, но Ольга Юрьевна об этом скажет, если захочет сама, она в этом участвовала. Вот, Стрела, я имею в виду. Вот, значит, соответственно, вывод мы такой сегодня, что дидактика цифрового образования на уровне школы отсутствует в России. А что есть? Есть сегодня отдельные элементы опыта, очень интересного, которые локализованы в Московской электронной школе, в Российской электронной школе и так далее. В мобильном обучении, которое предложила компания Кондакова Александра Михайловича, нашего коллеги. Вот попытки есть, они идут в духу со временем, как бы в ногу. А целостной картины еще пока нет. Значит, почему в том числе? Да потому что Российская академия образования, она несколько лет назад, когда я там вот еще работал, она была, институт образования, он так назывался, институт содержания методов обучения. А сегодня этот институт называется стратегия развития образования. А тот, кто занимается стратегией, он не может одновременно разрабатывать и содержание, и стратегию, и контроль, и управление, и формы. Получилось, что наука даже организационно оказалась раздроблена на разные сегменты. А это очень печальная картина. Нужны мощные федеральные центры, которые бы занимался электронной, так сказать, современной дидактикой и методикой обучения. Нужны, так сказать, такие структуры, нужны специалисты, нужны эксперты. Это пытаются сегодня возродить? Да, пытаются. Но процесс идет трудно и медленно. Почему? Кадров нет необходимой квалификации. Этих кадров надо научить, их надо стажировать за рубежом. Они должны знать зарубежный опыт, японский, американский, корейский, сингапурский, финский. Это дорогое дело, их надо отправлять на стажировки, их надо учить, воспитывать, контролировать и финансировать, добавлю я. А кто собирается это финансировать, отвечаю, никто не собирается. Спасибо за внимание. Спасибо, Евгений Евгеньевич, на такой не совсем позитивной ноте, но на том, что проблем много и очень много зависит не только от нас, учителей, а зависит от того, что нет стратегического взаимодействия между разными структурами в том числе. Но я думаю, что то поле, которое создается сегодня, то, что мы встречаемся на конференциях в Новосибирске, у нас в Улан-Удэ, все-таки позволяет... Да, конечно, я это имел в виду, Мария Геннадьевна. Я вот именно об этом, что эта конференция ценна как инструментальная и как ваша платформа, и она интегрируется с платформой, то, что Ольга Михайловна создавала в Новосибирске, и коллеги ярославцы. Вот складывается такая сеть российско-инновационных вузовско-школьных платформ или очагов культуры и образования, которые могут создать такую всероссийскую сеть. К сожалению, Всероссийская ассоциация эту функцию не смогла на должном уровне прокоординировать, хотя отдельно интересные съезды учителей были, и многие здесь в них участвовали. Эти съезды были очень интересные, но вот такой платформой повседневного общения Всероссийская ассоциация не стала. А такие мелкие ассоциации региональные, которые делал Александр Павлович Шевырев и Тамара Эдельман, там и я тоже принимал участие активно в этом, да и другие тоже коллеги. Это все-таки была локальная, так сказать, ситуация, такой московская как бы ассоциация, причем не государственная. А вот государственная ассоциация, она не стала центром повседневного общения преподавателей и инноваторов. Поэтому мой доклад не столько пессимистичен, он сколько проблемный. Он показывает, чем надо заниматься. Вот спасибо за внимание, всем удачи. Спасибо, Евгений Евгеньевич, за постановку проблемы, немножко подкорректировали, спасибо. А во второй момент я хочу сказать то, что одним из плюсов вот этого, как сказать, локдауна, это то, что появилась такая площадка, как Zoom, где мы можем с вами встречаться, общаться, обговаривать, несмотря на наши территории большие, да, потому что страна большая, собраться вместе очень сложно. Даже было это связано с билетами в том числе, да, но я думаю, что вот то, о чем сейчас Евгений Евгеньевич говорил, это очень важно. Цифровизация процесса
изменения, то, что происходит в содержательном плане. Да, я вот, например, закончила в свое время аспирантуру из СМУРАО, да, Институт Да. содержания методов обучения. Это был нормальный институт. А сейчас стратегия развития, вот я впервые с вами не осознавала никогда. А теперь я понимаю, правильно капитан Врунгель сказал, как назовешь корабль, так и поплывешь. Вот они стратегией занимаются, а кто должен заниматься Да, реализацией? реальностью, конечно, делом-то кто? А вот этого такого института сейчас нет. Поэтому здесь, конечно, и класс методистов находится в такой сложной ситуации, Конечно. потому что, как правило, потихоньку вырубает, а взамен нового не выращивается. И вот это Конечно, тоже... конечно, дорогая Мария Геннадьевна, вот я именно об этом, я прекрасно я вас понимаю, вот я именно об этом. Да, Нет да, федерального мощного центра методической науки и практики, есть да, отдельные да. студенты, которые занимаются электронной школой. Это вот старая академия АПК, она сегодня стала Академией просвещения, она будет заниматься электронным сервисом, это очень похвально. Но нужна еще и классическая методика нового формата, цифровая методика, или мультимедийная, скажем так, новой эры, то, что относится к цифровой школе. Пока ее сегодня как системы нет. Есть элементы этой системы, учебники нового типа. Вот нужны комплексное, мощное финансирование, мощные проекты. Ну и, конечно, государственное управление должно быть другого уровня, оно должно быть более целостно, более не фрагментарно, а более как бы системно. Но это, извините, Система, это такая система, задача. да. Система нужна. Спасибо, Евгений Евгеньевич. Но я очень благодарна. Мы со студентами, с магистрантами выезжали в Москву, и кафедра методики обучения во главе с Евгением Евгеньевичем нас принимала. Мы даже были на лекции Марии Владимировны Коротковой, поэтому вот такие взаимодействия мы хотим продолжать, но вот локдаун нам мешает, поэтому спасибо за ваше участие, за ваш замечательный доклад. Презентация, если кому из коллег можно распространить? Да, обязательно, она для вас, это мой вам как бы послание, это мой вам научный месседж. Пожалуйста, используйте в работе. Конечно. Поэтому презентацию я разошлю всем участникам. Но по итогам конференции мы с вами сделаем, во-первых, я забыла сказать об этом, что по итогам конференции будет обязательно издан сборник статей. Да, обязательно поучаствуем. Обязательно будет сборник статей. Евгений Евгеньевич там будет одним из первых авторов статей. Второй момент. Роман Викторович Пазин сам отберет статьи в журнал, специальный выпуск преподавания истории в школе, он будет контролировать, сам смотреть, поэтому это от него зависит. И в-третьих, мы должны какую-то такую резолюцию принять. Вот один из моментов как раз связан с тем, что необходимо развивать сотрудничество между вузами, занимаясь подготовкой будущих учителей истории, и уже в таком цифровом пространстве в том числе. Да, это тоже очень важно. Так, конечно. Двигаемся дальше. Спасибо, Евгений Евгеньевич, такой хороший тон, который вы нам задали. Слово предоставляется Ольге Михайловне Хлытиной, кандидату педагогических наук, доценту, заведующей кафедрой отечественной и всеобщей истории Новосибирского государственного педагогического университета, город Новосибирск, одним из тоже деятелей, которые провели мощнейшую конференцию в Новосибирске, которая стала такой платформой для движения не только методической мысли, но и вот этой интеграции академической науки, методической науки, интеграции истории как науки. Поэтому, Ольга Михайловна, вам слово. Добрый день, коллеги. Спасибо, Марина Геннадьевна, за приглашение. Спасибо за добрые слова о нашем мероприятии. Я думаю, что большое количество методических конференций вот в 2021 году прошла в городском педагогическом университете в Москве схожая конференция. Наша в Улан-Удэ – это показатель того, что проблем много, но много и людей, которые стремятся найти решение. После такого выступления Евгения Евгеньевича о глобальных проблемах школьного исторического образования, мне хотелось бы обратить ваше внимание, ну, наверное, на частный сюжет, но для меня он тоже очень значим, и он касается того, что, собственно говоря, нашим школьникам интересно в прошлом, потому что каждый из нас знает, что любое познание начинается с вопроса. Поэтому в 2020-2021 учебном году нами было проведено такое мини-исследование. В основном это были школьники Новосибирской области. Вы знаете, что наша кафедра уже много лет занимается проблемой создания, разработки, апробации, методик работы с разными типами и видами исторических источников. И если раньше мы предлагали формат готовых решений, то в этот раз ребятам было предложено в формате онлайн-опроса, ссылку вы видите на слайде, самим сформулировать вопросы к историческим источникам. Что бросается в глаза?
В настоящее время у нас почти 1200 ответов учеников, и на вчерашний день, я просто пересчитала, вопросы, начинающиеся со слова «почему», сформулировали лишь 202 человека, то есть это примерно 17% всех участников. А ребята, которые все вопросы к источникам, а там было предложено 2 источника, письменный и визуальный, начинались с вопроса «почему», там, «зачем» и так далее, таких ребят было всего 25 человек. То есть это всего 2%. Большая часть учеников работает с текстами исторических источников в формате «кто», «что», «где», «когда», формулируя вопросы, на которые есть явные ответы. То есть, по большому счету, работать с историческими источниками точно так же, как с текстами параграфов учебников, где есть явный ответ на вопрос «что», «кто», «где», «когда». Точно так же, как с сайтами интернета, когда я ищу ответ на точный вопрос, который меня волнует. И на самом деле вот крен в эту сторону меня забеспокоил, и я обратилась к тем материалам, которые каждому из нас доступны, выставлены на сайте ФИПИ, хотя, на мой взгляд, вот современного анализа с использованием возможностей цифровизации, анализа результатов ЕГЭ пока не проведено. То есть мы все равно, то, что нам предлагают, мы же не видим, на каком содержании этот результат получит. То есть мы видим вот эти конечные вещи. Но тем не менее, динамика результатов с 2016 по 2020 год, на мой взгляд, очень красноречива. Я не брала никакие задания, а только задание историческое сочинение. Можно по-разному к нему относиться, но я взяла его именно потому, что это открытые ответы учеников, то есть то, где они сами предлагают свой текст. Хотя мы знаем, что в прошлом году было очень много заученных текстов, шаблонных абсолютно, и проверяли одинаковые работы с одними и теми же ошибками, оборотами фразы. Но тем не менее, мы видим, что критерии К1 и К5, они фактически не работают, потому что 80 и более процентов учеников, они называют там события, используют какие-то термины и так далее. Мне было интересно, как ребята формулируют причинно-следственные связи. Это вот серая линия. Мы видим, что интервал, разные дети, разные варианты, но интервал 40-50%. Чаще всего ребята формулируют, конечно, причины событий. А вот желтая линия – это оценка значения событий, последствий событий на дальнейшую историю России. Здесь интервал еще меньше – 30, 44, но видим тенденцию к снижению. То есть, оказывается, даже среди учеников, которые выходят на экзамен, мы помним, что это 20% самых подготовленных, из этих 20 лишь 30%, 40%, а если мы переведем, то это получается 6-8% наших учеников в свободном тексте по той теме, которую они выбрали, которую они считают, что они специалисты, могут формулировать вот эти вот исторические объяснения. Кроме того, у нас в регионе проводится мониторинг исторической подготовки школьников. Конечно, тут у нас произошел небольшой сбой, но замысел был такой. Очень хотелось посмотреть, как ребята осваивают историко-культурные стандарты в ГОС, и идея это была такая. 2018 год – это 8 классы, потом они сдадут в 2020 году ОГЭ, но ОГЭ не было. Потом придут в 10 класс, и мы посмотрим, у нас там такие были якорные задания, что изменилось в подготовке тех же учеников, которые были в 8 классе, и когда они пришли в 10. То есть выстроить такую динамику, посмотреть, что мы можем, а чего нет. И здесь тоже показательно, среди всех умений, которые задания на разные умения, среди всех умений, умение анализировать причинно-следственные связи, оно... вот он результат, 8 класс 26,8, причем мы можем доверять абсолютным цифрам, потому что это была хорошая выборка и соблюдались все правила тестологии. Здесь, конечно, в 2021 году ввиду дистанта и всего остального нет такого доверия к абсолютным цифрам, но тем не менее тенденция видна, даже с учетом того, что ученики могли пользоваться какими-то материалами, понимаете, да, тем не менее всего в районе 30% учеников демонстрируют эту способность. Что делать и почему так происходит? Почему? Для меня было важно понять, почему вопрос «почему» исчез из вопросов, актуальных для наших учеников. Если говорить о тех заданиях, которые мы предлагали, у меня была возможность посмотреть, а что содержательно влияет
как раз на способности учеников в постановке этих вопросов. Вот в 8 классе ребятам предлагалось задание по истории Древней Руси, сюжет, связанный с крещением Руси. Назовите, в первом варианте было назовите причины, во втором назовите значения. Ну, процент примерно одинаковый, то есть, видите, 18%. В 10 классе, 21 год, были 2 задания. В одном варианте такой региональная история наша, Транссибирская железная дорога, зачем, каковы цели были ее строительства. А во втором варианте классическое задание про крестьянскую войну Пугачева, объясните причины поражения. То есть тут цели, а здесь причины поражения. Когда мы стали обсуждать с учителями, с коллегами, почему так происходит, что ученику не интересен вопрос «почему», а только «что, где, когда, как», то были высказаны самые разные суждения, что на это влияет. И я вот тут соглашусь с Евгением Евгеньевичем, я думаю, что не сделаю никаких открытий. Многие говорили о том, что действительно переполнено содержание, перенасыщено, избыточно содержание школьного исторического образования, что учителю просто не хватает времени ни на что, кроме как, ну, плохое слово, натаскивать, дрессировать к ЕГЭ тех ребят, которые сдают, потому что задания ЕГЭ в основном ориентированы на точные знания. Если я не знаю, то вряд ли я выполню какое-то задание. Кто-то говорил о том, что сам факт доминирования оценочных процедур, не только ЕГЭ, а вообще и наши мониторинги, в том числе ориентируют учителей на вот это вот натаскивание. Кто-то говорил о том, что изменилось вообще восприятие прошлого, медийные форматы представления истории в готовом виде нацеливают ученика именно на такое восприятие прошлого, без объяснения, а именно, ну, как бы описание яркой картины того, что и как происходило в прошлом. Но, тем не менее, я все-таки попыталась поискать, а кто виноват и что делать. Да? Нередко говорят, виноваты методисты. Вот наша конференция была, Евгений Евгеньевич свидетель, говорят, это виновата методика и методисты, все плохо. Обратилась к пособию Ольги Николаевны Журавлевой по 6 классу, ориентирует ли вообще на анализ или только на описание. Да нет, в пособии, пожалуйста, да, и причинно-следственные связи, и значения, и в дополнительных материалах предпосылки крещения Руси огромным списком, и историческое значение принятия христианства, пожалуйста, в разных сферах, и экономические, и социальные, там, и культурные, и так далее. То есть вроде бы как методические пособия нацеливают педагога на то, что нужно с учениками эти сюжеты обсуждать. Может, виноваты учебники? Я обратилась к 3 учебникам по истории России для 6 класса, как раз к тому сюжету, как представлен вопрос о крещении Руси. И попыталась их проанализировать с позиции того, а какие приемы изложения материала избирают авторы. Мы знаем, что они могут быть разными, да, и ориентированы, соответственно, на разные образовательные результаты, и по-разному могут влиять на подготовку учеников. Оказалось, что в основном доминирует изложение материала в формате описания. Описывается, что и как происходило в прошлом. Вот прямые указания на причины, объяснение как таковое, оно выражается через язык. Дело в том, что выбрал потому, что я встретила только в учебнике вот русское слово. Но еще раз повторюсь, речь идет об одном параграфе, об одной теме. Это не значит, что в других учебниках нет, или там какой-то учебник лучше или хуже. Современные учебники, они вот в основном дают описательный текст без объяснений, без рассуждений. Здесь можно, конечно, сказать, что 6 класс и образное повествование – основа изучения прошлого в младших классах, списать на это. Но, на мой взгляд, как раз присутствие разных текстов, оно необходимо, начиная прямо с 5 класса. Дальше я обратилась, может, учителя что-то делают не так. И просто первый поиск в Гугле конспектов уроков по истории крещения Руси, вот, которые, что называется, первыми выпали. Что бросается в глаза, коллеги? Во-первых, в конспектах уроках напрямую просто фиксируются причины там смены религии. Из серии «давайте запишем», «давайте запомним». То есть нет объяснения как такового, почему, а есть на уровне знания мы зафиксировали причины. И второй сценарий, который предлагается, а какие аргументы, по мнению летописца, ну, оказали решающее влияние на выбор веры. То есть идет работа с кусочком повести временных лет. Лишь один урок, ой, что-то я не туда пошла, лишь один урок я нашла, где ребятам предлагали обсудить
высказать мнение, проверить, ну и так далее. И на самом деле здесь есть проблема, объясню какая. В 2012 году, когда мы переходили на ВГОС и был массовый такой поток курсов повышения квалификации, мы с учителями обсуждали, что должно измениться в работе учителя в связи с тем, что системно-деятельностный подход, ну и так далее, да? Предлагали задание, а как организовать, собственно говоря, эту деятельность на уроке. И вот на слайде вы видите задание, которое для учителей было одним из самых сложных. Суть его заключалась в том, что давался кусочек, фрагмент параграфа учебника, и нужно было сформулировать вопросы, как раз начинающиеся с вопроса «почему?», которые учат ребят анализировать историческое прошлое. Предлагался вот этот фрагмент учебника Вегасина, Гадера, Свинцицкой, который, я думаю, что учителя уже выучили наизусть этот учебник, потому что он такой долго использовавшийся в нашей школе. И оказалось, что очень сложно даже учителю сформулировать такой вопрос. Почему? А вот посмотрите, пожалуйста, на этот текст. Оказывается, что в нем, если мы его прочитаем, он короткий, я думаю, что каждый из вас глазами уже его пробежал, да? То мы увидим, что прямое указание на причины и объяснения есть только в одном предложении. Сумели выжить морозными зимами, так как пользовались огнем. Из серии «Почему?» Потому что пользовались огнем. Все остальные предложения, они содержат в себе объяснение в таком вскрытом виде, что ли. И получается, что если мы с учениками не занимаемся вот этим, то они все продолжают скользить по тексту, видя только что, где, когда. Оказалось, что это достаточно сложно, и педагогам, когда дают задание «прочитайте текст», да, сформулировать вопросы, чтобы ребенок именно анализировал прошлое, а не просто его воспроизводил. И, конечно, можно продолжать дальше обсуждать, что никак, что не так. У нас, я понимаю, что время у нас ограничено. Поэтому выходов на самом деле много, но я хочу акцентировать внимание только на одном. То, что показало себя эффективным, проверено временем, и то, что помогает в том числе нашим молодым учителям, нашим студентам быть успешными в плане проектирования урока с учетом ВГОС, ориентированного все-таки на развитие умений, а не только на запоминание. Это проектирование содержания урока и умений на основе, мы так условно называем исторической ситуацией, когда мы видим, что в основу конструирования содержания закладывается исторический анализ, причины, сущность, следствие и историческое значение, когда на каждом уроке у нас присутствуют исторические источники, когда на каждом уроке мы обращаемся к мнениям историков в том или ином формате. Понятно, что в младших классах это только утверждение, а в старших классах это фрагмент работы историка. И когда на каждом уроке мы обращаемся к исторической памяти, к медийным практикам, к индивидуальным и коллективным представлениям о прошлом, делаем их предметом собственной рефлексии. Только тогда прошлое обретает для учеников актуальность, только тогда хочется в нем разобраться, а не просто знать. Спасибо за внимание. Буду рада дальнейшим контактам и ответам на те вопросы, которые, если вдруг они у вас возникли. Так, я должна... Так, Ольга Михайловна, спасибо большое за интересный подход, за все-таки когда-то мы разговаривали о том, что методика как наука только может развиваться, когда есть эксперименты, есть исследования, за такой интересный исследование с вашими школьниками, и как раз показываем то, что вот акцент, да, слово «почему» исчезло из обихода наших современных школьников. Их больше интересует зачем и что, где, когда. Поэтому, так, пожалуйста, коллеги, какие вопросы есть к Ольге Михайловне? Да, вот у меня вопрос, вот я даже руку подняла. Так, пожалуйста. Ага. Да, во-первых, Ольга Михайловна, слышно меня, да? Вот хочу. Вас слышно, ага. Да, спасибо. Большое вам спасибо за интересное и очень содержательное и действительно на важнейшую тему сообщения. У меня вопрос такой. А не планируете ли вы провести аналогичное по другому нашему предмету по обществознанию, где вообще-то причины очень важны, потому что вот ребята понимают, что такое инфляция, но огромное число их не может нормально назвать причиной. Почему и не понимают, что такое инфляция спроса предложения.
откуда возникает безработица и так далее. Будет у вас такое исследование? Скажите, Коллеги, пожалуйста. вы знаете, я, поскольку не являюсь специалистом в области обществознания, то вряд ли наш вуз возьмет на себя эту инициативу. Но вы очень важную проблему поднимаете. Вот у нас мониторинги, как я уже сказала, есть, но они не тотальные такие, они не пугают учителей, что все там быстро, все закончили, только там тотально всех будем тестировать. Речь о другом. Вот эта проблема, она, знаете, откуда возникла? На самом деле из диалога с физиками. Ведь причинно-следственные связи есть везде. Просто в истории исторический анализ, ну, одно понимание вкладывается, у физиков другое. И мы пытались найти на уровне метапредметных проблем, метапредметных результатов, что не так. Оказалось, что проблемы у нас общие. Поэтому вот ваш ответ про обществознание. Скажу, что мы такие обязательства на себя не возьмем. Будем благодарны, если вы поделитесь с нами вот своими результатами по обществознанию. А вот сопоставление физики и истории, такая идея у нас есть. Но это уже на перспективу, наверное, уже в следующем учебном году. Спасибо, спасибо. Спасибо, коллеги. Я поняла, что время я уже и так перебрала. Спасибо огромное за внимание. Буду рада сотрудничеству. Все контакты есть в презентации. Я думаю, Марина Геннадьевна ее разошлет. Спасибо. Спасибо большое, Ольга Михайловна. Я еще совсем забыла сказать, что в рамках нашей конференции еще идут курсы повышения квалификации, поэтому все слушатели и участники конференции получат те презентации, которые авторы нам дают. А Евгений Евгеньевич и Ольга Михайловна мне презентацию уже прислали, мы их в общий пакет сформируем и отправим в конце нашей конференции, потому что я думаю, что все мысли, они придут позже, когда мы проанализируем ситуацию. А вот то, что обращение к почемучкам, это очень новый вектор развития и понимания, поэтому здесь Сергей Курасов пишет: Ольга Михайловна, спасибо большое за идеи. И Алена вот не написала, кто iPhone, обладательница айфона, сказала: Ольга Михайловна, спасибо большое за выступление, ваша студентка. Поэтому мы не будем делать кофе-брейк, а идем, двигаемся дальше. Правильно, дорогие коллеги? Вы со мной согласны? Помашите мне рукой. Хорошо. Начинаем первое секционное заседание. Мы его назвали «Изучение истории в современном образовательном пространстве», потому что это эпоха 2020-х, термин очень хороший. Я думаю, он скоро приживется с подачи Евгения Евгеньевича и Ольги Юрьевны. И мы будем говорить об этом так, потому что уже 20 лет 21 века мы живем, уже вот такие глобальные изменения происходят и сегодня. Но вот пока мы назвали так: скромно в современном образовательном пространстве. Поэтому слово предоставляется. Ольга Николаевна, вы есть? Угу. Марина Геннадьевна, мы с Ольгой Николаевной утром разговаривали, у нее сейчас идут занятия. Я не знаю, сможет она подключиться, может быть, позже. Хорошо, хорошо. Все. Получается, слово предоставляется Калмыковой Наталье Сергеевне, а ее я видела. Угу. Наталья Сергеевна молодец. Калмыкова Наталья Сергеевна, учитель истории Петерговской гимназии императора Александра II, город Санкт-Петербург. Ее доклад связан с государственными стандартами, как раз перекликается с тем, о чем говорил Евгений Евгеньевич. Государственные стандарты формирования стереографического пространства современных школьников. Пожалуйста, Наталья Сергеевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Надеюсь, меня слышно, видно, экран видно. Большое спасибо организаторам за возможность обозначить такие проблемные векторы методики преподавания истории. И действительно, как Евгений Евгеньевич уже сказал, задача 21 века – это научить детей работать с информацией, получать эту информацию, не только уметь анализировать ее, но и формулировать собственное аргументированное мнение и относиться к этой информации критически. И действительно, информация может быть представлена в любом виде, как в текстовом, так и в визуальном, графическом и так далее. И особенно это актуально относительно учебников по истории. Объем и содержание, включенные в текст учебника истории информации, в том числе историографического материала, определяется целью авторов. Либо авторы учебника стремятся показать неоднозначность, амбивалентность исторического процесса, либо наоборот отразить единую концепцию, либо же свести историографию к минимуму, оставив только какие-то значимые ключевые факты. Но при этом практически все учебники по истории, они рассматривают историографию как дополнительный материал. Это вот та же проблема, которую обозначила Ольга Михайловна.
учебники, они задают векторы развития общего исторического школьного образования в целом и отдельных его направлений, как, например, историографическая подготовка учащихся. И место и роль этой подготовки зафиксированы в государственных стандартах, которые представлены на слайде. И анализируя, как видится в этих стандартах историографическая подготовка учащихся в современной школе, стоит выделить 3 вектора для сравнения. Это цели, это результаты и, собственно, содержание историографической подготовки. Обратимся сразу к целям. Цели историографической подготовки, которые определены в стандартах, они задают тон всему образовательному процессу. Так, федеральный компонент на этапе основной школы не предполагает обращения к историографическим материалам, но при этом разделяет уровни историографической подготовки в старшей школе. Созданная на основе компонента примерная программа в целеполагании включает историографическую подготовку на уровне основной школы достаточно косвенно, формулируя ее как умение работать с различными источниками исторической информации. При этом в стандартах общего и среднего образования историографическая подготовка учащихся как цель образования не рассматривается вовсе, но в примерных программах на их основе эти цели четко прописаны. Так, перед учащимися основной школы ставится задача развивать способности к анализу информации, перед учащимися старшей школы на базовом уровне формировать умение обосновывать свою точку зрения, и на профильном, соответственно, это формирование представлений об историографии и умение оценивать различные историографические версии. Таким образом, федеральный компонент фиксирует историографическое пространство подготовки учащихся, а стандарты общего и среднего образования не рассматривают пространство историографической подготовки как ключевое, скажем так. И в соответствии с целями изучения истории образовательные стандарты предлагают и ряд требований к результатам освоения курса истории. В федеральном компоненте и примерных программах на его основе прописано, что должен уметь, знать и понимать школьник на каждой ступени образования. В то время как стандарт среднего образования на базовом уровне опускает этот момент, а требования к остальным уровням не имеют четкой формулировки «должен уметь». Но лишь в примерном планировании на основе ВГОС определено, что на профильном уровне старшей ступени ученик научится и получит возможность научиться фундаментальным историографическим навыкам и умениям. Это символизирует нам о том, что переход на ВГОС в своей перспективе предполагает некий отход от историографии на уровне образовательной документации и дает возможность научиться рассмотрению отдельных версий и оценок прошлого, что, в принципе, в полной мере соответствует содержанию современных учебников по истории. Ну и обратимся, конечно же, к содержанию учебников. На уровне основной школы федеральный компонент историографическое пространство не рассматривает. На базовом уровне средней школы рассматривается лишь 3 вопроса из блоков «История как наука», «Всеобщая история» и «История России». А вот на профильном у нас уже речь идет о целых 24 вопросах, причем 7 из них относятся к блоку «Всеобщая история» и 17 к блоку «История России». Многие из вынесенных вопросов подлежат изучению, но не включаются в требования к уровню подготовки выпускников. И поскольку федеральный компонент стал базой для составления примерного планирования, которое конкретизирует содержание предметных тем стандарта, то некоторые элементы текстуально с ним совпадают. Вот, например, 2 и 6 вопросы. Но при этом во ВГОС тематическое планирование оно не прописано. Однако представленная в федеральном компоненте выборка дидактических единиц достаточно существенно отличается от элементов, которые вынесены в историко-культурный стандарт, где наглядно прослеживается 4 очень узких раздела, которые включают в себя всего 6 историографических вопросов.
составленные на основе ФГОС и ИКС примерные программы также предполагают обращение к историографическим вопросам. В примерном планировании ФГОС историографический блок истории как науки и всеобщей истории отсутствует и представлен только в виде истории России. При этом профильный уровень ступени старшей школы включает в себя вопросы базового уровня, и также появляются дидактические единицы, которые подлежат рассмотрению на ступени основной школы. Сами примерные программы в сравнении со стандартами, они включают более мощный блок историографических знаний. И таким образом содержание примерных планирований на основе федерального компонента ФГОС, скажем так, наглядно отражает процесс ориентации первоначальных стандартов на создание историографической базы, но при этом система ФГОС предлагает более компактное распределение этих вот дискуссивных вопросов истории. Такое распределение основано на том, что переходя на ступень старшей школы, ученик уже имеет первоначальные знания, умения и навыки работы с историографическим материалом, которые сформированы в средней школе. Предполагается, что они уже сформированы. Однако профильный уровень обучения предполагает содержание элементов проблемной историографии и широкого круга трудных вопросов истории. Действующий ФГОС направлен на последовательное формирование историографического пространства учащегося, но вот вопрос о подборе своевременного историографического материала, каких-то единых универсальных алгоритмов работы с ними, да, и универсальной системы оценивания этой работы пока что остается открытым. Еще раз большое спасибо за возможность выступить. У меня все. Ой, спасибо большое, Наталья Сергеевна, за то, что вы хронологически выдержали свое выступление. Пожалуйста, коллеги, может, будут вопросы к молодому специалисту, я поняла, да? Практически. Да, посмотрите, да, то есть вот, историографическое пространство, оно тоже перекликается с тем, о чем говорила Ольга Михайловна, с тем, что не всегда оно предоставляется. Есть такая возможность в наших школьных ситуациях, и вот как раз анализ, проведенный Натальей Сергеевной, показывает, что да, необходимы возможности для расширения этих всех, потому что мы же вот с вами знаем, те, которые работают в высшей системе образования, что приходящие студенты не всегда могут проанализировать тот или иной документ. Ты сегодня тоже ставил? Ковивак? Так. А я сегодня не поставила. Так, поэтому, пожалуйста, какие вопросы есть? Угу. Евгений Евгеньевич, что-то хотел спросить. У вас звук отключен. Звук отключен. Сейчас. Там кнопка. Нашел, да. Коллеги, я хочу сказать, что это очень интересная конкретизация как раз тех общих идей, которые вот вначале были поставлены в общем виде, а теперь пошла конференция по линии конкретизации. Очень правильно. И вот еще к докладу Ольги Михайловны Хэтиной тоже одну маленькую тоже добавлю реплику. Это очень тоже важный доклад, очень интересный. И там был такой проблемный вопрос в самом начале поставлен, почему это происходит. И, конечно, мы все об этом думаем, почему. Вот это все, вот последнее как раз сообщение, это метод предложить как бы свою версию. А у меня тоже есть версия ответа на вопрос Ольги Михайловны Хэтиной. И он очень простой. На уровне госполитики нет такого стабильно четкого адресного запроса на формирование исторического мышления школьников. Почему? Всем, по-моему, понятно, историкам, почему, да? Не хочется даже говорить. Нет, поверьте мне, вот точного, ясного запроса, чтобы у школьников, у студентов, школьников формировалось острое, ясное, подчас даже бескомпромиссное мышление. Потому. Вот подумайте об этом сами, да. И вот данный второй существующий сейчас доклад, он очень хорошо конкретизирует как раз вот педагогические, так сказать, панораму ситуации. Да, стандарты, в принципе, позволяют, и это очень правильно. Но от стандартов еще до реальной жизни сегодня не так путь близок, потому что главным управляющим звеном в ментальности учителя является что? Средство контроля. Не стандарты сами по себе являются средством контроля, а что является средством контроля? Что в конце цепочки управленческой? Аттестация. Вот ключевое звено, которое сегодня
формирует образовательную ментальность России, образовательная аттестация. Она перенасыщена контролем исполнительским и контролем таким, как бы сказать, событийно-фактическим, а не творческим. Поэтому вот то ключевое звено, без реформы которой мы ничего не поменяем. Спасибо. Спасибо, Евгений Евгеньевич, спасибо. Так, Наталья Сергеевна, спасибо вам большое за доклад, за вот развертывание идеи. Двигаемся дальше. Слово предоставляется кандидату исторических наук, доценту, заместителю директора по экскурсионной образовательной деятельности мультимедийный парк «Россия. Моя история» в городе Челябинске. Пожалуйста, Кузнецов Вячеслав Михайлович. Уважаемые коллеги, добрый день. Слышно ли меня? Да. Слышно так, вас. Марина Геннадьевна, подскажите, что мне, как запустить презентацию? А демонстрация экрана? Демонстрация экрана, да, и совместное использование. Угу. Все, запустилось. Угу. Так. Я потому что сделал, каждый может использовать. Так, хорошо. Угу. Теперь показ слайдов с текущего. Угу. Да, запускается сейчас. Угу. Все. Еще раз всем коллегам мое приветствие. Те, кто знакомы со мной, наверное, знают, что я перешел из Института повышения квалификации, собственно, вот вторую неделю работаю в мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история», но наше сотрудничество уже достаточно давнее, соответственно, где-то это представление будет опыта, где-то, наверное, какие-то идеи. Ну и на самом деле как раз вот Ольга Михайловна обладает таким искусством ставить серьезные важные вопросы, да, и вот сижу, размышляю как раз над ее докладом и проблемами, которые в нем были поставлены. Один, наверное, еще из ответов, почему у нас дети не задают вопросов, начинающихся со слова «почему». Ну вот, наверное, в том числе и мультимедийные исторические парки, как один из примеров, да, того, что мы, собственно, больше ориентированы на поддержку клипового мышления детей, на яркое образное представление информации, но не особо формат мультимедийного парка позволяет обсуждать с детьми вопросы почему, зачем, с какой целью и так дальше. Ну вот мы нашли одного из виновника, да, того, что происходит у нас в историческом образовании. Я, конечно, шучу, да, на самом деле это требует проблема серьезного осмысления, исследования, да, и, собственно, моя вот должность заместителя директора по образовательной экскурсионной деятельности, наверное, появилась в связи с тем, что все-таки стоит перед историческими парками, в том числе перед нашим, как раз вот задача не просто развлекать детей, не просто показывать им яркие картинки из истории нашей страны, а все-таки формировать у них мышление, в том числе способствовать, наверное, повышению качества исторического образования. Ну, несколько буквально таких размышлений, что, естественно, мультимедийный исторический парк – это не школа, это не школьный кабинет истории, у него свое образовательное пространство, которое имеет свою специфику. Ну, можно поразмышлять и сказать, есть и плюсы, и минусы в этом. Да, их, естественно, эти возможности нужно сначала понять, осознать, для того, чтобы потом использовать, ну, вот для достижения как раз цели исторического образования и просвещения. Вот упоминали уже, что у нас сейчас появилась Академия просвещения, да, то, что раньше была Академия повышения квалификации. Идет речь о том, чтобы мультимедийные парки, которых на данный момент, по-моему, 23 в крупных городах
в Российской Федерации в разных регионах они появились. Ну вот их будут преобразовывать или им будет придан статус центров просвещения, даже не исторического, а вообще просто просвещения всякого разного, да. Это тоже, наверное, ну вот один из таких векторов государственной политики в сфере просвещения и воспитание не только детей, да, но и, наверное, всего населения, всех граждан России. Ну вот 3 слова, да, которые характеризуют мультимедийный исторический парк. Мы видим, что парк чаще всего это такое очень интересное пространство, которое позволяет людям отдыхать. На скамейке можно сесть, почитать книжку, делают пробежку, допустим, кто-то занимается спортом или физкультурой, кто-то наслаждается видами замечательными, дышит воздухом, кто-то фотографирует, кто-то рисует картины, все это в парке, да. Если мы говорим об мультимедийном историческом парке, то, наверное, это тоже все можно делать, да. Еще раз говорю, мы бы могли в тени деревьев поставить рядом со скамейкой парту, но это бы уже не получилось бы настоящего школьного кабинета, с одной стороны, а с другой стороны, это не позволило бы реализовать те на самом деле замечательные возможности, которые предоставляет нам парк для вот различных занятий. Поэтому, когда дети приходят к нам в парк, да, мультимедийный исторический парк, мы понимаем, что здесь мы их не будем учить традиционными способами, да, методами, которые используются в школьном кабинете истории. Здесь нужно другие возможности предполагать. Поэтому, ну вот о них чуть дальше скажу, мы как раз вот эту как бы связь, эту ассоциацию с парками природными, культурными будем соответственно помнить. Ну, дальше исторический парк. По сути дела, это, я бы сказал, музей под открытым небом, да, где, соответственно, у нас или посетители могут увидеть какие-то исторические здания, сооружения, посетить, например, старинные усадьбы. Бывают парки, исторические парки, которые представляют выставку, например, военной техники, чего-то еще, соответственно, тоже, да, значит, есть возможности для такого наглядного представления исторического прошлого. Ну вот в мультимедийном парке этих всех замечательных экспонатов, и в том числе, ну, в таком натуральном виде, да, натуральной среде нету, но они могут быть представлены, и много еще других различных источников исторической информации, ну, в электронном виде, да. Соответственно, это позволяет как раз какие-то проблемы решить, да, с тем, что не все смогут поехать, допустим, посетить Царское Село, но сделать виртуальное путешествие в мультимедийном парке будет на самом деле реально. Дальше я вот уже начал говорить о том, что у нас происходит изменения в нормативной базе, и, соответственно, очень так остро обсуждался вопрос по поводу, значит, того, кто может заниматься просвещением, да, и там много даже по этому поводу возникло анекдотов, что родители, значит, должны осторожно с детьми делать домашнее задание, потому что могут их упрекнуть в том, что они занимаются несанкционированным просвещением и так дальше. Ну, я думаю, что с этими проблемами все коллеги знакомы. Ну и дальше, я не знаю, какие-то идеи хотелось бы озвучить, да, из нашего опыта работы в мультимедийном историческом парке в Челябинском. Евгений Евгеньевич уже много сегодня, значит, говорил о том, что на самом деле у нас нарабатывается новая, значит,
методика исторического образования и просвещения. Мне кажется, что вот замечательная просто книжка Ольги Юрьевны, Евгения Евгеньевича, Татьяны Владимировны, значит, которая нужно использовать всем учителям и классным руководителям, и педагогам не только школ, но и, допустим, средних профессиональных учебных заведений для проведения вот таких тематических занятий по календарю образовательных событий. Ну и мне кажется, что как раз мы уже, опробировав это на опыте, понимаем, что мультимедийный исторический парк может стать как раз вот настоящим центром образовательных событий. Да? Это не просто там рядовой какой-то урок, который у нас каждый день да по 6 штук дети посещают в школе, да, и поход любой там, я не знаю, в кино, в театр, в музей, мультимедийный исторический парк — это на самом деле событие, не рядовое, да, оно запоминается. Ну и хотелось бы, чтобы это было не просто, значит, развлечение, а все-таки вот эти задачи исторического образования и просвещения, они в мультимедийном историческом парке могут быть достигнуты достаточно успешно. Ну, мы обсуждаем и изменения в федеральном государственном стандарте, и мы знаем, что вот утверждена новая редакция концепции, тоже об этом говорили. Мне хочется здесь сказать как раз, что мультимедийные исторические парки «Россия. Моя история», они соответствуют концепции, да, даже и духу, и, может быть, и букве в какой-то степени. Значит, ну, прежде всего, значит, центральное место у нас уделяется истории России, и мультимедийный исторический парк, он как раз по своему названию «Россия. Моя история» ориентирован на изучение именно истории нашей страны. Дальше, естественно, через вот события внешней политики идет синхронизация с курсом истории всеобщей. Мне кажется, что у нас просто замечательный на самом деле есть опыт именно в Челябинске разработки регионального контента, значит, который представлен в мультимедийном парке как раз в мультимедийном формате. По сути дела, в каждом зале, значит, начиная с древности, у нас представлен региональный материал. Но те, кто были, наверное, в любом историческом парке, в том числе в Москве на ВДНХ, видели, что вообще-то экспозиция федеральная, да, она начинается с представления замечательного памятника бронзового века, который у нас на Южном Урале, значит, нашли, изучили наши археологи. Это Аркаим, укрепленное поселение бронзового века Аркаим. Это федеральный контент, как мы его называем. Ну и для нас, конечно, это предмет такой гордости, да, что, собственно, на всероссийский уровень вышло представление такого замечательного исторического памятника. Ну и в каждом зале у нас представлен региональный контент, который мы делали совместно с Краеведческим музеем, с нашим областным архивом. Были специально даже выезды для того, чтобы какие-то вещи сфотографировать на месте и потом в мультимедийном парке, допустим, это представить. О грустном не будем, по поводу наших мониторингов, контрольных работ уже много было сказано, хотя это тоже, значит, как бы... Есть для этого, значит, ресурсы, которые можно использовать в мультимедийном парке. Но то, что касается, допустим, заданий даже ЕГЭ, да, это сейчас вот не как бы самое главное, не центральное, но как пример можно сказать. У нас очень много вопросов у детей, затруднений возникает, когда выполняют задания с иллюстрациями. Да. Любой, даже самый там замечательный, объемный, толстый учебник не сможет представить всего богатства наглядного материала, да, который, соответственно, ну, детям будет интересен и полезен для знакомства с памятниками архитектуры, вообще там произведениями культуры и искусства и так дальше. Ну вот в мультимедийном парке это как раз можно сделать очень хорошо. Ну и Вячеслав Михайлович, вы регламент соблюдаем? Да, да. Значит, есть
у нас опыт, допустим, подготовки к олимпиадам, когда дети приходят и выполняют задания уже самостоятельно в мультимедийном парке. Ну и то, что касается как раз реализации культурологического подхода, мне кажется, на самом деле вы согласитесь с тем, что в мультимедийном парке, значит, этот культурологический подход реализуется очень даже мощно. Ну и, значит, собственно, его можно отнести к дополнительным ресурсам, да, учебно-методического комплекса по истории. Вот, ну и завершу, наверное, выступление. Значит, есть два пособия, которые подготовили наши коллеги из Петербурга для того, чтобы помочь учителю освоить методику, значит, проведения занятий в мультимедийном парке. И вот третье на этом слайде, которое посвящено, методическое пособие, которое посвящено нашему очень сложному, интересному 20 веку, веку потрясений и свершений. Мы его подготовили совместно с учителями Челябинска, преподавателями кафедры Института повышения квалификации, ну и специалистами, экскурсоводами нашего мультимедийного парка «Россия. Моя история». Он размещен в открытом доступе, соответственно, будет интересно, можно будет с ним познакомиться. Ну и тоже я надеюсь, что Марина Геннадьевна сможет мою презентацию разослать, и, соответственно, коллеги смогут познакомиться более подробно. Спасибо большое за то, что вот удалось мне представить наш небольшой такой пока еще опыт. Спасибо большое, Вячеслав Михайлович. Извините, что маленько поторопила, но тут Нет, нет, как раз нормально. Этот сюжет. Присылайте, пожалуйста, презентацию. Мы тут сформируем, отправим, потому что тоже очень интересный опыт. И вот там же в презентации можете сделать ссылочку на ваше пособие, да, которое учителю может быть использовано, потому что визуализация в истории тоже важный момент. И да, и вот тоже может как раз отрабатывать систему «почему?». Почему? Так, пожалуйста, какие вопросы, замечания? Ольга пишет, Михайловна, спасибо, успехов в новой работе. Вопрос у кого-то? Да, у меня, пожалуйста. Так, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а вот какой у вас процент примерно просто взрослых посетителей без детей школьного возраста, которые пришли исключительно ради самообразования? Примерно. Так, Екатерина Ильинична. Ну, честно говоря, статистика есть, конечно, сейчас не владею, но это заметная на самом деле такая группа людей, взрослых, да, и есть на самом деле у нас там, допустим, ну, такие, значит, примеры, они перед глазами все время, часто достаточно парень с девушкой приходят, да, значит, и вот индивидуально даже проходят, смотрят за какие-то экспозиции, которые их интересуют. Есть у нас программы, которые вот прямо специально ориентированы на взрослую аудиторию, хотя, конечно, ну, организованные группы школьников, студентов – это основные наши посетители. Вот боюсь даже ошибиться, но это, конечно, не 50 на 50, но мне кажется, где-то четверть наших посетителей – это взрослые. Спасибо. Вот важно просто вот это понять, есть ли такие посетители, значит, их немало. Правильно я понимаю? Просто, мне кажется, тут еще и фактор того, что это модное место, там один раз всегда интересно прийти посмотреть, если ты там никогда не был, но у нас есть люди, которые приходят не один, не два раза, потому что вы представляете, какие масштабы, значит, экспозиции, посвященные истории России, да, там за один раз все, даже просто пройти, не говоря о том, чтобы внимательно посмотреть, почитать, познакомиться с информацией, значит, невозможно. Спасибо большое. То есть есть большое поле для деятельности, совместной деятельности. Я считаю, что не зря заместителем директора назначили одного из главнейших методистов Челябинской области. Взаимодействие учителя, выставки, ученика и взрослого, да, чтобы позволило бы расширить возможности, да, тем более в условиях современных подходов к историческому образованию. Спасибо большое. Так, пожалуйста, двигаемся дальше. У нас сейчас на связи город Новосибирск. Есть Новосибирск? Дмитрий Николаевич, Иван Вячеславович или Сергей Владимирович? Пока нету, да?
потому что у них у кого-то совещание было, они сказали, что ну так-то по времени как раз 15:30. Так, ну хорошо, двигаемся дальше. Слово предоставляется кандидату исторических наук, старшему научному сотруднику Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук Нолеву Евгению Владимировичу. Так, пожалуйста. Уважаемые коллеги, добрый день. Прежде чем перейти к своему докладу, позвольте прежде всего поблагодарить организаторов за настоящую конференцию и поздравить Марину Геннадьевну с наступившим днем рождения. К сожалению, очно не получилось, поэтому, Марина Геннадьевна, принимайте поздравления. Ой, это было давно, в исторических мерках это было давно. Спасибо большое, Евгений Владимирович. Евгений Владимирович, пожалуйста. Коллеги, презентация видна? Видна, сделай только показ слайдов, чтобы на весь экран была она. С текущего слайда. Все. Итак, в текущем году было очень много конференций, и школьные доклады были посвящены теме Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в частности. Так вот, вопрос о дате окончания Второй мировой войны неизменно ставит школьников в тупик, потому что они говорят, что это 2 сентября, значит, 1945 года, но, как мы с вами знаем, с прошлого года это уже 3 сентября. Поэтому и тема моего доклада посвящена тому, как образовательное пространство зависит от законодательной деятельности на сегодняшний день и академического дискурса. На примере такого события, как стояние на Угре. Естественно, что стояние на Угре является одним из ключевых событий в истории Отечества и долгое время воспринималось как ключевое событие в обретении суверенитета и самостоятельности. В 2019 году, 5 июня, ряд депутатов Государственной Думы выступили с инициативой внести поправки в федеральный закон о Днях воинской славы и памятных датах России с тем, чтобы утвердить 11 ноября как день окончания Великого стояния на Угре 1480 года. Эта инициатива оказалась весьма спорной, и определенные последствия наблюдались затем и в общественной деятельности, в поле общественного политического дискурса, который мы будем рассматривать с точки зрения политики памяти, и в академическом дискурсе, и, конечно, в образовательном. Итак, чем же этот закон вызвал столько дискуссий? Я прошу обратить внимание как раз на пояснительную записку данного законопроекта. Противостояние русских и ордынских войск на реке Угре осенью 1480 года является значительным и памятным событием в отечественной истории. 11 ноября 1480 года в результате исторического события Великого стояния на реке Угре произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость российского государства. В целом, по мнению инициаторов данного законопроекта, в лице Комитета Государственной Думы по обороне, принятие данного законопроекта будет способствовать укреплению патриотического сознания граждан России и популяризации отечественной истории. Так вот, уважаемые коллеги, красным шрифтом я обозначил те концепты, которые на сегодняшний день являются весьма дискуссионными. Во-первых, 11 ноября. Дело в том, что в разных летописных свидетельствах по-разному, в частности от 8 до 12 ноября, оценивается отступление сил хана Ахмата от Угры. Соответственно, утверждать одну дату уже не представляется возможным на основе источниковедческого анализа. Затем, иго ордынских ханов – это такая полемическая категория в современном в современной академической историографии. Ведутся очень острые споры не только относительно содержания концепта иго, но и относительно возможности его применения в условиях того уровня знания, который сегодня достигнут исторической наукой. Окончательное освобождение – тоже весьма спорный тезис, и чуть далее я объясню. Итак, на сегодняшний день, естественно, что этот законопроект инициировал дискуссии в академической среде, и многие историки обратились к источникам, хотя эта тема достаточно была разработана и в дореволюционной историографии, и в советской историографии.
Что мы видим, исходя из источников? Источники не дают, аутентичные источники не дают явной оценки данного события как освобождение от Угры, освобождение от зависимости ордынской, потому что состояние на Угре не повлекло, значит, в восприятии очевидцев, в восприятии современников никакой суверенизации. Если мы посмотрим завещание Ивана III, то там также содержится упоминание относительно продолжения его детьми выплат татарским ханством. Причем очень интересное описание дается непосредственно в повести о стоянии на Угре. Вот недопущение Ахмата на территорию русских княжеств за пределами реки Угры связывается не с мощью или тактикой русских войск, а с заступничеством Богородицы. Так что этот сакральный момент, он будет проявляться практически во всех летописных свидетельствах. Итак, что касается историографической традиции. Многие западные отечественные историки не согласны с трактовкой 1480 года как утверждение окончательной независимости Руси от Орды. В частности, приводятся такие аргументы, что с 1472 года прекратилась уплата дани, что можно расценивать как уже прекращение зависимости. Жан-Поль Ру, например, говорит о том, что прекращение зависимости можно наблюдать только в 1502 году, когда непосредственно была уничтожена Большая Орда. Георгий Владимирович Вернадский прекращение зависимости от Орды связывает с 1453 годом, когда было образовано Касимовское ханство. Также необходимо особо отметить концепцию Вадима Винцеровича Трепавлова, который говорит о инерции единства. То есть, согласно этой концепции, Москва не противостояла ордынскому игу, а была вовлечена в борьбу за золотоордынское наследие, из которой и вышла победителем. Как я уже говорил, сам факт этого законопроекта подстегнул научные дискуссии, и многие международные конференции были посвящены этой теме в 2019 году. Также были проведены тематические круглые столы. И вот различие позиций определяется не только местом проведения данных круглых столов, то есть, вот, например, круглый стол «Может ли стояние на Угре» в 1480 году быть памятной датой Российской Федерации, проходил в Казани, и здесь ученые из Академии наук Республики Татарстан, ученые из Института истории России, из Института всеобщей истории пришли к выводу, что однозначно памятной датой считаться не может. С другой стороны, в Москве в это же время проходил круглый стол «Стояние на реке Угре» как исторический феномен. Здесь также присутствовали у нас представители Института всеобщей истории, Института археологии ИРАН, РГГУ и представители Калужской области. В рамках работы данного круглого стола были подсвечены еще и такие моменты, что принятие этой инициативы обусловлено и экономическими причинами, то есть развитием туристской сферы непосредственно в Калужской области. А теперь перейдем к коммеморациям, то есть с точки зрения исторической политики, с точки зрения политики памяти, это акты публичного вспоминания, которые отражают то или иное отношение к событиям. Итак, всем известна картина, которая иногда публикуется и в наших учебниках, картина Шустова 1862 года, где Иван III топчет ярлык хана Ахмата и таким образом признает независимость. На сегодняшний день данное свидетельство и сам ярлык подвергаются очень большим обсуждениям, очень большим дискуссиям, потому что язык данного послания не характерен для всей дипломатии предшествующего периода Золотой Орды. В 1980 году впервые был установлен памятник стояния на реке Угре, и в 2014 году был создан музейный комплекс «Великое стояние на реке Угре». И вот посмотрите, параллельно с обсуждением данной инициативы, то есть освобождением от татаро-монгольского ига,
в 2019 году в поселке Привольном в Республике Калмыкия у нас ставят памятник Чингисхану. То есть деление общественного дискурса уже на уровне как политических акторов, так и на уровне гражданской инициативы происходит. В соответствии с порядком утверждения законопроектов в каждый регион Российской Федерации были направлены, значит, письма с предложением обсудить данный законопроект. И Государственный совет Республики Татарстан, естественно, внес отрицательную резолюцию. На сегодняшний день законопроект не отменен, а, как в электронной системе пишется, перенесена дата согласования. Но больше никаких активных действий в лоббировании, в продвижении данного законопроекта не наблюдается. Однако сам факт обсуждения данного законопроекта настолько обострил отношение к этой дате в обществе, что приводится в цитате протоиерея Александра Шаргунова. Значит, он говорит о том, что стояние на Угре продолжается, враг все больше наглеет, все ближе подходит к Москве и уже вошел в Москву. Соответственно, вот посмотрите, это послание можно трактовать очень по-разному. И это послание содержит очень большой конфликтогенный потенциал. И все исходит только из обсуждения одной памятной даты. Это только одно из высказываний в интернете, которые я привожу. На самом деле там ситуация очень сильно обострилась. Поэтому я решил посмотреть, как же данная ситуация отражается в образовательном дискурсе. Учебники советского периода и современные. Итак, вот что очень интересно. В учебнике под редакцией профессора Шестакова 1954 года Иван III оказался таким образом победителем, причем победителем в кавычках. То есть признание победы русского воинства на реке Угре, оно оценивается условно весьма. Затем учебник истории под редакцией академика милиции Васильевны Нечкиной. В ноябре войско хана Ахмеда отступило без боя и ушло к себе в Орду. Хан понял, что теперь ему уже не покорить Руси. Монголо-татарскому игу над Русью был положен конец. Здесь, конечно, мы видим, что принцип историзма не соблюдается, поскольку нет ни одного исторического свидетельства, которое бы подтвердило, что хан Ахмат больше не намерен был восстановить суверенитет над русскими княжествами. И большой вопрос, вообще этот суверенитет прекратился или нет, потому что еще спустя 23 года, в 1502 году, Иван III признавал себя вассалом Большой Орды. В современных учебниках также говорится о том, что Большая Орда вскоре распалась на несколько улусов, Ахмед хан погиб, и Русь сбросила окончательно ненавистное иго. Причем сама трактовка иго, татаро-монгольская, ордынская, золотоордынская иго, она весьма различна в этих учебниках, что также дает основания для широкой дискуссии. Но что показательно, здесь не сказано и не отмечено одной даты. То есть освобождение от иго показано как длительный процесс. И в заключение, нарративы об историческом значении улуса Джучи в отечественной и мировой истории актуализированы в региональных и научных общественно-политических кругах в 2019 году, формулируют диаметрально противоположные подходы к пониманию золотоордынского наследия и шире наследия Монгольской империи в истории. Попытка коммеморации Великого стояния на Угре не вполне соответствует представлениям, разработанным в отечественной историографии о значимости исторического события для истории России и может иметь негативные последствия в общественно-идеологической сфере. И третье. В рамках образовательного дискурса необходимо рассмотреть потенциал концепции инерции единства, то есть не 200-летнего рабства, а как раз вовлечение в сферу евразийской политики и победы Москвы как раз в борьбе за золотоордынское наследство. Большое спасибо. Вопросы, пожалуйста. Так, коллеги, пожалуйста. Связан с календарем опять знаменательных дат, да? С этим ресурсом, пожалуйста, какие вопросы, замечания, предложения? Евгений Евгеньевич, я чувствую... Интересный доклад, очень яркая позиция. И одновременно, вот я коллегу поддерживаю в каком плане, что как тесно связана проблема коммеморативной политики государства,
общества заинтересованности и педагогической деятельности. Это на самом деле новый пласт, который по-настоящему еще в методике до конца не осмыслен, как вот тесно влияет политика государства, реакция нашего многокультурного общества и какова тут миссия учителя, какую называют позицию. В самом деле, какой сейчас ИГО вообще? Актуально ли говорить слово об ИГе сегодня? Тут надо как-то находить какие-то взаимоприемлемые формулировки какие-то. Это очень тонкий, деликатный вопрос. Он должен быть... И вот наше пособие, оно как раз, спасибо, что к нему обратил внимание Вячеслав Михайлович Кузнецов, оно как раз вот на эти темы, оно о повышении культуры педагога, о работе в этом поле памяти. Но Ольга Юрьевна Штрова в этом отдельно расскажет, и очень интересно. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Евгений Так, Евгеньевич, за ну, еще замечание. Так, пожалуйста. Мгм. Да, вот у меня такой вопрос к вам, как специалисту. Я Екатерина успела... Ильинична. Да, это я. Вот, успела рассмотреть на памятнике Чингисхану. Я, кстати, о нем понятия не имела, что он у нас в стране есть. Успела рассмотреть дату его рождения. Но дату смерти-то понятно, она общеизвестна, 1227. Они написали 1162. Скажите, пожалуйста, это что, установлено? Потому что везде пишут разные. 1155, 1150, или это тоже из области фантазии? Большое спасибо. Дело в том, что на сегодняшний день это дискуссионная проблема. То есть остается дискуссионной проблемой, и исследователи предлагают разные точки зрения, но какой-то конвенциональной еще даты не выработано. Хотя празднование дня рождения Чингисхана, которые проходили в Улан-Баторе, все-таки связано с 1162 годом. То есть на уровне правительства Монголии конвенционально принята эта дата, но в академических кругах до сих пор некоторые споры присутствуют, дискуссии по этому поводу. Потому что там основной источник – это все-таки сокровенные сказания, а вот этот 12-летний цикл не позволяет точно сказать, когда был этот год рождения Чингисхана. То есть здесь вопрос-то в том, чтобы привести в соответствие нашей календарной системе. Мгм. Понятно. Хорошо, спасибо, Евгений Владимирович. Пожалуйста, вопрос еще есть? Так, выключайте свою презентацию, пожалуйста. Если есть необходимость, пришлите мне, потому что я буду заниматься рассылкой. Я думаю, тоже очень важно, чтобы учителя получили вашу презентацию в том числе. Мгм. Так, слово предоставляется самому активному участнику нашей сегодняшней конференции, дискуссанту, кандидату исторических наук, доценту, Институт гуманитарных наук, городское автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы, Московский городской педагогический университет. Пожалуйста, Екатерина Ильинична Шулепникова. Так, презентацию вы сами поставите, да? Угу. Сейчас попробую. Демонстрация экрана там, да? Да, У меня не демонстрация. презентация, собственно говоря. Я хочу, например, показать сайт интернета. У меня Хорошо. презентация есть, вряд ли ее стоит. Что-то у меня не получается, люди добрые. Ну, хорошо. Вот совместно Совместно используем, да. Вот. Вот, на самом деле эта тема бесконечная, и говорить долго я, конечно, не буду, хотя и презентация у меня есть, но она все-таки скорее для школьников, чем для коллег. О происхождении человека, вон как далеко я хочу всех коллег отправить сегодня. Да, в невероятную древность. На самом деле смысл не в этом. О чем я хочу сказать, чтобы даже коротко, постараюсь короче даже отведенного времени. Эта тема, она у нас присутствует несколько раз. Присутствует в 5 классе, присутствует в основном не столько в истории, сколько в предмете обществознания. Первая тема по кодификатору какая? Человек как биосоциальное существо. К сожалению, во многих рекомендациях, мне это очень не нравится, где предлагают типовые варианты плана, все помнят 28-е задание, да, по обществознанию, излагать разные теории происхождения человека. Ну, понятно, что научная теория одна, эволюционная. На самом деле никакой теории трудовой не существует. В науке ее нет. Да, это была концепция Энгельса. Сейчас ее можно рассматривать только как часть эволюционного происхождения человека. Не более того. И уж, конечно, никакого палеовизита, который некоторые коллеги включают в учебники, есть такие учебники, я могу их назвать, но нет смысла. Об этом тоже говорить не приходится. Инопланетянин – это персонаж из фантастики, компьютерных игр, но никак не из науки.
В основном я хочу просто порекомендовать тех, кто заинтересуется и захочет найти ответы на вопросы. Один из лучших порталов образовательных, просветительных — Anthropogenes.ru. Здесь максимальная информация о всем, что наука на сегодняшний день знает и по истории первобытного общества, и по происхождению человека, и много еще по каким вопросам. И еще моя задача, она довольно простая, все это будет подробнее описано в статье, просто предостеречь своих коллег от некоторых ошибок, которые мы делаем, может быть, отвечая и на вопросы учеников. Чего, как я считаю, делать абсолютно нельзя, можно сказать, категорически. Не стоит, например, называть современную теорию эволюции дарвинизмом. Уважаемые коллеги, это будет серьезная ошибка с точки зрения биолога, с точки зрения концепции современного естествознания. Нынешнее представление об эволюции, нынешняя концепция — это уже вторая синтетическая теория эволюции. Она учитывает много факторов, и не первый, и не главный из них будет, не единственный, точнее, естественный отбор. Он является механизмом, но материалом являются генетические мутации. То, что мы сейчас видим очень просто по эволюции вируса. Да и все. Дальше. Что еще? Все-таки надо включить, наверное. Еще нельзя, и это тоже, если у нас будут ученики, продвинутые в области естественных наук, смешивать понятия эволюции и происхождения жизни. Это тоже было бы категорически неправильно. Последнее называется в науке абиогенезом, и занимается этим иная наука, пребиотическая химия. Вот тут надо это понять. Дальше еще один момент, он скорее философский, но он для нас важен. Не стоит именовать человека никаким вершиной эволюции. Вот это будет большая ошибка на самом деле. Верующий человек, ну если он исповедует, по крайней мере, авраамическую религию, может как угодно считать, может называть человека вершиной творения. Эволюция, по мнению естествознания, процесс не направленный в принципе. И вершиной эволюции тут можно считать и вирус, который порождает новые штаммы, это на наших глазах происходит, и бактерии, которые ускользают от антибиотиков, а это происходит на глазах сейчас у врачей из красных зон, и крота, и кого угодно. То есть мы рассматриваем себя как вершина эволюции социальной, но ни в коем случае не биологической. И вот еще один момент, тут много можно говорить, это я могу до бесконечности, не хочу занимать время. Многие из нас слышали, могут прочитать термины научный Адам или Y-хромосомный Адам и митохондриальная Ева или научная Ева. И дальше делаются неправильные выводы о том, что человечество происходит от одной пары людей. Нет, это категорически не так. Это свидетельствует только о том, что человечество имеет общих предков. Y-хромосомный Адам, он последний общий предок всех людей по мужской линии. Для этого достаточно себе представить своего прадедушку строго по линии отца, который является последним общим предком вас, ваших братьев, двоюродных братьев, троюродных теть и так далее. И аналогичное провести со стороны мамы. Последние предки, которые жили совершенно в разное время. Но зато по этим данным вы видите, сколько лет на самом деле человеку как биологическому виду. В учебнике 5 класса по истории, которым до сих пор занимаются школьники, там все еще приведена совершенно устаревшая дата 40-45 тысяч лет. Нет, это дата расселения человека в приледниковой зоне Европы. Как биологическому виду нам, как сейчас установлено, никак не меньше 160 тысяч лет. Ну и еще хочу обратить ваше внимание, просто вот
Интересные публикации, интересные книги. И самое главное, самые последние сообщения, оно датировано 10 мая, по-моему, этого текущего 21 года. Совсем недавно в Африке на территории Кении обнаружена древнейшая на Земле могила. Похоронен был маленький ребенок 78 тысяч лет назад. То есть, если мы говорим о происхождении духовной культуры, тоже рекомендую использовать сайт «Антропогенез», рекомендую использовать книги доктора биологических наук Маркова. Открытия делаются регулярно, тут наука не стоит на месте, можно узнать много чего интересного. Но поскольку эта тема действительно бесконечная, занимать ваше время не буду, мне больше всего хочется поспрашивать, чем поговорить. Спасибо большое за внимание. Так, спасибо большое. Очень интересный подход, Екатерина Ильинична. Да, но тема, которую мы редко поднимаем и разговариваем, потому что она как-то далеко, в 5 классе, как-то мало к этому возвращаемся потом уже в старших курсах. Поэтому, пожалуйста, какие вопросы, замечания, предложения есть, коллеги? Угу. Так, Евгений Евгеньевич. Угу. Вы у нас сегодня такой активный модератор. Ну, коллеги, что тут можно сказать только? Пожелать автору удачи на педагогическое, так сказать, творчество. И тема, безусловно, актуальная, конечно, безусловно, важная. И что сказать еще? То, что на самом деле есть такие ключевые точки, такие реперные точки изучения мировой истории и культуры, в том числе антропогенеза, конечно, которые являются вечной проблемой для школы. Да, это очень актуальная тема, на самом деле. Я бы только на месте докладчика назвал бы те учебники, которые, как мне кажется, неудачны, чтобы нам просто было понятно, какие учебники стоит нам опираться, а на какие, по мнению докладчика, опираться бессмысленно. Это было бы тогда более конкретно. Вот, мне кажется, надо всегда говорить конкретно, да? Вот, что вы предлагаете, какие авторы. А какие авторы вы считаете не в ту? Ну, спасибо большое, это так, в частности. Да, спасибо большое, Евгений Евгеньевич. Вот здесь тоже, мне кажется, здесь можно было, была статья у Ольги Юрьевны Стреловой в «Преподавании истории в школе» по Ювалю Харари, который тоже как раз говорит, что да, не один, Харари это очень интересно. Что не один-то предок-то было, что было достаточно очень сложно. Вот это тоже такую работу можно организовать со школьниками. И я думаю, что вот этот как раз ваш подход очень интересен в том плане, что мы уже пытались историю с физикой, а теперь историю с биологией, да, что вот эти биологические подходы, они тоже имеют отношение. Хорошо, спасибо, пожалуйста. Так, ну мы двигаемся дальше. Но я так поняла, что дальше двигаться, потому что Камзина Алина Джанаровна еще вчера мне написала, что не сможет присутствовать на конференции. Безалюк Светлана Петровна есть у нас? Она не отвечает, я ей звоню. Валевка Станислав Васильевич, магистрант, тоже его нету? Да? И Петренко Павел Андреевич тоже я не вижу среди присутствующих. Поэтому у меня такое предложение. Наша первая секция исчерпана. Да? В принципе, у нас хоть вроде материалов было много, мы все обсудили, поговорили. Поэтому у нас есть время пообсуждать по итогам вот сегодняшнего первой секции, а потом объявим кофе-брейк. Так, пожалуйста, какие мысли, замечания, предложения появились в аудитории? И вот 7985 это кто? Угу. И кто-то как-то может отозваться по работе нашей секции, пожалуйста. У нас активно были дискутанты Екатерина Ильинична, Евгений Евгеньевич, пожалуйста. Угу. Давайте 2 слова скажу. Коллеги, на самом деле интересный такой доклад, и, в общем-то, мы подготовлены к дискуссии. Может быть, мы не совсем сегодня привыкли как бы активно обсуждать доклады. Эта традиция была раньше, у нас присутствовала очень часто в теме образования. Но думаю, что вот тональность этой первой, так сказать, секции, она хорошая для всей конференции. Она показывает те ключевые осевые проблемы развития образования, которые есть смысл конкретизировать в других секциях, и чтобы это был целостный такой какой-то образовательно-научный контент или научно-образовательный контент. И, в общем, вот видно, что эта конференция, во-первых, удалась. Спасибо, Марина Геннадьевна, и спасибо всем организаторам этой конференции. Это серьезное мероприятие, которое, конечно, так же, как и Ольга Михайловна Хытина, есть смысл делать, так сказать, регулярно, ну, конечно, не каждый год, а раз в 2-3 года, но сделать это как систему. И это будет образ тех будущих образовательных моделей будущего, когда региональные университеты станут частью научно-образовательного пространства не где-то декоративно, а конкретно. И те учителя, которые заинтересованы,
они смогут опираться на эти вот региональные и федеральные университеты, это будет единое научно-образовательное пространство Российской Федерации. Это очень важная, серьезная, принципиально важная идея. Об этом сказано в концепции, об этом сказано в каком-то стандарте. А это будет реальная практика. Там намеченный горизонт, а мы реально это делаем вместе с вами. И благодаря, конечно, оргкомитету эта реальность подвигается, это удается. И мне кажется, это очень ценное достижение. Спасибо. Спасибо большое, Евгений Евгеньевич. Так, пожалуйста, кто еще? Угу. Виктория Владимировна, у вас опять со звуком что-то. Угу. Так, пожалуйста. Нет, вас теперь не слышно. Угу. Нет, не слышно вас. Угу. Так, пожалуйста, кто еще хочет сказать? Вот мне вот пока готовитесь, тоже немножко хочется сказать по работе секции. Во-первых, она формировалась, исходя Татьяна созрела, Дыкусова, Иркутск. Пожалуйста, включите звук. Угу. Как рада я вас видеть. Мы так давно не встречались, живем хотя рядом в двух городах. Так, пожалуйста. Угу. Так. Звук есть? Город Иркутск, звук есть. Ага. Татьяна Викторовна, пожалуйста, вам слово. Иркутск, я тоже очень рада вас видеть и слышать. Вот на самом деле проблем сегодня подняли очень много. И, наверное, вот и методистов, прежде всего, работающих в высших учебных заведениях, и школьных учителей, беспокоит вот эта проблема перегруженности учебников истории. Я уже написала, проблема эта вечная. Эта проблема широко обсуждалась и в XIX веке, и в XX веке, и она сохраняется до сих пор. Особенно с тем, что очень много произошло изменений именно в исторической науке, с переходами на новые методологические подходы. Да? Нам захотелось вот в школьный курс истории втиснуть все. Ну, наверное, это совершенно понятно. Хочется рассмотреть самые разные аспекты. Но прежде всего разработчики стандартов, ну, я думаю, что они историю знают, конечно, среди них ученые, историки, должны учитывать и познавательные возможности детей, и то количество учебных часов, которое отведено на историю. Потому что, ну, особенно в рамках основной школы, хотя и в старшей школе это очень большая проблема, за 2 часа в неделю сформировать знания, сформировать источниковедческие умения, историографические знания, умения, ну, это просто нереально. Вот те первые наши стандарты, которые в 90-е годы, кстати, мы их обсуждали в середине 90-х годов, они определяли ведь и минимальный уровень требований, и максимальный. Сегодня Евгений Евгеньевич об этом как раз говорит, и мы все это хорошо представляем. В стандартах представлен именно максимум. И максимум содержания, и максимум требований к подготовке школьников. Я несколько, вот для меня историки, поскольку я достаточно давно работаю, для меня историки всегда казалось люди очень активные, готовые к дискуссиям. Но вот, по крайней мере, по нашим историкам в Иркутске, у меня такое ощущение, что какая-то формируется такая инертная среда. При том, что где-то как-то, вот они, конечно, говорят, что нереально эти требования выполнять, но они по существу молчат. И отсюда, вот мы в советское время очень много говорили о парадной педагогике. А разве сегодня мы не видим этого? Это парадная педагогика, когда мы рапортуем, что готовы это реализовать, это будет сделано, на самом деле-то формально все
абсолютно делается. Поэтому вот наша конференция как раз нужна именно для того, чтобы в открытую обсуждать эти вопросы и говорить о проблемах, о недоработках конкретных. Да? Вот стандарты у нас постоянно обновляются, там меняются, это и в ВУЗе происходит, но, собственно, особых изменений мы не увидели, к большому сожалению. А страдают кто? Страдают дети. Откуда мы говорим о том, что нет интереса к истории? Это ведь страшно. Нет интереса к предмету истории. Нет вообще интереса, скажем так. Соответственно, и у учителей отношение формируется какое? Непонимание, что от него требуется и как это сделать. То есть, проблем на самом деле очень много. Я не знаю, в чьих силах это решить, но здесь нужен консенсус и верха, и низа, как говорится, потому что, мне кажется, вот этот творческий потенциал учителей истории, он иссякает. Может быть, это мое такое видение и мнение, несколько такое пессимистическое. Да нет, конечно. Отчасти да, отчасти да. Татьяна Викторовна, есть, конечно, вот то, что вы говорите, это печально, но вот я как раз и говорю о том, что вот вы обратили внимание, да, вот как даже ведет Министерство образования, мы же попросили, он же тоже историк, он как выступил, выключил, шел, даже хоть маленько бы послушал бы пленарные доклады, да, поэтому это тоже вот... Да, поинтересовался бы. Да. Вот это вот показатели некоторые, которые есть, потом я позвоню, а может быть, они заняты. Да, они же государственные дела решают, потому что другие какие-то были дела. Я вечером ему позвоню, еще с Валерием Анатольевичем переговорю, скажу, какие вопросы мы поднимали. Поэтому я вот в каком русле рассуждаю, в том плане, что, посмотрите, какие проблемы. Мы говорим, региональные вузы, мы становимся площадкой благодаря вот Zoom, да, встречаемся, общаемся, кто бы знал, вот сколько лет прошло, Татьяна Викторовна, мы с вами виделись только в Zoom, да, когда начинали вместе... как сказать, методическую деятельность в прошлом. Это первое. Второе, посмотрите, какие тематики, да, то есть они все равно между собой все связаны, в содержательном плане, вот как преподнести, откуда человека, как школьнику рассказать, да, стояние на реке Угре, какие занимают, я даже не предполагал, что такие умы-то занимают, круглые столы проводятся по этой проблематике и так далее, и так далее. Но хотя на самом деле вот одна маленькая такая реплика, и она вот развивает большой, может быть, и межнациональный конфликт в том числе. Поэтому то, что Евгений Евгеньевич сказал, что любое событие, которое происходит в мире, происходит в учебниках, описывается, оно имеет три задачи. Это, конечно же, большой науки исторической, да, еще сложнее задача методиста отобрать необходимый важный материал для того, чтобы это было заложено все-таки в школьную программу. Ну а в-третьих, это учитель, который... Ой, я забыла, 4, 5 это ученик еще появляется, там еще сейчас родитель появился на горизонте. Да? То есть, получается, акторов очень много. Поэтому я думаю, что как раз вот наша с вами работа сегодня и завтра, да, 2 дня, она позволит нам какие-то открыть перспективы и увидеть то, что происходит в регионах в том числе. Мы же как-то живем у себя в Улан-Удэ, думаю, что только у нас так плохо или хорошо, да. Я вот вспоминаю, когда-то мы однажды проводили первый раз Всероссийскую школу учителей истории на Байкале в Танхое, и к нам приезжал как раз Шеверев и Тамара Натановна Дельман, и еще другие приезжали учителя из Москвы. И были школы УАО РЖД. Это проходило в Танхое на базе этой школы. И был круглый стол «Актуальные проблемы учителей истории». Самое смешное, что учителей РЖД, что учителей Бурятии, что сельских учителей в том числе, что учителей Москвы, одни и те же проблемы были. То есть они не касались заработной платы, они касались вот именно отбора содержания, они касались отбора учебников, они касались, вот тогда еще стандартов, вот этого не было, это было уже давно. И вот как раз эта ситуация говорит о том, что несмотря ни на что, учитель пытается реализовать то, что ему предназначено через свои интеллектуальные возможности, эмоции, свое внутреннее содержание. Но в этом отношении прав Евгений Евгеньевич, что надо готовить. Вот он же, у них вот единственная кафедра в России, это кафедра методики преподавания.
в ВУЗе находятся, у них все-таки они как-то вот консолидированно могут в этом отношении. Стараемся, да. Да, Марина, я тоже скажу вот еще маленькую, извините, что я, конечно, уже всем надоел, но просто скажу, отвечу вот Татьяне. Значит, беда в том, что, вот скажем так, высший уровень политического управления в стране ориентируется не на повседневный диалог, скажем так, с учительством по поводу содержания образования, а на науку академическую, да. То есть, грубо говоря, заказ идет от политического уровня в руководство к кому? К науке. А наука историческая, которой я, кстати, сам принадлежу, поскольку я кандидат наук исторических, вот, еще, вот, она как раз ориентирована на глубинное каркасное знание такое научно-методологическое, но которое к школе напрямую не имеет как бы прямого вот узкого отношения. Это контекстное знание, это глобальное знание, это методологическое знание. А уровень знания и деятельности учительский, то есть именно образовательный, раньше лоббировала Российская академия образования или Академия педнаук, которая существует, как вы знаете, существует еще с 40-х годов. Но сегодня ее голоса не слышно, это стало не сильно, не очень влиятельная организация. И политическая власть сегодня не доверяет, как бы получается, уровнем учителей решение вопроса о содержании образования, делегировав эти функции ученым, Академии наук российской, да, Российскому историческому обществу, российское общество, которое собрало, так сказать, свой состав ведущих ученых, историков в первую очередь. Если мы там проанализируем, кто работал персонально над первым, так сказать, ИКС, там кто был от педагогов? Там была Людмила Николаевна Алексашкина, одна фактически. Ну, может быть, Ольга Михайловна Хватина какое-то принимала участие пассивное, не знаю, там, ради бога, да. Но остальные, как вот я, допустим, знаю... Нет, Евгений Евгеньевич не принимала. Не принимала, ни да. в каком варианте. Да, ладно. Ну, я какой принимал участие? Я просто как бы прочитал готовый текст. И чтобы меня никто не спрашивал, особенно долго по этому тексту. Я прочитал этот первый текст ИКС, да, мне стало понятна логика. Я уже все понял, что дальше сегодня без перемен на уровне вот этой цепочки отношений мы будем иметь примерно то, что мы имеем сегодня. То есть разрабатывается историческая наука, дает некие, так сказать, базовые научные данные, а они интерпретируются уже как? Субъективно, авторами учебников там, и так далее. Потом это все многократно подвергается экспертизе, причем даже история экспертного анализа в России – это очень интересная, новейшая история управления российской госполитикой. Вот сколько я помню экспертизу, каждый новый состав экспертов заявлял одно и то же. Все, что было сделано до нас, полная ерунда. И каждый раз группа экспертов новые все по-новому делала. А приходит завтра новый состав, говорит, и эти тоже сделали полную ерунду. И вот так было всегда. Потому что политика, на самом деле, преследует другие цели. Не цели образования детей и учителей. Политика преследует управленческое, политические цели. Они всем понятны совершенно. А вот это уровень сообщества учительского, как бы горизонтальных связей, очень слабый. И даже вот эта ассоциация всероссийская, которая очень серьезная, кстати, как проектная идея, она должна быть еще более развита, она должна быть как бы инструментальной, в ней нужен некий штаб, нужен какой-то ее реально действующий механизм. А реально она собирается от съезда к съезду по-настоящему, или от совещания к совещанию. Она даже повседневно. А кто это будет делать? Кто это та организация? Раньше эту функцию выполняла по хорошо академической квалификации, пока она сейчас ее в новых условиях не выполняет. А жаль, потому что Академия просвещения должна была связать в единое целое все федеральные институты повышения квалификации и все кафедры в единую цепочку. В 90-е годы это делал ваш покорный слуга Вяземский Евгений Евгеньевич. Но это было когда? В 90-е годы, в начале 2000-х. А сегодня нового Вяземского Евгения Евгеньевича у нас пока нет в стране. Пока нет. А когда будет, я его поздравлю. Спасибо. Спасибо большое, Евгений Евгеньевич. Так, пожалуйста, кто еще хочет сказать? Ну, тогда мы сделаем, я предлагаю таким образом, потому что у нас новая секция планируется в 5 часов начаться, и я думаю, что там авторы подключатся как раз к 5, потому что тоже все, 5 часов по нашему времени, по Улан-Удэ, да? Поэтому у нас остается с вами 25 минут, поэтому я предлагаю сделать перерыв, кофе-брейк, да? И в 5 часов снова встретиться на этой платформе, как вы предполагаете? Да, коллеги, да, за? Все. Коллеги, кто переживает, запись идет, мы ее обработаем, и тоже вместе с презентациями авторов, которые нам пришлют, мы все это запакуем, заархивируем и отправим всем слушателям конференции, всем участникам конференции и особенно тем слушателям курса повышения квалификации, которые хотят получить еще документ, удостоверение повышения квалификации. Да? По итогам конференции мы планируем выпуск сборника работ, и по итогам конференции каждый участник получит свидетельство участника. Я своим студентам дала задание, вот у меня 10 человек здесь, что-то не все сидят, чтобы они
заслушали доклады и сделали конспект одного понравившегося им доклада. Что-то пожалела, что одного, надо было побольше дать, ну ладно. Поэтому, чтобы тоже слушали, и когда они смогут еще услышать преподавателей вузов и учителей из разных регионов Российской Федерации. Потому что я всегда говорю о том, что у каждого региона свое видение, свое отношение, и это очень важно. Поэтому, дорогие коллеги, объявляем технический, кофе-брейк. Кофе-брейк. Как на всех конференциях, кофе-брейк. Встречаемся в 5 часов. А я сейчас запущу нашу виртуальную книжную выставку. Давайте. Угу. Удачи. До встречи. До встречи. Спасибо. Не теряемся. Угу. Хорошо, хорошо. Так, а где она у меня, эта выставка-то? Отлично.
Марина Геннадьевна, а что случилось? Закончилась первая секция? Ольга Юрьевна, добрый день, рада вас слышать. Да. Да, у нас закончилась первая секция, потому что там 3 последних докладчика не вышли на связь. Там преподаватели, я хотела в Новосибирске, они вчера писали, что будут выступать там, то есть все у них про цифровизацию. Сейчас пишут, в школе нет интернета. 2 магистранта, ни ответа, ни привета. Ну и вот это, одна преподаватель вчера тоже написала, что не сможет там по объективным причинам. А так, в принципе, все у нас выступили. Евгений Евгеньевич, вы очень замечательный. Я же все смотрела, я только не включалась. Мне и Нолев очень понравился, молодец, вырастили такого кадра. А вот эти узнали же, да, замечательно. Да, просто Евгений Евгеньевич все прокомментировал хорошо, я не стала влезать уже. Да, он вообще вот Евгений Евгеньевич нам создал. Да, я только подумала, что выступление Нолева можно было в нашу секцию поставить. Оно очень к проблемам исторической памяти, исторической политики. Он говорил про историческую политику, но историческая память, она там шла рефреном и следствием. Рефреном прошла, да, как вот это происходит. Ну, там я посмотрела, что... потому что он там тоже где-то еще... Секцию по исторической памяти, вот туда еще и Евгения Нолева тоже. Да, замечательно. Да, вот так у нас. Курасов, Панов, они на связи. Сейчас, знаете, это я Николая Сергеевича предупрежу. Так, Стрела на связи, Панов на связи. А Гановская Изабелла Станиславовна вчера ночью уехала в командировку срочную какую-то. Она сказала, что это из Свердловска, да. Занданова на месте. Тиханкина тоже не сможет выступить на конференции. Першина на месте. Зазуляк обещала быть, но что-то я не видела ее пока еще. Так, Байкала будет вести секцию тоже на месте. Орлова Лилиана Анатольевна на месте. Волкова Наталья Витальевна на месте. Козлова Ксения Витальевна, по-моему, она... Сейчас я посмотрю, но что-то я ее не видела. Исаков Сергей Михайлович еще не подключился. И Дашиф Ардендар Завитович обещали подключиться. Но это уже у нас будет конец рабочего дня, они в другом месте работают. Поэтому, я думаю, подключится. Пока 2 человека не будет выступать. Я думаю, нормально. Ну, это время сдвигается, и оно тогда как-то выравнивается. Я выключила, вот как раз Евгений выступил, и я решила немножко отдохнуть, тяжело сидеть. И вдруг включаю, и такая тишина. Думаю, что случилось? Ну, я же тут специально на 2 компьютерах переживаю, потому что если что произойдет с нашим интернетом, а это вот, как сказать, телефонный интернет, который независимо на ноутбуке, чтобы не получилось так, чтобы этот... Ну, а так, в принципе, я считаю, что... Я посмотрел 20 регионов, очень интересно. Евгений Евгеньевич с нами все время был, он-то мне сказал, что я буду, может быть, занят, выступлю и убегу, но он так все время с нами, поэтому очень хорошо. И, по-моему, он в 5 часов выйдет, сказал. Потому что он убежал. У него все открыто, вот я вижу его квартиру. Да. Вот он пошел, я всем сказала, кофе-брейк у нас, кофе-брейк. Поэтому Ну, сейчас... то есть мы через 15 минут начнем, да? Да, ровно в 5 часов мы начнем дальше. Мы так договорились. Хорошо, ладно. А я на всякий случай пораньше включилась, думаю, вдруг там что происходит. Потому что я чувствую, что вас там маленько нету, поэтому раз у нас по программке в 5, работаем в 5. Хорошо? Ну да, потому что тоже кто-то ориентируется. Потому что я своих студентов завела сюда еще, им сказала, посмотрите всю, как сказать, конференцию, сделайте конспект понравившихся вам докладов. И еще где вы еще увидите, услышите авторов учебников по методике преподавания истории, да, Вяземского и Стрелову. Так что вас внимательно даже будут слушать. Да не это же главное, учебник написать, который уже сегодня никому не нужен. Дело в том, что надо же, их тоже же из них ростить-то, будущих учителей истории, чтобы они имена, фамилии, пароли, явки тоже знали, и в лицо знали. В лицо знали, да. Теперь это можно сделать, как выглядел ДР там или Коровкин. Кстати, Ольга Юрьевна, смотрите, вот, получила. Да. Второй день читаю. Вы уже прочитали, где закладка? Второй день читаю. Где закладка, на какой странице? Я читаю на 21 странице. Ну, медленно читаю, некогда маленько. Да и не надо быстро читать, это же не криминальный какой-нибудь там роман. Не говорите. Не триллер, не хоррор. Да. Это что такое? Ладно, ну отдыхайте, я тогда... Кофе-брейк попьем. Ну, что получается, сколько у нас остается денег?
Вот 12 тысяч, целых 12 тысяч мы собираем, да? И остается на расходную 3 тысячи всего лишь. Ёлки-палки. Марина Евгеньевна, вы Марина скажите, Геннадьевна, пожалуйста, да. а вас тут на дистант вывели? Ну, у нас студентов за вчерашнего дня вывели на дистант. Ага. А, счастливые люди. Ну, у нас тут ковид бушует, как у вас там? Да у нас бушует, но мы-то вот пока так, середина наполовину. Ну, это... У вас же бакалавриат и магистратура, да? Ну да, и бакалавриат, магистратура, ну кто как, конечно, но вас вывели полностью. В общем, студенты у вас на дистанции. Да, у нас, еще раз говорю, ковид бушует, студентов отправили на дистант, не все практики будут, в общем, поэтому пока все сложно. Сложно. Но зато хорошо, что так бы мы и не встретились. Как бы я туда к вам поехала. А вот я говорю, что позволяет вот дистант, что мы можем в Zoom, вот я вот после ковида прошлогоднего прям открыла для себя этот дистант, семинары провожу, у нас, правда, Министерство образования запретило собирать очные семинары, еще когда с начала года сказали, не возить учителей вперед, пусть не возят зараза, а вот именно в Zoom-то, ой, ну, у меня так это хорошо, мне нравится. Прямо мне вот. тоже. Мы в Teams работаем, мне тоже нравится, и не страдает качество совершенно. Это как очно в этом отношении. Потом презентация тут же тебе под боком, не надо бегать включать презентеры, там, так далее, так далее. Включил, показал, рассказал. Ну, правда, я вот слегка смущает вот эти окошки, когда чернот. Я говорю, читай, открой личико, говорю. Угу. Поэтому в этом отношении, а так, в принципе, и вот сейчас вот даже вот какое мы мероприятие проводим, вот где бы мы с вами могли бы встретиться, правильно? Конечно. Вот тут, пожалуйста. Все хорошо. Да, пообщаемся, поговорим, обсуждаем. Позавидовала. Угу. Хорошо. Поэтому ладно. Здоровья. Я кофе попью и будем продолжать дальше. Угу.
Здравствуйте, коллеги. Дорогие коллеги, продолжаем работу нашей замечательной конференции. Как уже сказал Евгений Евгеньевич, ему понравилась моя идея, чтобы она была регулярной. Конечно, не каждый год, но хотя бы раз в 2 года. Такое сообщество собирать всегда интересно. Поэтому, дорогие коллеги, начинаем работу второй секции, который вызвал большой интерес у наших заявителей, кто заявлял. И, кстати, Ольга Юрьевна сказала, что доклад Нулева тоже могут попасть в эту секцию по памяти, потому что это связано с исторической политикой, мемориализацией и так далее событий, да. Поэтому тоже мы здесь уже некий мостик протянули между одной секцией к другой секции. Поэтому секция называется «Воспитание исторической памяти школьников, студентов». Я предоставляю слово модератору, кандидату исторических наук, заведующей кафедрой истории Бурятии нашего исторического факультета Бурятского государственного университета Николаю Сергеевичу Байкалову. Пожалуйста, Николай Сергеевич. Спасибо, Марина Геннадьевна. Уважаемые коллеги, позвольте открыть работу нашей секции воспитания исторической памяти школьников и студентов. Ну, для меня большая честь оказаться на таком собрании, да еще быть ведущим. Действительно, сегодня у нас Memory Studies находится на подъеме не только в стране, но и в мире. Еще в начале нулевых годов Пьер Нара говорил о том, что мы вступаем в эпоху всеобщего торжества памяти. Он говорил, что приметами этой эпохи являются развитие генеалогических исследований, семейных историй, рост числа разнообразнейших музеев, появление открытого доступа к документам в архивах и так далее. Но этот мемориальный бум отразился и на институционализации Memory Studies, в частности, вот такие журналы, как History and Memory Тель-Авивского университета, Memory Studies, который появился с 2008 года, сама ассоциация, учрежденная в 2016 году, в конце 2016 года, Ассоциация исследователей памяти. Все это говорит об актуальности данного направления, о большом интересе к этому направлению. Поэтому наша секция не исключение, она, так скажем, поэтому она и вызывает такой интерес у участников и слушателей. Значит, у нас по программе заявлено 14 докладов. Регламент выступления, установленный программой, это 7-10 минут, я так понимаю, 10 минут всего отводится на докладчика. Значит, мы должны еще оставить, докладчик должен оставить место для обсуждения, для вопросов, да, то есть, ну, наверное, минут 7-8, 2 минуты, где-то там может что-то у нас и выйдет за рамки регламента, чуть-чуть это не катастрофично. И мы будем двигаться по программке, я так понимаю, да, первый докладчик, который у нас заявлен, это Ольга Юрьевна Стрелова, доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и методики обучения Хабаровского краевого института развития образования, город Хабаровск. Доклад «Все, что было не со мной, помню. Проблемы ресурса воспитания исторической памяти в эпоху 20-х». Пожалуйста, вот. Добрый опять вечер, потому что вы знаете, что на Востоке уже заканчивается день. Я в очередной раз с удовольствием приняла приглашение Бурятского государственного университета и подчеркну, что уникальность конкретно этой конференции в том, что в ее педагогическую повестку уверенно, разноголосо начинает входить проблема исторической памяти. Вот в этом, наверное, еще ни одна конференция именно педагогического, историко-педагогического характера не отличалась таким пристальным вниманием к этому сложному, спорному, неоднозначно трактуемому феномену. Я тоже предложу свой подход к этой теме, так, вот она я, к рассуждениям, да, о проблемах памяти в вопросах. Так, сейчас.
В названии темы остается эпоха 20-х, потому что так мы первоначально хотели хронологически обозначить все проблемы, выносимые сюда, но я оставляю это название, потому что в первом докладе Евгения Евгеньевича, все-таки эпоха 20-х была представлена, и только отмечу, что это понятие, этот слоган был придуман не нами, а придуман Дмитрием Песковым, но только не секретарем президента, а другим. Всегда забываю его должности. Итак, теперь к теме. Если, наверное, поколение советских людей, рожденных в СССР, вспомнит, свяжет название моего доклада с песней, которая звучала в художественном фильме «Минута молчания», снятом в 1971 году. Мне показалось, что эта строфа очень многозначна, очень метафорична, очень емкая в плане того, что и как можно говорить о памяти в связи с историческим образованием и конкретно воспитанием школьников в рамках курсов истории. Сначала о самом термине и о понятиях. Термин один, но в нем складывается, заворачивается два принципиально разных феномена. И это, на мой взгляд, и создает основную то путаницу, то примитивизацию вопросов, которые мы обсуждаем. Итак, с одной стороны, память – это психический процесс, психическая функция, связанная с накоплением, сохранением, воспроизведением того, что было, того, что знаю, того, чему научился. Отсюда формирование исторической памяти в сфере образования – это целенаправленный процесс организации запоминания, хранения и воспроизведения определенного объема информации. Память как метафора представляет собой интеллектуальную конструкцию, где еще более сложны те определения, которые специалисты в области исторической памяти предлагают и сегодня активно публикуют. Ну, не буду уже развивать идею о том, что интерес к памяти как интеллектуальной конструкции возник в связи с мемориальным бумом, всемирным торжеством памяти, с революцией памяти, как только не называют тот широкий, начавшийся на Западе процесс в конце 20-го, в середине второй половины 20 века и добравшийся до России несколько позднее. Итак, в рамках первого подхода представление о памяти как о чем-то сложенном, утвержденном и передающемся по наследству. Такая память, я взяла ее в кавычки, и фигурирует в документах об образовании, в том числе и тех, которые появились совсем недавно, и в том числе в календаре образовательных событий, которые Министерство просвещения ежегодно направляет в образовательные учреждения. Там, где память – это метафора, означающая нечто, да, характерное, свойственное многоголосому, многоязыкому, многокультурному обществу, память представляется вот той самой социальной конструкцией, которая функционирует в определенных интересах, намерениях, стремлениях, целях, отражая и представляя и защищая интересы определенных групп. И в итоге она никогда не существует в раз и навсегда застывшем мире, и призыв к педагогам сохранять и передавать, в том числе через уроки истории, память о прошлом. Ну, мягко назовем это педагогическим мифом или педагогическим заблуждением в рамках вот этой линии представления о том, что такое историческая память. Ну и резюмируя вот это второе, более близкое, и даже не более близкое, а и разделяемое мной направление, я приведу слова Алейды Асман о том, что память – это динамичный орган приспособления к непрерывно изменяющейся современности, благодаря чему память готова постоянно воспринимать нечто новое. Ну а отсюда все время помним о педагогах, о педагогике,
педагоги готовы работать с памятью в рамках курсов истории, вот именно с таким постоянно динамично изменяющимся и активно формирующимся и переформирующимся феноменом. Существует бесконечное, более 250 типов памяти, которые выделяют специалисты, ею занимающиеся. Я в рамках образовательного контекста работаю с 3 типами, они же при определенном угле зрения и уровней памяти о прошлом. Еще раз подчеркну, что все это общее название – историческая память. Но историческая память как конструкция, а значит созданная кем-то и зачем-то, может иметь свои типологические особенности. И вот один из первых, наиболее близких нам типов памяти, который каждый из нас обладает, это память коммуникативная. Память о том, что было, о чем мы помним, как о бывшем именно с нами. Или о бывшем с нашими родителями, или нашими дедушками и бабушками. Как правило, коммуникативная память – это живая память, память 3 поколений. Нам рассказали очевидцы того и свидетели, и участники того, о чем они переживали. Естественно, их рассказы о прошлом в нашей памяти, да, остались как отблески живого общения, личной, индивидуальной, сопереживающей памяти о том, что мы слышали. Присутствует ли такая коммуникативная память в современном историческом образовании? Да, присутствует. Но, на мой взгляд, она занимает вспомогательную, то есть эпизодическую роль, хотя и выполняет очень важную функцию, ту, о которой говорится и в концепции учебно-методического комплекса по отечественной истории 2014 года и теперь уже в новой концепции 2020 года о том, что школьники должны приобщаться и активно участвовать в изучении локальной истории, истории своей семьи, собирать устную историю. Вот каким образом это делается? Обращением к очевидцам. Следовательно, коммуникативная память востребована в школьных курсах истории, но она не главная, она не важная. Сегодня много говорили о формате ЕГЭ, который все определяет. Где на ЕГЭ задания, связанные с документами коммуникативного происхождения. Их там нет и быть не должно. Почему не должно, подумайте сами. Второй тип памяти, он же второй уровень, это память коллективная. Ее можно назвать социальной, ее можно назвать еще каким-либо другим образом, рассматривать как синонимы. Но в нашем случае коллективная память – это память, которая формируется извне. Память, которая обслуживает в первую очередь цели консолидации, гомогенизации, да, солидаризации той группы, на которую эта коллективная память обращена. Сразу к вопросу, присутствует ли такой тип памяти в современном историческом образовании? Да, и он в этом случае доминирующий. Он становится целью одной из личностных компонентов цели исторического образования. Он поддерживается учебным содержанием, иллюстрациями, документами, вопросами и заданиями, в которых закрепляется официальный проект памяти о прошлом. И в этом случае, даже если школьникам дают задания на обращение к документам личностного происхождения, посмотрите, как они выглядят вот в фокусе нашей темы. Я взяла из одного методического пособия примеры, просто задания, там нет такой рубрики «Историческая память», но выбрала как раз те, где фигурирует вот эта коммеморативная основа. Итак, разберу только одно задание, а дальше вы сможете подумать и над другим. На основе воспоминаний участников событий оцените роль советских солдат в разгроме японской армии. Ну да, обычное, привычное, традиционное, что вас смущает, спросите вы меня. Посмотрите. Во-первых, предполагается, что воспоминания всех участников одинаковы,
или одинаково целенаправлены, ценностно заряжены, и они все одинаково будут относиться к роли советских солдат в разгроме японской армии. То есть вот она обезличенная, да, форма памяти, в которой главное использовать данный ресурс, источник личностного происхождения, для обслуживания более главной, ну не даже не более главной, а главной идеи, что роль советских солдат в разгроме японской армии была какой? Ведущей, главной, основной. Попробуйте это сегодня отрицать. И, наконец, третий тип памяти, он же третий уровень памяти, потому что культурная память – это тоже память транспоколенческая, память долговременная, память, охватывающая максимально большой радиус источников, свидетельств, и не случайно эту память называют многоголосой, включая в нее все носители памяти о прошлом, как созданные и во время самих исторических событий, так и намного позднее, в том числе и в виде мемориальных комплексов, обычаев, официальных ритуалов и так далее, и так далее. Но культурная память, в отличие от коллективной памяти, всегда нуждается в постоянной интерпретации, она всегда нуждается в сопоставлении, она всегда нуждается и взывает к личностному отношению о том, того, что запечатлено в том или ином тексте, в картине, в памятнике или в каком-то новом празднике. Вот сегодня в первой части был интересный доклад о празднике, не состоявшемся пока, памятной дате в связи с состоянием на Угре. И тогда культурная память приобретается благодаря обучению. Это опять слова Алейды Асман. Еще раз обратите внимание, не коллективная, которая и так присутствует в нашем образовательном процессе, а культурная память, она должна и она может формироваться только в определенных условиях, в том числе и образовательного процесса. И вот с одной стороны ситуация уникальна тем, что в концепциях исторического ОМК и преподавания курса истории и 14 и 20 сохраняются основные подходы к обучению истории. Многоаспектный, антропологический, историко-культурологический, диалогический. Но эти подходы, зафиксированные сегодня, как мы говорим, в целом в историко-культурном стандарте, а на самом деле все-таки в концепции, в его первой методологической части, эти подходы соизмеримы с культурной памятью, а никак не с коллективной. И тогда какие сегодня инструменты, назовем их пока так, инструменты работают на воспитание, и если в прошлом, да, формирование коллективной памяти, как задавание определенной формы, культурная память не может формироваться. Культурная память воспитывается в том числе и за счет процессов самовоспитания, потому что сам человек в этом многокультурном мемориальном мире, многоголосии разных памятей, создает и конструирует и меняет сложившиеся образы. Так вот, что сегодня на культурную память в историческом образовании могло бы работать, и что частично уже проходит апробацию и приводит к хорошим результатам. Ну, история и память как содержательная линия, о которой я говорю уже больше 6-7 лет. Новые ресурсы и типы познавательных заданий, опять это больше тема для практических занятий. Новые медийные носители в связи сегодня с разговором о цифровизации, в том числе и исторического образования, и мультимедийных исторических парков, почему бы их тоже с этой точки зрения не рассматривать. ПИЗа-задания, читательская грамотность, креативное мышление, глобальные компетенции. Вот определенного рода содержание таких ПИЗа-заданий, они подводят к
проблемам памяти и ее формирования, так же, как и исчезновения в современном мире и не только в современном. Ну и это опять отдельный разговор и отдельное направление. Образовательные события коммеморативной направленности. Сегодня уже вспоминали о календаре образовательных событий. И в этом ключе тематические уроки по этому календарю – это, безусловно, тоже движение к культурной памяти, а не к памяти коллективной. И, безусловно, учебные проекты. И поскольку я не привела третий пример, как в историческом образовании может формироваться, опять не формироваться, а воспитываться культурная память и чем эти задания будут отличаться от традиционных, направленных на коллективную память, я этот пример сейчас привожу. Привожу его по нашей с Евгением Евгеньевичем новой книге, о которой тоже сегодня уже говорили, «История в проектах». И вот такой сюжет. В качестве организации заданий, также развивающих необходимые для проектной деятельности умения, я предлагаю использовать книгу отзывов, в данном случае конкретно посетителей панорамы «Севастопольская битва». Эти отзывы были очень разными, и специалист, который исследовал отзывы гостей панорамы как исторический источник, да, привел самые яркие характерные выписки из этого труда 1954 года. Ну а далее, вот сейчас как раз на слайде вы видите те задания, и я подчеркнула те принципиальные позиции, которые придают этим вопросам и заданиям исследовательский характер и связаны с формированием именно культурной памяти. Ну, во-первых, это уникальный источник, где и когда мы работали с отзывами, с книгами отзывов. Во-вторых, мы обращаем внимание, что это отзывы не объединенные одним благостным порывом, а группы людей были самыми разными. И поэтому очень интересно дальше анализировать, почему люди, пришедшие в один год в одно и то же место, да, видели, чувствовали, переживали, оценивали и записывали какие-то совершенно разные вещи. Ну и вот эта ситуация, взятая из реальной жизни, она тоже подводит к тому вопросу или ответу на него, что мы помним, почему мы не помним, и каким образом мы сами можем влиять на эту память, и как жить вообще в мире, где многоголосие памяти – это норма. Заканчивая свое выступление, да, я опять обобщаю три этих вида памяти, пытаясь их соединить вот опять в такой программе учителя, да, учителя, которому это направление покажется интересным, значимым, и педагог захочет продолжать в первую очередь исследовать, потому что ничего сегодня в исторической дидактике, в отечественной исторической дидактике на эту тему практически нет. Итак, человек, безусловно, любой человек, каждый человек, носитель всех трех видов памяти, о которых я сегодня сказала. Но в каком соотношении эти виды памяти находятся в пространстве конкретно каждого индивидуума, зависит от очень многих факторов. Ну вот, например, Алейда Асман, которую я часто цитирую, а теоретически во многом опираюсь на ее работы, считает, что это дело субъективного выбора, индивидуального вкуса, кому какая память нравится, интересов и способностей к обучению. Мне кажется, что в современной исторической ситуации в России сегодня не все факторы, которые перечислила Асман, действительно влияют на формирование этих компонентов исторической памяти. Ну и значит, у нас есть большое поле для дискуссии. И педагогических дискуссий, и педагогических поисков. Спасибо. Спасибо, Ольга Юрьевна. Пожалуйста, вопросы, коллеги, реплики, реакции будут?
Я не вижу участников. А демонстрацию можно Закрыть? завершить? Да? Потому что, по-моему, у кого-то звук не работает. Микрофон кто-то забыл включить, а вопрос задает. Нет? Угу. А вот, Ольга Юрьевна, скажите, а вот социальные рамки памяти, вот при таком подходе коммуникативно, если будем отделять от коллективной, правильно ли я понял, что коммуникативная память, она получается более индивидуальной и, соответственно... Да, коммуникативная память, индивидуальная память, коллективная память, социальная память, культурная память, социальная память, и можно находить еще какие-то определения. Но в педагогическом аспекте, да, мне кажется, удобно оперировать именно вот этими определениями. Коммуникативное – это то, что наша, условно, малая родина, это я сам и мое близкое, тактильно и всякими другими органами чувств, да, доступное ощущение, а дальше коллективное, как формализованное, как в том числе заложенное в содержание школьных учебников, школьных экзаменов по истории, в том числе различных классных практик и так далее. А коллективная память, она шире, чем содержание учебников. И она может входить в противодействие с тем, что представлено в каком-то определенном официальном дискурсе. Можно два Вот слова? отсюда тогда вопрос, если это реальность, то что с этим делать? Стратегии могут быть самыми разными. В том числе то, что есть в учебнике, то, что есть в программе, то, что есть в стандарте. И все остальное знать не хочу. У нас вопрос есть, да? Спасибо. Реплика, да, скорее. Да, Можно? да. Значит, уважаемые коллеги, конечно. спасибо за очень интересный доклад, Яркий Григорьевич. Спасибо большое. Очень много тут для будущего. Ваша схема, она очень удобна для педагогики и методики. Но один маленький момент, чтобы людям немножко не загружать голову избыточно. Вот людям, которые не являются учеными и исследователями, а являются нормальными обычными практиками, что для них наиболее важно? Два компонента. Индивидуальное и, соответственно, социально-коллективное. Вот это очевидный факт, понимаете, да. Вот обычный человек, для него что наиболее существенно? То, что он сам помнит, его семья, его традиции, его ближнего окружения и так далее, так далее. Это его личное. И то, что он соприкасается как бы с большой субстанцией, с большой, так сказать, своей реальностью. Какая это реальность сегодня в истории в России? Это, ну, не хочется сказать слово официальная история России, но это именно так. И в школе все-таки мы изучаем официальную историю России. Да? Это вот именно так. И при этом мы ее обогащаем индивидуальными конструкциями. Поэтому для тех учителей, которые не являются учеными-исследователями, а просто честными, хорошими педагогами, вот эта двойная такая двоякая конструкция, она очень удобна. Вот как бы я беру официальный пласт, он отражен в государственных документах политических, вот она там зафиксирована, и эту конструкцию обогащаю своим личным, педагогическим, гражданским, человеческим опытом. И это получается вполне интересная конструкция. Но это, повторяю, для тех, кто вот просто как вот он так понимает. Хотя, разумеется, есть и другие подходы, и это тут масса возможностей. Но все-таки вот, когда я, допустим, работаю с своими студентами, большинство из них сначала просто обращает внимание на центральный как бы пласт вашей конструкции, на то, что от них хочет государство. Что-то понять, представить и так сказать, они думают искренне, что это все исчерпывает. Постепенно, когда я с ними работаю, со студентами, у них уже появляется какой-то личностный взгляд на эти вещи, он как бы дополняет и оживляет конструкцию. И только та небольшая часть, люди, которые ориентированы на какое-то глубинное исследование, они доходят там для 3-го, 4-го иного уровня. Вот это очень важно, да, потому что не стоит давать сегодня, как мне кажется, в массовую среду конструкции, которые, может быть, даже сложноваты. Хотя, повторяю, это дело каждого личного педагогического профиля. Мое предложение просто было на понимание, как бы для дискуссии, да, что вот есть государственное понимание, которое записано в стандарте, и оно вполне соответствует своему предначертанию, а есть личностный пласт, который его обогащает и, как сказать, не то, что деформирует, он его развивает, он его ценностью наполняет. Вот история та же с военнопленными, там, с разгромом там, Квантунской армии. Да, есть официальное восприятие государства, оно четко фиксируется в дате, в законе, так сказать, соответствующим о памятных датах, а есть воспоминания, скажем,
участников войны с советской стороны, и есть дневники японских солдат, которые как раз были в Пантунской армии. И они помогают посмотреть, так сказать, на ситуацию иным путем. И это тоже очень интересно. Вот тут, я думаю, вот такая вот просто моя реплика маленькая, это к вопросу для понимания того, что мы обсуждаем. То есть педагогика, работа с памятью практическая. Спасибо. Спасибо, Евгений Евгеньевич. Еще, коллеги, кто-нибудь желает высказаться? Можно спросить? Да, конечно. Алло, добрый день, Ольга Юрьевна, спасибо за доклад. А вот возникает вопрос, память можно ли измерить как-то, объем памяти, особенно культурной, коллективной и индивидуальной, как это воплотить в педагогике? И вообще, стоит ли ее измерять? Да, во-первых, а зачем? Потому что в этом случае, наверное, переходит по аналогии к памяти как психической функции, да, способной, и виды памяти тактильной, механической, долговременной и так далее. Поэтому я думаю, что смысла замерять и стремиться к каким-то количественным показателям здесь не нужно. А как раз качественный показатель памяти, которая воспитывается в школьниках в рамках того или иного обучения истории, может быть определенный баланс всех трех памятей. То есть вот все три уровня памяти, коммуникативная, коллективная и культурная, могут представлять собой красивый многослойный пирог только в том случае, когда они внутренне друг другу не противоречат. Но часто так не бывает. И коллективная память, она просто запрещает обращаться к памяти собственной, да? Потому что этого нет в официальном каноне тех дат, понятий и имен, о которых в данный период современный школьник должен помнить. И это другая коллизия. А с точки зрения сращивания памяти коллективной и культурной, или, по крайней мере, их сближения, их движения навстречу друг другу, здесь возникает намного больше интересных педагогических практик. Я поэтому и привела пример, как выглядит задание, даже проектного типа, когда мы работаем в официозе коллективной, единой для всех. Да? И как самый неожиданный источник может заиграть своими оттенками. Во-первых, он вообще первый раз появится на арене исторического урока. И во-вторых, мы такое-то можем от самого формата этого документа наизобретать и наиграться. Мне кажется, это намного интереснее, чем просто следовать шаг в шаг. Интереснее не значит выполнить госполитику, товарищи. Интересно – это личное, а госполитика требует не интересности, а ясности и четкости. Ну, госполитика требует от преподавателей инициативности, самостоятельности, креативности, да, гражданской ответственности, но при этом каждый понимал это по-своему. С нашей стороны страны это понимается таким образом. А у нас совсем иначе понимается. Но у вас по-другому, вы ближе к солнцу. Спасибо, коллеги. Действительно, дискуссия о том, что собой представляет память, какие виды памяти, как правильно и, самое главное, эффективно в нашем аспекте эту память структурировать, они, наверное, будут продолжаться, потому что, на мой взгляд, коммуникативная память, она тоже социальная, она тоже коллективно обусловлена, поэтому я и задал эти этот три вопрос. поколения, они тоже часть социума, да? Да, конечно. Вот. Но мы должны придерживаться регламента, перейдем к следующему докладчику. Спасибо, Ольга Юрьевна. А у нас по программе слово предоставляется Сергею Вениаминовичу Панову, кандидату педагогических наук, профессору кафедры историко-культурного наследия Беларуси, Республиканского института высшей школы и Национального института образования Министерства образования Беларуси. Пожалуйста. Коллеги, добрый день. Видно, слышно меня, да? Да, вас слышно. Большая и видно. Не видно. Черный экран. Вот сейчас камеру включите, пожалуйста. Сейчас, подождите, я вроде как запустил. Нужно убрать презентацию с экрана. Да, все хорошо.
Так. Включите видео. Видно, видно. Да, ваша презентация запущена. Всем видно. Запущена, только я ее сам сейчас не вижу. Так. Ага. Сейчас еще раз сделаем. Все прекрасно видно нам сегодня. Видно, оно на большом экране, на маленьком. Презентация на большом экране, вы в маленьком окошечке. Хорошо, отлично. Спасибо, уважаемые коллеги. Добрый день. Я хочу выразить большую благодарность Ольге Юрьевне вот за авторскую типологию исторической памяти, за ее видовое разнообразие. И продолжая дальше тему наших российских коллег, вот смотрите, в названии моего выступления на сегодняшний день как минимум два маркера. Один видовой, иллюстративный, наглядный, а второй текстовой, которые показывают, о каком типе памяти мы сегодня с вами будем говорить. Да? То есть я сознательно не использовал слово «воспитание исторической памяти», поставив глагол «формирование». Вы видите эмблему нашего Министерства образования. Ну и, соответственно, мы будем говорить о коллективной памяти, об официальной, об институциональной. В то же самое время не забывая о том, что есть еще и такой аспект, как память личностная, индивидуальная. Если первая из них такая своеобразная, я ее очень часто называю холодной памятью, да, то вторая личностная, она обычно теплая, она близкая более нам. Ну, вот более 10 лет назад собственными руками в концепцию учебного предмета прописал, что такое историческая память. Прошу к этому критически не относиться, все-таки достаточно большое количество лет прошло. Но, тем не менее, вы здесь видите и момент официальный, вот, и одновременно видите психологическую характеристику личности, связанную со способностью дорожить историческими традициями. И вот зеленым цветом обозначил специфику этой исторической памяти в моей республике, которая связана с реализацией консолидирующей функции этой памяти и с актуализацией ценностей государственного суверенитета Республики Беларусь. Национальную идентичность раскрывать не буду. Мы с вами знаем, что это две стороны одной медали, поэтому говорить про историческую память отдельно от национальной идентичности не приходится. Ну и, соответственно, в нашем школьном историческом образовании мы ставим себе задачи в условиях интеграции, глобализации, связанные с сохранением национально-культурной идентичности наших обучающихся в процессе постижения ими историко-культурного наследия Беларуси. Если мы возьмем концепт государственности, то вот где-то, наверное, лет уж 10 примерно наша белорусская академическая историческая наука, которая дает нам, безусловно, концепты, вот, предлагает такие формы государственности, как историческая и национальная. Вот некоторые из них я вам представил, опять же, коротко. Да? Вот там, где мы разошлись на сегодняшний день в рамках постсоветского пространства, да? Тогда, когда у нас есть различные терминологии, в моих учебниках мы достаточно, в учебниках моего государства, скажем так, мы достаточно бережно и взвешенно относимся к концепту древнерусского государства, вот, употребляя вот это название древнерусское государство Киевская Русь в системе взаимоотношений с той первой исторически известной формой государственности восточных славян на территории Беларуси, как Полоцкое княжество. Вот. Мы показываем в рамках европейских концептов, что то же самое Великое княжество Литовское у нас прародина, скажем так, государственности современных белорусов, русских, украинцев и литовцев. То есть вот эти концепты достаточно интересны. Национальные формы белорусской государственности связаны прежде всего с 20 веком, с 1917 годом. И это событие и не февраля, и не октября 1917 года, а декабря, когда была попытка создания легитимной белорусской советской государственности на Всебелорусском съезде.
Концепты Великой Отечественной войны я попробовал через некоторые концепты показать содержательно, потому что, естественно, регламент времени очень короткий. Вот концепт дружбы советских народов на обложке нашего учебника «Великая Отечественная война советского народа в контексте Второй мировой». Учебник переиздан в 2020 году. У нас существует факультатив для учащихся курс по выбору для студентов. Здесь на этой фотографии изображен русский Алексей Ковалев. Здесь же, немножко обрезал часть этой фотографии, здесь же в этом постановочном фото Евгения Халдея изображен и белорус Леонид Горычев, и дагестанец Абдулхаким Исмаилов, которому присвоено название Героя России. Такой видеоряд от «Врата памяти» в Тростенце. Тростенец – это скорбное место, 4-е по своей трагической цифре германских нацистских концлагерей, по количеству уничтоженных. Вот это первый на восточноевропейском континенте мемориал, посвященный детям жертвам войны. Это у нас такой есть поселок Красный берег, где был пересыльный лагерь, в котором находились дети от 8 до 14 лет. Вот это, собственно говоря, достаточно интересные моменты, когда по данным социологов, вот я красным цветом вам выделил, да, победа советского народа в Великой Отечественной войне, один из маркеров, который работает на консолидацию общества. Одновременно мы находимся в поисках, собственно, белорусского взгляда на события Второй мировой в контексте Великой Отечественной. И в данном случае совершенно уникальные сведения, которые мы представляем сегодня в наших учебниках, связанные с случаями сопротивления в гетто, с созданием еврейских семейных партизанских лагерей, с участием лиц еврейской национальности в рядах регулярной Красной Армии, вот под этим серпастым, молоткастым красным знаменем, которое является символом победы. Вот это очень важный момент. Опять же, мы себе отдаем отчет в том, что мы находимся в европейской части, и где достаточно мощно в рамках новых политтехнологий звучит концепт победы над германским нацизмом в годы Второй мировой войны. Вот, то есть мы пытаемся через свою собственную учебную литературу, используя ее как средство, либо как фактор формирования коллективной исторической памяти, консолидировать современное поколение памяти о войне. Это травматический опыт. В данном случае я пока выбрал вот такой небольшой содержательный сюжет. Вот. У нас тоже есть День Республики, как и у вас. Если он у вас отмечается 12 июня по Декларации о госсуверенитете РСФСР, да, то у нас он отмечается 3 июля. Это тоже важный момент тех дат, которые определяет государство в качестве государственных праздников. Вот 5-е поколение учебной литературы, вот тут 3 обложки учебников, в которых я принимал участие, как раз они работают сегодня, либо пытаются работать на такую модель исторической памяти, как консолидирующую, с закреплением, собственно, белорусского взгляда на историю. И вот раз мы уже говорим про школьное историческое образование, безусловно, вне государственной исторической политики оно находиться не может. Это вот определение нашей исторической науки, под ним определение, которое предложили Ольга Юрьевна и Евгений Евгеньевич. Вот. И, безусловно, это важнейший пласт влияния государства на содержание школьного исторического образования, в том числе через такой инструментарий, как Государственная комиссия по подготовке учебников, учебной литературе в социальной и гуманитарной сфере. Вот. И, соответственно, исходя из этого, вот моменты конфронтации, моменты консолидации, когда содержание образования может работать как на консолидацию, создавая образ врага, да, вот, извините, на конфронтацию, да, или образ чужого. Так, в общем-то, и ситуация, когда создается консолидирующий сегодняшнюю гражданскую политическую нацию белорусскую образ. То есть это дидактическая конструкция в зависимости от госзаказа, работающая в содержании школьного исторического образования. Вот буквально на днях у нас появился указ главы государства, вот 7 июня, которым устанавливается День народного единства. У вас он отмечается 4 ноября, да? У нас сейчас он будет отмечаться как 17 сентября, но день не праздничный, день рабочий.
Но, тем не менее, это тоже достаточно важно, найти консолидационные маркеры для сегодняшней нации, которые бы объединяли ее в рамках осознания своего исторического прошлого. Не буду комментировать эту дату, она весьма-весьма спорной является на сегодняшний день, но просто представляем вам факты влияния государственной политики на формирование содержания. С точки зрения дидактики истории, вот карта Беларуси на 40-й год, где представлена Белостоцкая область. Соответственно, обучающиеся, имеющие сегодня представление о территориально-административном делении Республики Беларусь, могут увидеть некое несоответствие. Еще более продвинутый визуальный ряд для поколения Z – это документальное фото, показывающее крестьян, которые принимают участие в выборах в народное собрание. Вот такие фото мы называем картинкой парадокса. Они выстраиваются, в данном случае это фотография по онтологическому аспекту воспитания, по бытийному. Какой парадокс вы можете увидеть на этой фотографии? И это не обязательно парадокс политико-идеологический, хотя он представлен тут некими плакатами и целующимися мужчинами вот на дальнем фото. Да? Это еще и плакат, который связан с одеждой людей, для которых это событие является либо праздником, либо не праздником. Вот это интересные моменты донесения исторической памяти через официальные инструменты и через вот то, что мы называем артефактами, семейные фотографии, через то, что, собственно говоря, делает человека человеком. Вот, ну, завершая свое выступление, коротенько, потому что 10 минут, я сознательно пошел на то, чтобы поставить постоянство памяти Сальвадора Дали и задать этот вопрос для вас, на который, собственно говоря, мы получили ответ. Вот у Ольги Юрьевны, хотя мы с ней не согласовывали свое выступление, но приглашение выступать на конференции я получил именно от нее. Вот. И, безусловно, мы можем получить ответ, что память не является постоянной конструкцией, что она изменяется, что ее дидактическое конструирование зависит от множества факторов. И, ну, выходя вот на вопрос о типологии исторической памяти, мы можем говорить о том, что она, безусловно, может существовать как государственный заказ, как коллективная, официальная, институциональная, а может существовать как личностная, через oral history, через воспоминания, через личностный фактор. Вот не факт, что здесь есть некая конфронтация, видимо, два типа этой памяти, они взаимодополняют друг друга, и вот здесь вот как раз то, о чем говорил новосибирский Евгений Евгеньевич, различные модели памяти, которые могут по-разному работать в зависимости от тех идеологем, стереотипов мышления, штампов социального поведения, которые регулируют вот, поведение человека. Она может по-разному быть представлена в школьной учебной литературе. Ну, в данном случае у нас есть, собственно говоря, например, вот такая эволюция от полного забвения Холокоста до представления евреев не как жертв нацизма, а как героев в борьбе с этим нацизмом, например, да, вот по тому содержательному компоненту, который я вам показывал. Вот поэтому сегодня у нас весьма и весьма востребована в республике именно вот эта консолидационная, либо консолидирующая современную гражданскую и белорусскую нацию функция исторической памяти, которая работает в том числе и на консолидацию определенных социальных групп через переживание и осмысление ими определенных ценностей, ценностных ориентиров. В своей статье я постараюсь показать ценность ориентира на семью и конкретно взятые содержательные примеры из учебников, работающие как на коллективную память, так и на личностную индивидуальную. Спасибо за внимание, уважаемые коллеги. Если какие-то вопросы, пожалуйста, с удовольствием отвечу, подискутируем. А можно я задам вопрос? Сергей Вениаминович, спасибо, что приняли приглашение. Я была посредником между Бурятским университетом и приглашением вас на эту конференцию. А вопрос, насколько сегодня учителя республики готовы к восприятию вот этих проблем формирования, воспитания исторической памяти, принятия каких-то или потребностей в каких-то новых Спасибо, Ольга Юрьевна.
Вы знаете, тут вот я бы сказал так, это наше внутреннее дело, но вот ситуация общественно-политическая, имеющая место быть сегодня в моей республике, она во многом актуализирует разрушительскую позицию, прежде всего, учительства. В этой позиции, ну, как я вижу, да, например, потому что мне часто приходится выступать на курсах повышения в областных институтах там, и так далее, да, развитие образования, идет путаница, синонимичность, отождествление в рамках исторической памяти, содержания исторического образования. Вот, к сожалению, да. То есть эти понятия, безусловно, надо разводить. Но сегодня достаточно четко есть понимание о том, что государственная историческая политика реализуется через содержание исторического образования, и оно на сегодняшний день, вот с моей точки зрения, более работает на конфронтацию, чем на консолидацию. Ну, к сожалению, да, опять же, это мои личностные, такие субъективные восприятия. Вот буквально во вторник я буду выступать тоже на Zoom-конференции в Могилеве, общаться с учителями, и у меня будет та же самая, собственно говоря, тематика, которая и у вас. То есть это очень важный фактор на сегодняшний день. Вот мы хотели бы его прописать и дальше в концептах нашего школьного исторического образования, потому что после предыдущей концепции 2009 года прошло достаточно большое количество лет. Вот. И будем надеяться, что учителя, как вот этот человеческий фактор, способствующий эффективной реализации политики исторической памяти, ими будет востребовано вот наше теоретическое знание. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Сергей Вениаминович. Еще вопросы, коллеги? Действительно, очень важен аспект рецептивный, да, в данном случае, вот именно как воспринимают учительское сообщество и что в конце концов на выходе получается. Если больше нет вопросов, спасибо, Сергей Вениаминович, за интересный доклад. Да, спасибо. А мы переходим к следующему докладу. Здесь у нас 3 докладчика, коллеги. Слово предоставляется Ларисе Викторовне Замдановой, доктору исторических наук, профессору, заведующей кафедрой Иркутского государственного университета. Содокладчики Лариса Викторовна с вами? Нет, я буду выступать одна и объясню сейчас ситуацию. Хорошо, я тогда содокладчиков тоже назову. Яна Викторовна Кулакова, кандидат исторических наук. Кулакова, простите. И Лариса Марсовна Салахова. Также кандидат исторических, доцент кафедры. Да. Добрый день, коллеги. У нас в Сибири уже дело идет к вечеру, в Москве еще полдень и ясный день, будем так говорить. Поэтому будем говорить все равно добрый день. Очень рада участвовать в такой конференции. Более всего рада тому, что передо мной выступили 2 таких грамотных, высокопрофессиональных, ориентирующихся в теме докладчика, как Ольга Юрьевна и Сергей Вениаминович. И мое выступление, очевидно, здесь будет, как бы сказать, в строку, по той причине, что очень подробно теоретические вопросы рассмотрены, что такое историческая память, каковы бывают ее виды, функции и так далее. Здесь я как раз хочу представить опыт работы своей кафедры, который сформировался на протяжении уже почти 10 лет, наверное, опыт работы именно вот в этом направлении, воспитания у студентов, будущих историков. У нас двойный профиль истории обществознания. И того понимание важности истории, исторической памяти, которую вот сейчас мы как раз озвучиваем на государственном уровне, на частно-гражданском, будем так говорить, уровне. У человека должны существовать определенные ценностные установки, ориентиры, у него должны быть при этом знания, навыки и так далее. Вот здесь я
Не буду читать полностью всю свою статью, которую я готовлю для публикации. Я просто немножечко расскажу. Мы педагогический институт, который до 2014 года существовал самостоятельно, имеет более чем столетнюю историю. И сейчас у нас мы находимся внутри Иркутского государственного университета структурным подразделением, но педагогический институт сохраняется. Единственное, произошло важное событие, это то, что у нас не стало самостоятельного исторического факультета. Мы сейчас 6 кафедр объединились в отделение гуманитарно-эстетического образования, что с одной стороны позитивно, может быть, с другой как бы не совсем, но тем не менее кафедра существует. Кафедра называется «История и методики». Это тоже, с одной стороны, плюс, с другой минус, потому что где-то около 10 лет назад произошло объединение кафедр всемирной истории и истории России. Ну и, как я уже сказала, с одной стороны, позволяет объединять усилия по организации учебного процесса. С другой стороны, может быть, есть определенные, конечно, какие-то сложности в том, что в одной кафедре существуют специалисты. Но сейчас это модно. У меня на кафедре работают вот такие, будем говорить, высокопрофессиональные люди, как Татьяна Викторовна Дыкусова, преподаватель методики, она участвовала сегодня уже, Лариса Марсовна Салахова, кандидат наук, которую вот Николай кивает, очень хорошо знают многие у нас и в Прибайкалье, и в Забайкалье, и сейчас уже дальше до Урала и за Уралом. Я скажу их роли в нашей деятельности. Яна Викторовна Кулакова, молодой кандидат наук, 3 года назад защитилась, сейчас активно подключилась к преподаванию методики. Я не методист, я доктор исторических наук, закончила аспирантуру и докторантуру в Московском государственном педагогическом институте у Виктора Григорьевича Кавкина. Евгений Евгеньевич наверняка помнит, да? Поэтому у нас сложился такой вот, понимаете, творческий коллектив очень хороший. Лариса Марсовна моя ученица, Яна Викторовна тоже, Татьяна Викторовна кандидат педагогических наук. И, в общем-то, мы аккумулируем, очевидно, всю работу на кафедре по тому направлению, которое вот сейчас было озвучено в докладе. Сохранение исторической памяти через двоеточие, формирование знаний, умений, навыков и ценностных установок у будущих учителей истории. И здесь я опущу ту самую торжественную официальную часть, которая поясняет, что такое историческая память. Я тоже не совсем согласна. Может быть, сейчас я, слушая Ольгу Юрьевну, подумала, может, в чем-то я не права. Я отрицала возможность использования термина воспитания исторической памяти, но сейчас я, в общем-то, прихожу к выводу, что начиная с малого, с воспитания бережного отношения к исторической памяти, с воспитания понимания роли, допустим, или объяснения роли исторической памяти, со временем человек придет к тому, что он будет не просто, допустим, вот как мы говорим, культурно воспитан, но и он будет исторически воспитан, то есть он будет воспитан в исторической памяти. Хотя вот выступление нашего коллеги из Беларуси, оно тоже совпадает с моим мнением, что память может быть как оценена, окрашена, может быть негативно, может быть позитивно, она может разъединять, может быть объединять, делить на своих и чужих и так далее. То есть здесь говорить о том, что воспитание исторической памятью, это, скорее всего, дань нашим западным коллегам. Иногда мы неточный перевод им даем, иногда у нас расходятся вообще понятия, будем так говорить. Поэтому здесь уж извините, если я несколько фразеологически выражусь, может быть, некорректно по меркам тех, кто более глубоко разбирается в терминологии. Я хочу как раз показать практическую сторону, как у нас это осуществляется. И вот здесь, опять же, очень хорошо было сказано, что существует несколько, будем так говорить, направленностей или направлений, наверное, да, в той деятельности, которую осуществлять нужно
в ВУЗе, когда студенты учатся, ну, раньше 4 года был бакалавриат, сдвоенный профиль 5 лет, то есть за эти 5 лет мы должны, может быть, не совсем еще зрелым личностям дать возможность действительно сформировать у себя какой-то внутренний стержень, который позволит им чувствовать себя членами большой истории, будем так говорить, да, мировой истории, отечественной истории, региональной истории, самоидентифицироваться, найти свое место, место своей семьи в этой глобальной истории или в локальной истории. И можно сказать, что на протяжении вот уже, ну, я работаю более 10 лет заведующей кафедрой, и до этого тоже я работала, конечно, в этом направлении. У нас сейчас сложился определенный такой вот цикл, будем так говорить, наверное, мероприятий, которые, в общем-то, и содействуют тому, что мы всячески формируем у ребят, ну, понятие того, что такое история, приходит к ним тогда, когда они приходят учиться к нам на факультет, и когда они начинают читать, писать об истории, они уже немного становятся историками. А дальше мы развиваем, конечно, все вот в том направлении, как, например, я вот посмотрела, очень много цитировали, и я с этим согласна, что, как Бердяев говорил, например, память хранит отчее начало, нашу связь с отцами, потому что связь с отцами есть связь настоящего и будущего. Можно цитировать Лихачева сколько угодно, современных авторов, но самое главное то, что, соглашаясь вот со всеми и предыдущими выступающими и авторами многих статей, я хотела бы, конечно, сказать самое главное, это в процессе обучения дать студентам, вот будущим учителям истории, понимание того, что именно в тот момент, когда они начинают изучать историю, думать над ней, уже в стенах вуза они становятся историками. А дальше они должны накопить практический опыт, тот багаж, с которым они придут в школу. Вот сумеют ли они в школе затем, мы-то вот им что-то даем, а сами они смогут транслировать эти знания, вот эту память о прошлом, смогут ли эмоционально окрасить так, как хотелось бы нам, чтобы они с этим пришли в школу и передали это детям, то есть последующим нашим поколениям, да? Ну и опять же традиционно, если говорить о том, по каким направлениям идет формирование вот этих вот знаний, умений и навыков, то это первое, конечно, в процессе просто овладения содержательной частью профильных дисциплин. Я не буду их, опять же, перечислять, все либо работают в вузе, либо обучались и знают, да, какие дисциплины формируют историческое образование. Второе, это происходит выработка умений и использование этих знаний уже в образовательной среде. Ну, в первую очередь в учебном процессе это учебная практика, научно-исследовательская работа еще, и также во внеучебной деятельности. Ну и третье направление – это то, что эти навыки, которые они приобрели, их надо постоянно развивать, их нужно тоже обновлять, как бы эмоционально окрашивать, добавлять каждый, может быть, день, каждый там семестр, я не знаю, что еще, какие-то новые, свежие и знания, и умения. И все это вместе будет формировать как раз у наших студентов то, что мы называем, может быть, сохранением исторической памяти, бережным к ней отношением, да, и как раз будет формировать четкое понимание того, что они это должны делать в школе, когда они придут, неважно, в начальную школу, в среднюю, в старшую, на всех уровнях исторического образования это возможно. И вот здесь как раз хотелось бы еще отметить следующее, что сегодняшний день-то, конечно, он очень такой обостренный, мы говорим о какой-то постоянно как бы гражданской нашей позиции, нашей государственной, что ли, исторической составляющей. Но в общем и целом, я еще раз хочу на это обратить внимание, если заложить студенту в 17, кто-то в 16 даже лет приходит, понимание того, что он должен
не просто из-за политики государства вот так относиться к исторической памяти, а из-за того, что называли индивидуальной памятью, допустим, да, и здесь мы переходим к чему? Что нам очень важно еще научить ребят оценивать ситуацию в соответствии с особенностью нашего региона. Вот каждый регион, уже сегодня говорили, индивидуален, да, у каждого своя будет, будем так говорить, историческая память, свои события, которые в каком-то образе предстают и транслируются и так далее. Вот наша территория Прибайкалья, это не надо объяснять сибирякам, но те, кто находится далеко от нас, должны понимать, что у нас есть Байкал, который делит нас на Прибайкалье, Забайкалье. Это территория пионерного освоения, заселения, хозяйственного обустройства. Это территория, на которой постоянно происходили какие-то события, когда шла всегда борьба за и против. Это белые против красных, это за освоение целины против, за индустриализацию против и так далее. И вот память об этих событиях, она, конечно, близка ребятам, о чем вот говорили, коммуникативная память, потому что это память на уровне 2-3 поколений. Что мы здесь еще учитываем, когда говорим о региональном компоненте, может быть, используемом в каких-то дисциплинах при изучении общей истории, отечественной истории или даже всемирной истории. Есть еще дисциплины, такие как историческое краеведение в школе, которые реально направлены на вот воспитание этого. Я, к сожалению, боюсь, что я не уложусь во времени, поэтому я просто хочу сказать, что, конечно, наша местность, она уникальна еще и потому, что у нас есть река Ангара, на которой построили 4 плотины, да, и все это связано с переносом более 1500 населенных пунктов, затоплением огромных территорий. И вот то, что мы с 2005 года с Ларисой Марсовной Салаховой, она была в Братске, я в Иркутске, создали научно-исследовательскую лабораторию и начали выезжать в зону затопления Богучанской ГЭС и записывать устные рассказы старожилов, которых переселяли в это время и уже новоселах в новых местах. Это заложило основы очень четкого понимания, что на этом надо работать со студентами. И с 2012 года Лариса Марсовна ежегодно руководит полевыми исследованиями. У нас есть еще археологи, которые тоже выезжают. Но Лариса Марсовна с 2012 года осуществляет ежегодно большую экспедицию в какую-то зону вот, при Ангаре, при Лене, еще у нас есть такая Лена, по 8-10 малых, будем говорить, точечных экспедиций в течение года. У нас на кафедре сформировался огромный, я скажу так, уже по масштабам архив материалов по устной истории. Вещественные, фотодокументальные материалы мы тоже собираем и передаем в учебно-исследовательскую лабораторию, которая тоже есть при нашей кафедре. Ну вот такой на общественных началах, будем говорить, архив существует, который используется затем и при изучении дисциплины историческое краеведение в школе, и при изучении других дисциплин, при написании научных исследований, выпускных квалификационных работ, потому что это живой архив, и можно пользоваться, там отражена история. У нас самому старому информанту нашему было 100 лет, когда мы вот только начинали работать. Этих людей уже нет таких в живых. Сейчас уже более молодые поколения, но это как раз дает возможность ребятам, услышав чужих людей, заинтересоваться, а где же моя семья, где ее место в Сибири, да, и каково место Сибири в истории каждой семьи. У нас даже такой отдельный курс был по выбору у ребят, история Сибири в истории моей семьи, и ребята начинали расспрашивать своих родителей, бабушек, дедушек. Вы знаете, это уникальные материалы, о чем сейчас говорилось, да, в Белоруссии там и где-то еще можно найти. У нас то же самое. Мы же точно так же жили в стране во все периоды, и в гражданскую войну, и в отечественную. И когда ребятишки узнают от своих бабушек, что, оказывается, вот эти люди, они и есть история нашего региона, они совершенно по-разному воспринимают уже общую, как мы говорим, официальную историю, да, вот это личностное, эмоциональное отношение. Я хочу сказать, что большое место мы отводим еще и 3 минуты еще мне можете дать, да? Вы 15 минут выступаете. 15 минут выступаете. 15 минут? Ну, хорошо, я тогда скажу последний момент. Вот здесь вот есть авторы книг у нас еще, которые
говорили об истории не только на уроках, но и после уроков. Это Евгений Евгеньевич и Ольга Юрьевна. Вот у нас еще сложилась очень хорошая традиция. Мы, опять же, начиная с 2012 года, с юбилея Отечественной войны 812 года, ежегодно проводим большие дни или декады, мы называем, посвященные каким-то отдельным событиям. Это и Первая мировая война, и Великая Отечественная война, и революция 17 года. И это целый цикл мероприятий, это викторины, это конкурсы, каких-то творческие проекты. Это постоянная лекторская группа существует, которая не только в рамках студенческих коллективов, но и выходит в школу. Самое главное здесь то, что каждый из студентов может попробовать себя как сценарист, как исполнитель, как лектор. И мы опросили студентов, 80% студентов написали, что они в той или иной мере участвовали в таких мероприятиях, хотели бы участвовать и в дальнейшем, но только 20% были зрителями и слушателями. Вот таким образом я могла бы поподробнее, ну, кто будет потом читать публикации наши, где они там будут опубликованы, узнает об этом. Это и дни, посвященные жертвам политических репрессий, у нас есть мемориал, когда мы с ребятами выезжаем туда. Понятно, что все это позволяет приближать ребят к реальной истории и давать им четкое понимание, вот не на уровне каких-то там, знаете, абстрактных теорий, да, что это такое, какая она может быть историческая память, а на уровне того, что вот это ты должен знать, вот это ты должен оценивать. И ты должен это запомнить и передать последующим поколениям. И я думаю, что, наверное, мы эту работу, конечно, будем продолжать. Может быть, мы ее каким-то образом еще оформим в какой-то проект самостоятельный, потому что здесь тоже и проектная деятельность работает. И есть еще одна интересная форма, это исторический квест, который мы проводим в юбилейные даты. Вот у нас в этом году 370 лет города Иркутску, который тоже приближает ребят конкретно. И последнее. У нас есть под Иркутском, я приглашаю тех, кто никогда не был на Байкале и не был в Иркутске. Вот лично я, Лариса Викторовна Занданова, приглашаю вас лично к себе в гости, потому что у нас замечательный есть историко-этнографический музей, называется «Тальцы». Это реально перенесенные постройки разных веков, начиная с 18 века, выстроена деревня, перенесен комплекс из города Усть-Илимского острога, где мы проводим ночь музея. Несколько лет подряд мы проводили такие, знаете, спектакли реконструкции. Заседание мирового суда, простите, допустим, в дореволюционной деревне, коллективизация в Иркутской деревне, сибирская деревня в годы Великой Отечественной войны, старая сибирская школа, там у нас школа есть, больница, все, почта. Так что здесь ребята находятся вообще реально в исторической обстановке. И таким образом вот я просто уже перехожу к выводу, что деятельность коллектива кафедры мы еще умудрились 4 пособия по внеурочной работе опубликовать. Такого нет нигде. Вот нигде в стране нет таких учебных пособий, как организовать внеурочную работу по истории в ВУЗе. И можно в школе брать там готовые сценарии, готовые викторины и это сразу реализовывать. Поэтому я думаю, что те формы и методы, которые мы избрали, может быть, в чем-то спонтанно они как бы рождались, на уровне наших вот личностных, так сказать, восприятий, понимания того, как это нужно делать со студентами. Но сегодня это уже хороший пробированный опыт, которым мы бы с удовольствием могли делиться. И мы это делаем, кстати говоря. В журналах мы публикуем достаточно много статей. И на конференциях тоже вот я стараюсь участвовать. И с учителями тоже работаем, конечно, в этом направлении. Спасибо. Спасибо, Лариса Викторовна. Одно маленькое дополнение. А можно тем, кто был на Байкале, к вам в гости приехать? Ну уж вам-то, конечно. Просто мы с Ларисой Марцевной. Вот, я вас тоже хорошо помню. Да, много я работы. вас помню молодым,
молодым, стройненьким, молодым человеком. Я знаю, что вы любите бывать в Иркутске и сотрудничаете со многими. Конечно, я просто серьезно абсолютно говорю. Мы тоже проводили недавно конференцию, но это было посвящено столетию установления дипломатических отношений России и Монголии. И мы раз в 2 года проводим большую конференцию под названием «Дуловские чтения», по-другому называется «Сибирь в изменяющемся мире», в апреле раз в 2 года. И приглашаем, конечно, всех, и организовываем экскурсии на Байкал, и по городу. Вот Марина Юрьевна Лачаева была 2 года назад у нас на конференции, очень была впечатлена нашим городом. Так что приглашаю всех, пожалуйста. Спасибо большое. Вопросы, коллеги? Спасибо. Наверное, все понятно, конечно. Да, конечно. Спасибо. Слово предоставляется Сергею Александровичу Курасову, кандидату исторических наук, старшему преподавателю кафедры истории России Владимирского государственного университета. Пожалуйста, Сергей Александрович. Добрый день. Видно ли презентацию? Да, все. Все замечательно, да? Я рад приветствовать. У нас действительно день еще во Владимире, и тех, у кого вечер, и тех, у кого еще может быть и утро. Тема доклада «Кино и историческая память современной молодежи от поиска идей к реализации». То есть мы постепенно уходим от теоретических оснований в практику. И вот здесь на стыке теории и практики мы попытаемся рассмотреть, как кинематограф участвует в воспитании, может участвовать в воспитании исторической памяти. Из всех искусств для нас важнейшим является кино. Актуальная фраза Владимира Ильича на протяжении вот уже целого века, и мы понимаем, что, может быть, даже в другом контексте ее стоит рассматривать, потому что это тот канал, которому сегодня подростки доверяют больше, чем традиционным каналам. Те образы, которые они видят с экранов, они отпечатываются в сознании, и потом они транслируются. И порой на уроках даже очень сложно с детьми разговаривать, потому что они принимают их за истину и выдают как ответ правильный. Да? При этом мы понимаем, что сегодня у нас есть проблема качественного, низкого художественного вкуса фильмов, какие фильмы прививают ложные ценности, но нужно все-таки уходить от такой критики негативной и больше приходить к возможностям кино, которые мы можем использовать, и как раз-таки педагоги должны открыть этот мир искусства, причем через этот мир искусства и будет формироваться коллективная память, и в том числе, вот сегодня говорили, и культурная память. Да? Новая историческая память вполне возможно будет сформирована. Уже сегодня Ольга Юрьевна говорила о Леди Асман, ее подходе, вот эту цитату тоже она приводила: динамичный орган приспособления к непрерывно изменяющейся современности, благодаря чему память постоянно готова воспринимать нечто новое. Вот этот феномен исторической памяти, он так хорошо накладывается и на феномен кинематографа. У кино есть 2 функции, писал Зигфрид Кракауэр, один из теоретиков кино, и он говорит о том, что это не только отражение окружающей реальности, но и создание новой реальности. То есть как раз-таки вот это создание новой реальности через визуальные образы на экране, они и приводят нас к воспитанию исторической памяти. Очень хорошо, когда создатели кинематографа, фильмов, они сами приходят к такой идее. Вот один из проектов, кинообразовательный проект «Свидетели», и Константин Фам, который снял эту трилогию, о которой я чуть попозже скажу более подробно, он так определил свою цель. Кино – это эмоция, в идеале вызывающая любопытство и интерес у молодого поколения.
То есть хотелось бы, чтобы молодые люди, посмотревшие наше кино, потом открыли интернет, литературу и начали изучать историю своего народа, да и мира в целом. То есть посыл от создателей кино, он совпадает и с педагогическим посылом. Ведь мы хотим, чтобы на уроке дети точно так же уходили с вопросами и пытались на них найти ответы. И так формируется и историческое мышление, и историческое сознание. И в таком случае кино – это не только источник информации, да, с ним нельзя обращаться как с орехом и колоть его королевской печатью. Не просто источник информации, о чем и говорит Ольга Юрьевна, а вот больше нужно подходить к оценке фильмов как к тексту культуры. Это относительно целостные законченные высказывания, исторически и культурно обусловленные, с определенной целью, коммуникативно направленные на себя, своих современников и, возможно, в будущее. То есть это другой подход, потому что текст культуры выступает своего рода окном, через которое мы можем заглянуть в мышление людей прошлого, понять ту эпоху и потом понять себя. Исходя из этого, есть несколько подходов в кинопедагогике, и вот один из таких подходов мы можем выделять несколько аспектов. Критический аспект – это способность анализировать то, как кино приводит свои доводы и точки зрения о мире, вообще является ли источником информации, насколько он надежен, да, для нас. И вот здесь уже вопрошание начинается с оценки замысла создателей художественной реальности. И постепенно из этой плоскости мы переходим в ценностный аспект, который позволяет нам найти точки соприкосновения идей, культур, эпох, определить свою систему ценностей. Ну а вершиной, конечно же, работы с кинематографом является творчество, когда мы можем выйти на создание чего-то нового. Да? Культура нового – это и создание новых текстов культуры, даже, может быть, новых идейных смыслов. Этапы постижения кино, ими занимались разные педагоги. Вот, например, Лариса Михайловна Баженова предлагает несколько этапов от эмоциональной отзывчивости и невербального отклика на фильм у детей, но она работала с детьми младшей школы. Потом к вербальным навыкам анализа и оценки прийти, понимать язык кинематографа и к творческой деятельности. Исходя из такого вот отношения, мы еще должны определять формы. И поэтому мероприятие или событие предлагалось, как раз-таки мы приходим к событийному подходу в образовании, от воспитания постепенно перешли и в плоскость образования. Вот мероприятие – это совокупность действий, объединенных одной общественно значимой задачей. А событие в русском языке все-таки трактуется как то, что произошло, или иное значительное явление, факт общественной или моей личной жизни. Это не просто какое-то объединение для достижения каких-то задач, а действительно это факт проживания моей личной жизни. И исходя из этого, Ольга Юрьевна Стрелова и Евгений Евгеньевич Вяземский, они обозначили образовательное событие как такое эмоционально-чувственное переживание, да, участниками какой-то встречи, это может быть занятие, это может быть просто встреча, да, прогулка, экскурсия, все что угодно, обсуждение, разговор, но самое главное, что здесь идет обогащение социально-коммуникативного опыта, установками на диалог, взаимодействие, культурное разнообразие. И вот все эти подходы, они были заложены в кинообразовательный проект «Свидетели». Константин Фам несколько лет назад снял 3 новеллы «Туфельки», «Брут» и «Скрипка», которые рассказывают историю Холокоста. Здесь очень важно, что через эти предметы, этих свидетелей мы открываем новую эпоху. При этом вот оказалось так, что в прошлом году на летней школе
Центр Холокост, педагоги рассказывали о том, как можно работать с этими фильмами, и палитра таких мнений и подходов была раскрыта. И необходимо было собрать воедино какие-то на основах каких-то теоретических единый продукт методический. И был разработано методическое пособие конструктора, такой агрегатор педагогических идей, который позволит педагогу самостоятельно собрать свое образовательное событие. Причем он может выбрать разные направления. Это может быть как и историко-критическое направление, которое раскрывает историческую канву художественного фильма, хронологию, географию места, детали культуры народов, эпох, нацистскую политику, уничтожение евреев в середине 20 века. Задания в целом, они нацелены на достижение метапредметных и предметных результатов. Понятно, что здесь есть личностные результаты, но они формируются больше в историко-нравственном направлении, которое позволяет затрагивать проблемы достоинства, палачей и ценность, и жертв, предательства и дружбы. То есть вот размышления молодого поколения над этими вопросами через фильм, да, они как раз-таки и определяют ориентиры. Литературоведческое и музыкальное, эстетическое такое направление, они отражают другие направления искусства. Да? Литература – это авторские варианты экранизации художественных текстов. И, например, новелла «Брут», она была снята по рассказу Людвига Ашкенази, и есть другие трактовки и варианты этой истории. Ну а музыка, она специально была написана для этого фильма, и здесь можно понять и замысел композитора, но а также вообще понять и выйти на другую страницу трагедии, это музыка концлагерей. И отдельно очень важное направление – это работа с языком кинематографа. Здесь и культурологическое, вообще как создается фильм, и значение фильма, да, и семиотическое, символическое, где предлагается детям посмотреть на различные символы в кадрах и попытаться понять, да, и утвердить определенные ценности. Ну и не менее важным еще одно направление является коммеморативное, которое воспитывает культуру памяти. Да? Мы не просто знакомимся с памятниками, посвященными жертвам Холокоста, но и даны задания, нацеленные на воспитание самой культуры поведения в таких местах памяти, отношения. Вот то, что сегодня мы обсуждаем, это очень важно в рамках того, что одно дело мы можем знать, да, и как вот это знание перевести в личную плоскость, и самое главное, выйти на поведение, то есть отношение к этому месту памяти. Во всех направлениях предлагается широкий спектр форматов, и здесь очень важно, что идея героев-свидетелей ценна, когда они являются трансляторами голосов эпохи, призывающими к диалогу в современности. И вот этот диалог, он позволяет научить бережнее относиться к прошлому, расставлять определенные ориентиры в нашей коллективной исторической памяти, культурной и даже для кого-то индивидуальной памяти. И вот в таком случае история становится значимой частью мировоззрения не только на уроках, но и в простой обыденной жизни. И дети еще учатся относиться по-другому к кинематографу и смотреть его, и искать те общечеловеческие ценности, которые становятся личными принципами. Свидетели действительно заговорят. Ну и я думаю, я завершу. Спасибо за внимание. Да, спасибо большое. Пожалуйста, коллеги, вопросы, реплики, замечания, предложения. Нет, да, Сергей Александрович, большое вам спасибо. Тогда слово предоставляется Юлии Валерьевне Першиной, кандидату исторических наук, доценту кафедры предметных областей Института развития образования Кировской области, город Киров. Пожалуйста. Спасибо большое, Николай. Скажите, слышно ли меня?
потому что Вас слышно, видно. мне нужна презентация. Демонстратор можно отключить? Сергей, закройте, пожалуйста, свою, и я включу демонстрацию экрана. Сергей Александрович, свою закройте презентацию. Свою демонстрацию завершите. И тогда все отлично. Спасибо. У меня очень конкретное выступление такого методического плана, и оно посвящено возможности смоделировать учебное занятие, посвященное праведникам народов мира. И конкретному праведнику это Федор Михайличенко. И когда происходит моделирование учебного занятия по такой сложной теме, я предлагаю использовать технологию коллажа. Итак, сначала актуальность данной технологии. Мы знаем, что современное общество нам предлагает достаточно такие интересные вызовы. У нас сейчас существует информационное общество, наше молодое поколение уже относится к цифровому поколению, и они привыкли жить в условиях новой визуальной культуры. Поэтому возникают новые требования к источникам исторической информации. Молодые люди привыкли работать с несплошными визуальными текстами, и в своей статье я опираюсь на определение, которое дано Шаповаловым. Это комплекс визуально-словесных объектов, которые составляют систему интегрированной и взаимодействуют между собой. Итак, мы предлагаем использовать технологию коллажа. Что такое коллаж? Это технический прием в изобразительном искусстве, заключающийся в создании живописных или графических произведений путем размещения на какую-либо основу предметов и материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре. Это определение предложили Андрей Наумович Иоффе и Людмила Васильевна Бычкова. Также в современных условиях можно использовать компьютерный коллаж, который предполагает наложение или объединение разных изображений. Какая же ценность этой технологии, какие образовательные задачи она решает? Прежде всего, это развитие творческого воображения школьников, это связь с практической деятельностью. Здесь обеспечиваются условия для развития универсальных учебных действий. Она позволяет задействовать эмоции наших обучающихся и также основывается на межпредметных и метапредметных связях. Эта технология позволяет изучать такие сложные темы в истории Второй мировой войны, и в частности это праведники народов мира. Это звание, которое присуждается комиссии института Яд Вашем, это Иерусалим, Израиль, начиная с 1963 года. Так называются люди других национальностей, которые спасали евреев во время Холокоста. Праведникам или их потомкам вручается специальная грамота и медаль с текстом «Тот, кто спас жизнь, подобен тому, кто спас целый мир». Существует аллея праведников в музее Яд Вашем, там высажены деревья и установлены мемориальные таблички. По данным 2020 года в России это звание получили 215 человек. Но исследовательская деятельность продолжается, и возможно, что праведников будет установлено больше. Как можно построить учебное занятие, посвященное праведникам народов мира? Мы берем такого известного праведника, как Федор Михайличенко. При этом мы предлагаем использовать в том числе учебно-методические материалы об уцелевших и жертвах нацистских преследований из Советской России, фрагменты жизни. Это пособие создано в Бадо-Рольсоне на основе архивов Рольсона, и оно вышло в 2021 году. На вводных этапах учебного занятия, таких как подведение под тему мотивация и актуализация, обучающиеся знакомятся с биографией этого праведника народов мира. Ну и школьники формулируют значимую, личностно значимую цель занятия для себя.
Здесь представлены основные вехи биографии, их можно будет подробно потом изучить. Презентацию я Марине Геннадьевне предоставила. Самое главное, что Федор Михайличенко был угнан в Германию на принудительные работы. Когда он жил в лагере в Виттене, он уже проявил себя как сопротивляющийся нацистскому режиму. Это очень важный момент этого занятия. Он предпринял попытку к бегству, и его арестовала гестапо. Затем молодой человек оказался в концлагере Бухенвальд. На этапе изучения нового материала, где происходит открытие новых знаний, обретение новых умений и навыков, обучающиеся делятся на группы для составления коллажа. Они обсуждают критерии и способы его оценки. Они определяют цель и сценарий создания коллажа и обсуждают, какие материалы необходимы для реализации этой цели. Первая группа нацелена учителем на то, чтобы заполнить верхнюю часть коллажа, иллюстрирующую жизнь подневольных рабочих из СССР, кто был угнан на принудительные работы в нацистскую Германию. Материалами могут служить рисунки школьников, вырезки из газет, журналов, отрывки из художественных произведений, также сканы архивных документов и интернет-ресурсы. Эта группа получает задание на основе части коллажа охарактеризовать жизнь людей, которые трудились в годы Второй мировой войны на заводах и фабриках Германии, представить их мысли, чувства и мечты о свободе. Вторая группа работает с документом, который находится в пособии «Фрагменты жизни». Это персональная карточка узника концлагеря Бухенвальд на Федора Михайличенко. Это очень интересный документ. Он относит этого молодого человека к категории политические заключенные и национальность русские. Эта группа заполняет центральную часть коллажа, и обучающиеся показывают, как тяжело было выжить заключенному в концлагере. Им предлагается ответить на вопрос, была ли у узников надежда на спасение, сопротивление нацистам, и предлагают варианты сопротивления в условиях концлагеря. Здесь возможен вариант работы, когда обучающиеся или найдут в ресурсах самостоятельно, или сами создадут символы, образы эпохи. Третья группа работает с документом «Карточка учета личного имущества Федора Михайличенко в концлагере Бухенвальд». На этом документе есть штемпель «Личные вещи ликвидированы». Такая пометка была на карточках евреев и узников из Восточной Европы. Их личные предметы и одежда сразу же конфисковывались по приезду в концлагерь. Эта группа заполняет центральную часть коллажа. И эта же группа также должна поразмышлять над вопросом, была ли у заключенных надежда на спасение и сопротивление нацистам в тяжелых условиях концлагеря. Эта группа может также создать символы, образы эпохи или найти их в ресурсах. Четвертая группа работает с нижней частью коллажа. Она посвящена Исраэлю Меиру Лау. Она работает с отрывком из письма главного раввина Израиля Меира Лау в институт Яд Вашем. И обучающиеся узнают, что во время пребывания в Бухенвальде Федор Михайличенко спас еврейского мальчика из Польши. Это Исраэль Меир Лоля Клау, которому тогда было 7 лет. Сейчас это главный раввин города Тель-Авив в Израиле. И обучающиеся на основе части коллажа описывают, каким образом Федору Михайличенко удалось спасти этого еврейского мальчика. Он добывал ему еду, спасал от холода и так далее. На этапе подведения итогов обучающиеся узнают, что в Бухенвальде вспыхнуло восстание 11 апреля 1945 года. И в память об этом событии был учрежден Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. И обучающиеся узнают, что в 2009 году Федор Михайличенко был удостоен звания «Праведник народов мира». На этапе подведения итогов школьники проводят оценку коллажа, они обсуждают сценарий его презентации, они могут уточнить познавательные задания, рассчитанные на трактовку визуальных образов. И на основе выступления других групп обучающиеся могут оценить свою часть коллажа,
индивидуально сформулировать выводы и также задать вопросы. На этапе рефлексии, это очень важный этап современного занятия, обучающиеся анализируют свою познавательную деятельность и оценивают свой вклад в работу группы. Здесь возможна рефлексия 3 видов. Это содержательная рефлексия, где школьники самостоятельно формулируют личностный вопрос и индивидуально отвечают на него в эссе «А я смог бы стать праведником?». В качестве процессуальной рефлексии для обсуждения выносится вопрос, что было важно в процессе работы над коллажем. Эмоциональной рефлексии, какие эмоции испытывали ученики на занятии и почему. В конце занятия обучающиеся должны сделать вывод о том, что поступки праведников были вечными неугасимыми звездами разума, добра, гуманизма среди черных туч расового безумия. Это знаменитые слова Василия Гроссмана. И в ходе изучения этой темы «Праведники народов мира» выявляется, что Холокост – это было величайшее преступление против человечества. И литература, которую я использовала, это статьи, такие современные 2021 года. Мое пособие вышло в 2020 году «Изучение истории Холокоста. Педагогический аспект». Оно доступно на интернет-ресурсах. Это пособие «Фрагменты жизни», уже упоминавшиеся. И это интернет-ресурсы, это сайт Яд Вашем. Здесь можно найти информацию о праведниках народов мира. И это сайт Российского еврейского конгресса, их проект «Спасители. Подвиг вопреки». Спасибо за внимание. Спасибо большое. Вопросы, коллеги? Нет вопросов. Да, а можно вопрос? Да, конечно. Юлия Валерьевна, вот вопрос чисто такой методический, а какова должна быть подготовка детей к такому занятию, вообще опыт создания коллажа? Ну, предполагается, что опыт создания коллажа у них есть. Возможно, для российских школ эта технология не совсем привычная, в отличие, например, от школ Германии, где целые уроки как бы построены на создании коллажа, потому что такая технология, она развивает креативность мышления, воображения. Ну, как бы предполагается, что такой опыт есть. Конечно, это не должно быть первым опытом создания коллажа. То есть дети уже должны знать эту технологию и свободно в ней ориентироваться. Но методический потенциал очень большой. Данные технологии его можно создавать как в такой практической плоскости, либо в компьютерном варианте. Спасибо, Юлия Валерьевна. Если больше нет вопросов, мы переходим к следующему докладчику. У нас доклад Оксаны Викторовны Зазуляк, учителя истории из Еманжелинск, неправильно могу произнести, муниципального района Челябинской области. Оксана Викторовна, вы здесь? Да, здравствуйте, все Юлия правильно Валерьевна, произнесли. пожалуйста, демонстрацию. Да, для демонстрации мне нужно. Юлия Валерьевна, слышите, да? Да. Из демонстрации выйдите, пожалуйста. Так, сейчас выйдем. Спасибо. Так. Подскажите, пожалуйста, видно презентацию? Да, все отлично видно. Все, Ага, да? видно. Все, спасибо большое. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, добрый день, у кого-то уже добрый вечер. Сначала хочу представиться. Я самый обычный рядовой учитель, который работает в школе с обычными детьми. Поэтому я, наверное, буду рассказывать все-таки с точки зрения практики, что конкретно я делаю как учитель, получается, что не получается. И сегодня речь пойдет о том, что такое дискуссионный клуб «Гражданский форум»
и как можно научить старшеклассников обсуждать современные проблемы общества в формате вот этого дискуссионного клуба. Почему возникла именно вот эта идея? В 2006 году я совершенно случайно на просторах интернета нашла информацию о том, что в городе Санкт-Петербурге открылся гражданский форум. Это дискуссионный клуб, в который приглашали абсолютно всех: детей, старшеклассников, взрослых, родителей, общественность. И было предложено вот такое как бы общественное обсуждение каких-либо проблем. Именно с 2006 года я начала проводить занятия гражданского форума. Но чем больше я их проводила, тем больше убеждалась в том, что детям не только интересно обсудить какие-то общественные проблемы современные, но и порассуждать о том, что было когда-то. Например, старшеклассники несколько лет подряд мне дают такой запрос. Они просят провести гражданский форум по теме перестройка и распад Советского Союза. Ну, казалось бы, вроде такая тема, которая сложная, противоречивая, а детям это интересно, они хотят об этом говорить. Поэтому вот уже несколько лет я занимаюсь тем, что формирую историческую память, коллективную историческую память на занятиях своего форума. Вы знаете, в прошлом году, когда я побывала на летней сессии Центра «Холокост», мне очень запомнили слова Ольги Юрьевны. Она сказала: школьные учителя могут наполнить историческую память новой жизненной силой. Вот для меня это стало девизом, и я начала это воплощать в жизнь. Какова же цель занятий гражданского форума? Ну, первое – это формирование компетентного общественного мнения путем развития и стимулирования определенного типа дискуссии, и также формирование коллективной исторической памяти. Как учитель я ставлю вполне конкретные задачи перед собой. На заседаниях форума я хочу научить критически применять знания, полученные на уроках обществознания, истории, литературы и других предметов в рамках самостоятельной работы и проектирования кейса. Второе – развивать коммуникативные навыки в ходе диалога с представителями общественности, потому что в последнее время мы стали приглашать на наши заседания представителей администрации, работников музея. Мы также общаемся с представителями разных субкультур. То есть у нас формируются разные взгляды, и в ходе обсуждения появляются очень интересные мысли. И третья задача – развивать ценностные отношения и сопричастность к истории и событиям нашего Отечества. Что представляет из себя форум? Форум представляет собой диалог прежде всего. То есть это не та технология дебаты, которая нам всем с вами известна, когда все получают два мнения, либо за, либо против, или белое и черное. У нас есть полутона. Поэтому мы анализируем все за и против, мы изучаем факты, мы стремимся понять глубинные мотивы каждой позиции, объективно смотрим на эти вещи и преодолеваем эмоциональные конфликты. У меня такое тоже было, я об этом чуть позже расскажу. Как готовится форум? Форум готовится за 2 или 3 недели до его проведения. Обязательно выбираются спикеры, то есть это ребята, которые именно хотят сами рассмотреть какую-либо тему, либо снимаем какое-то видео, проводим опрос, либо делаем какие-то диаграммы и так далее, то есть информационная составляющая должна быть. Просветительская часть тоже предполагает выступление спикеров. Естественно, что все выступления предварительно я как учитель просматриваю, отбираю, анализирую, рассказываю ребятам что-то. И сама дискуссия проходит именно вот в таком уже подготовленном формате. Что именно я предлагаю ребятам? Вот последние 3 уже, получается, форума мы затронули тему Холокоста. Почему была затронута именно эта тема? Я рассказывала ребятам о том, как освобождался лагерь Аушвиц. И ребята заинтересовались и сказали: мы хотим об этом поговорить. Ну, давайте поговорим. И когда мы начали готовиться к этому гражданскому форуму, некоторые ребята мне заявили: мы не согласны с тем, что вы нам говорили на уроке. Мы считаем, что есть другое мнение.
Хорошо, давайте его обсудим вместе с вами. Для меня это, как для учителя, очень важно, чтобы они не ушли с моего урока или занятия со своими какими-то мыслями, с недопониманием, с другой какой-то формулировкой, чтобы у них не было искажения исторической памяти. И в результате мы выбрали вот эти 3 высказывания, которые вы сейчас видите на экране. Это не все высказывания, их больше, но мы с ребятами отобрали несколько, которые мы обсуждаем. Я предлагаю выступить каждому по этому вопросу. Ребята определяют свою позицию. Согласны, не согласны или сомневаются они с тем, что видят на экране. И мы делимся, расходимся в разные стороны в аудитории, где проводится этот форум. И ребята, уже находясь вот в той позиции, которую они выбрали, они определяют свое отношение к этой проблеме. Они рассуждают, но главная задача, которая должна быть поставлена перед ребятами, это должно быть не просто рассуждение, оно должно быть подкреплено аргументами, очень четкими. Аргументы из истории, аргументы из жизни, аргументы из современности. Как учитель, который готовит к ЕГЭ, для меня это очень важно, чтобы они умели эти аргументы приводить. И вот после того, как мы это все обсудили, в конце форума выносится такая резолюция своеобразная. А что же мы выявили? Какая-то проблема существует или нет? И вот ребята выявили такую проблему. Про Холокост сейчас говорят много, пишут много, снимают фильмы, говорят об этом, но не все, что говорят, является правдой. И вот, например, следующие 2 суждения, которые не я представила ребятам, а ребята мне представили. То есть это был своеобразный вызов такой. Они заявили о том, что нашли эту информацию в интернете. Например, Андрес Матиас, член Саамского парламента Норвегии, заявил: нет никаких доказательств того, что газовые камеры и массовые захоронения существовали на самом деле. Даже признанные историки Холокоста высказывали убеждение в том, что это невозможно доказать. И вот здесь ребята очень четко определили, что все можно доказать. И они начали приводить конкретные факты, конкретные цифры. И вы знаете, меня это очень порадовало, что они самостоятельно вот вышли на такой уровень, что их уже не нужно было даже направлять. Наши форумы проходят в разных классах, в 9-х, в 10-х, в 11-х. Мы приглашаем общественность. Сейчас мы уже вышли на новый уровень. Мы собираем гражданский форум, где встречаются старшеклассники всего района, то есть это 10 школ, вот, которые приходят, мы общаемся на разные темы. Но самая последняя тема была основана на фильме «Свидетели», на трилогии «Свидетели», о которой говорили предыдущие выступающие. И вы знаете, для меня самым ценным было то, что это заставило ребят думать, заставило искать информацию. Они заговорили о том, что историческая память очень важна, и действительно необходимо ее формировать. Ну вот я постаралась уложиться по времени, буквально последняя реплика. Значит, мне бы хотелось сказать, все свои форумы мы называем «Правду знать нужно». В конце выступления я предлагаю ребятам поставить любой знак препинания, который они считают здесь уместным. Это может быть точка, это может быть вопросительный знак, это может быть восклицательный знак, а может быть многоточие. Для чего мы это делаем? Мы таким образом продолжаем разговор и приглашаем к диалогу в дальнейшем. Темы для гражданских форумов можно выбирать абсолютно любые. Мы с вами, как историки, это прекрасно знаем, что здесь мы можем брать любую тему. Ну вот, коллеги, если вопросы есть, готовы ответить. Достаточно быстро постаралась все это сказать. Да, спасибо большое, Оксана Викторовна, отдельное за регламент. Коллеги, у нас работает чат, туда можно сбрасывать вопросы. Вот уже там поступили вопросы к предыдущему докладчику, поэтому таким образом можно либо в общую группу писать, либо задать личный вопрос. А Оксане Викторовне будут вопросы, комментарии, реплики какие-то? Да, пожалуйста, Сергей Александрович.
Можно вопрос? Оксана Викторовна, а вот вы как-то выстраиваете систему работы гражданского форума или это вот проходит так стихийно? Сегодня появился вопрос, а завтра вот мы уже начинаем готовиться. И много ли вы проводите в год, в учебный год, таких форумов? Спасибо за вопрос. Это не стихийная работа, это систематическая работа на протяжении многих лет. У нас глобально запланировано по 4 форума в год, учебный год. То есть это такие очень крупные форумы, которые мы готовим заранее, мы знаем, что мы будем обсуждать. Темы тоже мы заранее обсуждаем, причем только с ребятами. Это вот идет именно от них. Иногда бывает так, что родители какую-то тему заявляют, и мы ее можем обсудить. Но практика показала, что кроме вот таких запланированных мероприятий, ребятам очень важно обсудить какую-то проблему, понимаете? То есть вот мы увидели какие-то в новостях события, которые происходят в Европе, что-то там случилось, и они спрашивают, давайте вот это обсудим, как это все происходит, кто какую позицию занимают. Например, когда были введены санкции, мы вообще весь год практически, вы не поверите, мы весь год говорили про санкции, мы весь год разбирались именно с этой темой. Вот. И сейчас дети уже подготовлены, и, значит, если раньше я звала только 10-11 класс, то теперь у меня приходят ребята с 8 класса. Но не все. То есть, естественно, я очень дозированно эту информацию даю, я приглашаю тех, кто заинтересовался, а потом из них вырастают классные спикеры, которые уже в 9, 10, 11 классе уже помогают. Спасибо. Угу. Так, следующий докладчик, видимо, я. Так, скажите мне, пожалуйста. Да, вы, пожалуйста, демонстрацию завершите, чтобы я... Так, а я вот не могу сообразить, где мне ее завершить. Адам, наверху должна быть рядом с зеленой, красненькая. Красненькая, завершить демонстрацию. Все нашла. Спасибо большое. Спасибо большое. Угу. Так, уважаемые коллеги, разрешите свой доклад также представить. Я постараюсь только основные тезисы обозначить, поскольку мы немного не укладываемся в регламент. Значит, память об АМИ в нарративах участников Всесоюзной комсомольской стройки. Я говорю в этом докладе, рассказываю о том, как менялась коллективная память об АМИ. Все помнят БАМ, Байталмурская магистраль, Всесоюзная комсомольская стройка, 70-е, 80-е годы, своего рода такой символ, памятник эпохи, и как позднее стали выражаться публицисты, еще и не только стройка века, но и дорога в никуда, и памятник эпохи застоя. Так вот, коллективная память об АМИ, она изменялась, я много с этим работал, я взял нарративы, то есть говорю именно о личных нарративах, представлены они письмами, представлены дневниками, устными историями. Но вот с мемуарами тут я поставил знак вопроса, потому что мемуары все-таки уже такой литературный жанр, и здесь вот несколько сложно говорить, личный ли это нарратив или уже публичный. Если говорить о нормативном дискурсе об АМИ эпохи строительства, эпохи всесоюзной стройки, то этот дискурс, он разделялся и транслировался в личных нарративах, в частности, и образ стройки века, и образ стройки дружбы, интернационализм на БАМе и так далее. Вместе с тем, по личным документам БАМ постоянно критиковался, разоблачался, высмеивался. Ну вот, кому интересно, можете погуглить частушки об АМИ, анекдоты об АМИ. Я не буду их озвучивать, потому что они очень много ненормативной лексики содержат, но есть даже такой
интернет-ресурс, где это можно посмотреть. А вот письма и дневники, в данном случае, вот у меня тут, я выбирал много цитат из дневников и из писем, они как раз показывают, вот как строители абсолютно идут параллельно официальному образу БАМа, и более того, являются как бы включенными в большую историю, в историю побед, там, километров, проложенных каких-то рельсов и шпал. И в этом смысле советские личные нарративы о БАМе, они вот конструируют такой образ, как я уже сказал, разоблачающий, даже осуждающий или высмеивающий. А если говорить о современных рассказах, о современной памяти тех же самых строителей, то в основном я их могу описывать и анализировать по устным историям. Записываю много устных историй, и здесь происходит вот такой интересный парадокс. Дело в том, что тот официальный дискурс, нормативный дискурс о БАМе, который тогда во время стройки казался несколько таким дистанцированным, строители себя от них дистанцировали, да, судя по личным документам, теперь, напротив, представляется и воспроизводится, транслируется старшим поколением бамовцев, строителей БАМа и очевидцев, участников этой стройки, как свой, как аутентичный, то есть он теперь принят, он родной, он так было на самом деле. И вот я задался вопросом, почему так произошло, да, что произошло, и оказывается, как минимум 3 таких объясняющих модели выделил. Первая связана с ностальгией по прошлому, с идеализацией этого прошлого, потому что особенно в условиях вот той ситуации, в какой строители БАМа, эти поселки и города вдоль магистрали оказались в постсоветское время, когда там депрессия, когда там все закрылось, когда образующие предприятия исчезли, в общем-то, или не успели образоваться, а дорога оказалась малоэффективной, нерентабельной, как говорили нам всем СМИ и руководство дороги. И в этой ситуации действительно на контрасте жизни тогда, золотого века БАМа, и жизни сейчас, вот происходит приятие прежнего образа, и память о БАМе, она трансформируется. Другое объяснение связано с тем, что память о БАМе можно еще рассматривать как травматическую память. И если говорить не о БАМладе там 30-х, а именно о комсомольской стройке. И связана эта травматическая память, так, тут у меня какой фрагмент, это все дневники, письма, связана она с тезисом «БАМ. Дорога в никуда», который в 90-е годы подхватили публицисты, и впоследствии еще и само название БАМ исчезло из названия дороги. И вот это очень больно было воспринято, очень тяжело было воспринято строителями и тем населением поселков и городов БАМа. И в этой ситуации показать нужность, свою нужность, показать, вернуть БАМ в реестр вот тех главных событий истории, да, событий жизни страны, вернуть утраченные позиции, как бы вернуть к себе внимание, как минимум, и наполнить как-то вот свою жизнь смыслом, да, свою идентичность, подорванную всей этой антибамовской разоблачительной кампании 90-х. Вот такого рода защитная реакция и своего рода даже манипулятивная стратегия
потому что память функциональна, как сегодня говорили, она обслуживает интересы определенных групп и сообществ, в данном случае сообщества строителей, сегодня ветеранов БАМа. Ну и, наконец, третий аспект, на который я обращаю внимание, это нарративная память, то есть память очень сильно опосредована языком, связана с языком. И когда я говорю о нарративной памяти строителей БАМа, я говорю о памяти рассказчика как рассказчика, то есть выработалась некая схема, некая структура говорения о БАМе и еще с тех времен, когда строители были в центре внимания, были передовиками, висели там на доске почета и привыкли давать какие-то интервью, привыкли делать вот эти публичные заявления. Вот. Таким образом, ну, как минимум вот 3 аспекта я затрагиваю, пытаясь объяснить причину такой трансформации. Почему память о всесоюзной комсомольской стройке приобрела, официальная память перекочевала в неофициальную, и как бы контрпамять превратилась в память лояльную. А другой момент, который у меня вот по ходу сегодняшних выступлений наметился, но я только его обозначу в общих чертах, это поколенческий аспект. Дело в том, что я обращался к учебникам истории, а что сегодня, собственно, о БАМе-то рассказывается в школьном курсе, как там это все преподносится. Ну, в большинстве случаев там абзац, там 2 абзаца или даже несколько строчек, главным образом в контексте экстенсивного развития советской экономики, там, брежневского времени, как пример таких мегапроектов, неэффективных, непродуманных, капиталоемких и, в общем-то, не всегда разработанных, не всегда успешных. И обратился, собственно, к школьникам нескольких бамовских школ, Северобайкальский и Таксимо. Там речь шла были собраны фокус-группы, мы говорили о том, как вот они воспринимают БАМ сегодня, и я обратил внимание, что у них очень большое количество докладов на различных конференциях, там, исследовательских проектов, все связано с реализацией БАМа. То есть вот этот вот нарратив, он как бы навязывается им, старшим поколением. При этом сами учащиеся, сами школьники, они как-то вот темы этой комсомольской стройки стараются избегать, дистанцироваться от нее и, возможно, даже как-то говорят об усталости, о том, что вот это вот насаждение этого БАМа в контексте патриотического воспитания их, в общем-то, замучило, и им бы, конечно, у них нет тех ностальгических чувств, которые испытывают их родители или бабушки или дедушки, поэтому травматическая составляющая их памяти об этом регионе другая, иная, и вот усталость от патриотического, такого пафосного образа БАМа, она налицо. Ну вот пока на таком уровне я нахожусь, время мое очень быстро истекло, значит, итог какой: память динамично, функционально и, как сказать, поколенно и нарративно, очень сильно обусловлено языком. Ну а здесь вот в слайдах у меня много еще было заготовлено картинок. Я хотел показать институты, институциализацию вот этой вот меморизации БАМа. В частности, вот это стилизованный музей, так выглядит стилизованный под вагончики первых строителей и так далее. Ну, в вопросах могу более развернуто. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы. Николай Сергеевич, можно вопрос? Ну, конечно. Вот вы говорите, что дети устали, да, от этой памяти. И вот на ваш взгляд, как? Стоит прекратить эту тему или же вот что-то дальше делать?
Ну, устали, это говорю как бы не я, это говорят мне дети, что они устали, да, вот один момент. И другой вопрос, понимаете, учителя находятся в постоянной гонке за стимулом. И они вот просто без конца их какие-то, как по моим наблюдениям, я часто езжу в эти школы, провожу там семинары, связанные с ЕГЭ, там, в общем, по другим, в том числе, задачам езжу и одновременно наблюдаю. И вот по моим наблюдениям, вот, действительно, здесь какой-то должен быть какая-то середина, просто в погоне за какими-то своими карьерными вот этими, и за заработками как-то вот учитель забывает о том, что он, наоборот, не сеет разумное, добровечное, а наоборот, как бы вызывает отвращение. Я вот могу сравнить этот эпизод с героизацией тружеников БАМа сегодня, в сегодняшних бамовских школах, с практикой, с моим опытом изучения литературы в школе. Вот я в советской школе учился, советский опыт изучения литературы в школе – это вот всеми силами прививание отвращения, как правильнее сказать, в общем, культивирование отвращения к классике, да, когда мы там в 14-15 лет смотрим на Раскольникова или «Войну и мир», то это тяжело. И многие дети были как-то этим перегружены и впоследствии потом больше никогда этой классики не касались. Вот мне кажется, что с БАМом, с героизацией БАМа в современных школах на БАМе это проблема такая. Но тогда, получается, память о БАМе, она сейчас угасает или, наоборот, как-то переживает какой-то необычный этап? И если люди, очевидцы, да, современники, они уйдут, то тогда память, она совсем исчезнет или нет, на ваш взгляд? Сложно делать прогнозы. У меня ощущение, что то поколение, которое вот сейчас действительно ветераны БАМа, уходящее поколение, и вместе с ним вот этот коммуникативный пласт как бы этой памяти уходит, они пытаются его передать, и активно вот это все сейчас там развивается. Очень много книг, очень много самоиздат различных там и воспоминаний, и стихов самодеятельных поэтов. Вот это очень характерное такое распространенное явление. Вот они как раз и пытаются не допустить ухода той старой памяти. Они ее и пытаются сейчас активно культивировать в молодых сердцах, в молодых умах. Но насколько это эффективно, сложно пока сказать. Но по моим оценкам неэффективно, потому что ребятишки, наоборот, от этого от всего пытаются дистанцироваться. Их это раздражает, и они этим перенасыщены. Да, пожалуйста. Николай Сергеевич, я тоже хочу сказать, что вот этим конкретным примером вы проиллюстрировали вот начало нашей секции, да, и разговора, который был поднят у меня, когда три вот этих уровня, три типа памяти не обогащают друг друга, а наоборот противоречат, конфликтуют и вытесняют. Да? И вот сейчас как раз наступает история, когда коммуникативная память о БАМе вытесняется памятью коллективной, если это кому-то нужно, да, или государству, или наоборот вытесняется культурной памятью. То есть я о чем на этом же самом примере. Конечно, вот сейчас и вопрос Сергея обнажил нашу педагогическую неготовность с этими ситуациями работать. Мы не умеем сохранять эту память. И если не про БАМ говорить, то можно найти еще более серьезный объект, собирающий нашу идентичность, который у молодого поколения находится по разным социологическим опросам, да, совершенно не в том идеальном состоянии, как нам рапортуют процентами помнящих, чтящих и так далее. Вот спасибо вам за такую тему, где неожиданно все, что на теоретическом уровне формулируется, практически обнажается и действительно становится вызовом педагогам.
Да. Рано или поздно мы будем с этим сталкиваться. Да, совершенно с вами И согласен. на Спасибо. региональном уровне, и на уровне федеральном. Да, да, спасибо, коллеги. Действительно, проблема есть, и она чем дальше, тем более ощутимой становится и более серьезной. Мне бы хотелось передать слово Орловой Лилиане Анатольевне, преподавателю истории. Она присутствует здесь? Да. Анатольевна здесь, да? Прекрасно. Преподаватель истории Обаянского филиала Курского колледжа культуры, город Обаянь. Правильно ударение? Да. Отлично. Ой, Пожалуйста. а вы сможете сами переключать свою презентацию? Я попробую. Хорошо. Ага, потому что я с телефона все. Я попробую. Добрый день, уважаемые коллеги, все участники, приглашенные. Позвольте представить тему выступления «Воспитание культурно-исторического наследия в проектном обучении к 122-й годовщине Александра Дейнеки». В учебной дисциплине история раздел «Культура» имеет особое культурно-историческое значение, раскрывающее знания о краеведческом наследии, что помогает искать новые пути по внедрению в учебно-воспитательный процесс современных технологий. Одним из эффективных методов является проектное обучение. Оно имеет высокую степень самостоятельности, инициативности обучающихся, приобретения опыта исследовательско-творческой деятельности. Краткое содержание проекта, посвященного 122-й годовщине со дня рождения нашего земляка, народного художника СССР Александра Дейнеки, представлено в презентации. Можно мне подсказать, демонстрацию экрана, да, включить? Да, включите демонстрацию, нажмите внизу кнопочку зеленую «Демонстрация экрана». Да, а потом? И выберите то окошко, которое хотите демонстрировать. Там у вас должны открыться. Выбрать файлы, да? Да, все, что у вас там открыто, вы запустили сначала презентацию, потом нажали «Демонстрация экрана» и увидели. Сейчас я презентацию включаю. Сначала нужно запустить презентацию, да, потом вы ее увидите, потом нажмите демонстрацию экрана. Ага, у меня не получается. Файлы, может быть, нажать? Нет, внизу кнопка «Демонстрация». Базовый, ага, демонстрация экрана. Сейчас я не могу свой экран увидеть. Я нажимаю, когда на презентацию, то я не вижу, появляется одна презентация. Да, теперь вот демонстрация экрана я нажимаю. И выберите там эту презентацию. Когда демонстрация экрана нажимаете, у вас открывается окошечко, и там выбираете, увидите свою презентацию. Все. Экран. Вот, все пошло. Видно, спасибо. Да. Я первый раз в таком формате, поэтому извините. Ничего страшного. Все видно, все слышно, да? Все отлично, говорите. По происхождению курянин Александр Дейнека остается одной из ключевых фигур отечественного изобразительного искусства XX века. Дейнека многолик, он агитатор, лирик, социальный герой, индивидуалист. Он несомненный модернист, при этом официально ангажированный художник. Дейнеке свойственен высокий дух, универсальная культура, его неповторимый талант оставил яркий след в области графики, живописи, монументального декоративно-прикладного искусства, скульптуры. Александр Дейнеки родился в Курске 20 мая 1899 года в семье железнодорожного рабочего. С детства увлекался живописью, техникой. Образование получал в Курском железнодорожном училище, затем учился в Харьковском художественном училище. В 1919-20 годах был мобилизован на службу в Красную армию и принял участие в обороне родного Курска от белых войск. После службы он отправился учиться в Москву в Хутемас, где получает художественное образование. Большая часть картин Дейнеки в 20-е годы посвящены изображению примет 20-го столетия, воспеванию мирной советской действительности, жизни современного города, горожан, физической культуры, спорта, промышленного производства. Это его фотографии, так как он работал фотографом и в дальнейшем писал много картин с фотографией. Это считается как бы похоже вот на фотографию, его автопортрет, который хранится в галерее Дейнеки. В
1928 году Дейнеко написал патетическую историко-революционную картину, впоследствии назовет своей любимой вещью полотно «Оборона Петрограда». Дейнеко общался с поэтом Маяковским, что оказало на художника огромное влияние. Их вдохновляли одни и те же темы: любовь к пролетариату, вера в советскую власть, здоровье человека, здоровый образ жизни. Одна из лучших картин Дейнеко получила такое же название, что и стихотворение Маяковского «Левый марш». Оборона Севастополя 1942 года находится в Государственном русском музее Санкт-Петербург. Фактически Дейнеко стал автором монументального эпического художественного произведения, в котором обобщена героика Великой Отечественной войны. 30-е годы можно считать самым плодотворным периодом. Дейнеко радует такими картинами, как «Полдень», «Ночной пейзаж с лошадьми, сухими травами, купающимися девушками». В 1937 году картина «Знатные люди страны Советов» приносит живописцу золотую медаль Парижской всемирной выставки. В конце 30-х годов творчество Александра Александровича становится популярным не только на родине, но и за границей. Он бывает в США, Франции, Италии, других странах. Его везде узнают. В эти годы он рисует много женских портретов, пейзажей, наполненных реализмом и романтизмом, то есть его стиль рисования меняется. В 1932 году можно считать новым этапом в творчестве Александра Дейнеко. Он рисует картину «Мать», которую биографы впоследствии назвали советским вариантом Мадонны. В 30-е годы 20 века Дейнеко пишет серию картин на тему авиации. Одним из лучших произведений художника становится картина «Будущие летчики» 1937 год, где трое подростков сидят спиной к зрителю и смотрят вслед улетающему самолету. Но спину он любил рисовать, это было его как бы такое... Он пытался в картинах показать силу человеческого духа, человеческого тела. Еще одним новым направлением в искусстве Дейнеко становится настенная роспись. Зимой 1938 года художник приступает к работе над мозаичным циклом «Сутки советского неба», незадолго до открытия будущей станции московского метрополитена Маяковская. Во время Великой Отечественной войны Александр Дейнеко больше пишет картины о прифронтовой жизни. Победа в войне вдохновила художника на создание серии картин с видами на взятый Берлин. Также художник изобразил освобождение просторы Курской земли. Под Курском река Тускарь, 1945 год. За мозаичные работы «Хорошее утро» и «Хоккеисты» Александр Александрович в 1964 году получает Ленинскую премию. Начало коллекции работ художника было положено самим Дейнеко. В 1935 году он подарил только созданной в городе Курске галерее две своих картины. «Футболист», «Пионер». Принял участие в устройстве двух больших персональных выставок и впоследствии дарит картины «В оккупации» и картину «После боя», которые хранятся в нашей галерее. Дейнеко работал фотографом в угрозыске, преподавал, работал над оформлением спектаклей театра революционной сатиры, где часто бывал поэт Маяковский. Многие из его работ хранятся в Русском музее, в Третьяковке. В 1969 году Курской картинной галерее было присвоено имя Александра Александровича Дейнеко. Курская картинная галерея обладает самой большой коллекцией произведений Дейнеко в стране. Отдельными шедеврами, целыми блоками она демонстрировалась в Москве, Риме, Венеции, Мадриде, Гамбурге, Париже, Нью-Йорке, многих других городах мира. В 1969 году художника награждают орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалями, дают звание Герой социалистического труда. 12 июня 1969 года Александр Александрович Дейнеко умер в Москве, был похоронен на Московском Новодевичьем кладбище. Знаменитый художник Курского края Александр Дейнеко оставил после себя след как новатор, как живописец, устремленный в будущее. Вокруг него всегда находились его главное вдохновение – это жизнь и время, в которое он жил. Вот здесь он изобразил портрет своей жены. Картины, которые были более позднего периода, изменили настроение, цвет стал более светлый, голубой, преобладать серый, белый. Очень много в картинной галерее находится его зарисовок, эскизов, из которых потом получались вот такие картины. Так, это военная тематика.
Также это молодой Дейнеке. О спорте он много рисовал. Также его есть совершенно отличительные картины. Вот «Сухие листья». Эта картина сделана с фотографией его мать и сестра в городе Курске на порожках дома. Это сам Дейнеке, как он любил с сигаретой во рту работать. Ну и вот, например, по последнему слайду, как бы, кто скажет, что он не современен и не актуален? Он образ нашей страны, особенно сегодня. Таким образом, в данном проекте «Творческий путь» Александра Дейнеке необходимо рассматривать не поверхностно, вникая в каждый плакат, в каждый пейзаж, в портрет. Иначе может показаться, что это стандартный соцреализм. Но особый дейнековский стиль впечатляет своей неповторимостью, узнаваемостью, лаконичностью, выразительностью. Ведущей педагогической идеей учебного проекта по изучению истории культуры является гуманизация образования, что предполагает обеспечение свободы творческой деятельности, самореализации каждого студента как личности. Формируется, развивается познавательный интерес к изучению истории на основе устойчивых положительных эмоций. А уроки экскурсии помогают студентам подготовить интересные материалы к данным проектам по истории и культуре края. Спасибо за внимание. Как выйти? Спасибо большое. А как нажать? Остановить демонстрацию? А вот вверху вы теперь красненькую нажмите. Остановить демонстрацию. Да, все. Все остановилось. Угу. Так, коллеги, вопросы? Нет вопросов. Да? Хорошо, тогда слово предоставляется Волковой Наталье Витальевне, учителю истории Новосавиновского района, город Казань, в общем. Правильно? Здесь Наталья Витальевна? Да, все вижу. Спасибо большое. Прежде всего хочется высказать спасибо, благодарность за приглашение и за возможность выступить на подобного рода конференции. И, честно говоря, это очень волнительный для меня день и момент, потому что это первый опыт подобного участия. И каждая тема, каждое выступление, они были одновременно и чем-то очень важным и новым, и одновременно тем, что прошло через меня, поскольку это было очень близко, и поэтому очень интересно и очень важно. И в связи с этим огромная благодарность всем выступавшим и тем, кто еще будет выступать. Тема моего выступления – деятельностный подход, формирование исторической памяти подростков в урочной и внеурочной деятельности. Деятельностный подход. Слушая выступления предшествующих, и хочу сейчас, вернее, обратиться к выступлению Ольги Михайловны в самом начале, да, куда исчезли почемучки. И вот, наверное, начало моего выступления – это отчасти ответ на ее вопрос. Мы, учителя, сегодня работаем в изменившемся мире. В мире, где то, чему нас учили, а учили, что образование – это процесс получения знаний, в первую очередь, а потом уже умения и навыков, не очень работает эта формула. Сегодня знания дети могут получить сами. Очень легко, в один клик, и даже набирать ничего не нужно, достаточно только задать вопрос. И все знания как на ладони. Для чего же тогда нужен учитель? И как в таких условиях формировать историческую память в контексте знаний, что историческая память – это знание о том, что было в нашем прошлом. И мне кажется, что именно в этой связи деятельность самих учащихся в отношении того, как найти, как отличить правду от неправды, как эту информацию зафиксировать, передать, распространить, вот эта деятельность, вот эти умения сегодня должны, учить учителя. Не говоря уже о том, что вот не стареющий у Пушкина опыт сын ошибок трудных. Именно через деятельность рождается опыт
опыт и знаниевый, опыт и деятельностный подход в обучении в этом отношении, конечно, может считаться одним из ключевых формирований, в том числе исторической памяти. Но мое выступление – это скорее опыт практической деятельности. И, может быть, немножко неожиданно, но хочу отойти от основной специальности. Я тоже учитель истории в первую очередь, обществознания. Но примеры хочу сегодня привести из практической деятельности себя как учителя курса относительно молодого «Основ духовно-нравственной культуры народов России». Вы знаете, что он преподается только в 5 классе. У нас в школе это учебник Студеникина. И здесь в курсе поднимаются вопросы высокие, духовные, нравственные категории обсуждаются. Порядочность, совесть, правда, ложь, мужество. И как не на этих уроках, и где, если не на этих уроках, можно развернуться в подготовке, в формировании или воспитании, кому как больше нравится, той самой исторической памяти. Но обо всем по порядку. Например, тема порядочности. Что такое порядочность? И вроде бы все понятно, но как-то это все оторвано от практики, от жизни. И очень сложно, потому что это же не просто нравственная, но еще и философская категория. И какой бы ни было простое и адаптированное для пятиклассников определение в учебнике, это все равно очень сложно для них. И мы соединяем теорию, данную в учебнике, с практикой памяти культурологической, культурной. Здесь получают задание найти и привести примеры порядочного или, наоборот, антипримеры непорядочного поведения из русских и, в контексте региона, татарских сказок, народных сказок. Обычно это задание дается по вариантам. Дети ищут такие примеры, порой, чаще всего это общеизвестные, сбитые примеры, но иногда возникают такие, которые, как бы, скажем, выпадают из привычного ряда. Как, например, однажды в качестве антипримера мне привели одновременно в одном и том же классе двух героев одной сказки «Каша из топора». Один ученик сказал, что вот непорядочная женщина, которая приютила солдата, не хотела с ним делиться, не хотела его кормить. Другой возразил: да нет, что вы, солдат непорядочный. Вообще-то он обманом заставил женщину отдать ему все продукты, а обман – это признак непорядочного поведения. И возникшая ситуация, она привела к большой и бурной дискуссии, которая перешла на самом деле из одного класса 5-го в другой уже класс, но в другом формате. И опять сказки, культурный опыт стали, скажем так, неким мостиком, который соединил историческое прошлое с настоящим, историю и культуру. Когда мы в 8 классе, кажется, если я не ошибаюсь, задумались над вопросом, а почему солдат вообще шел домой, откуда он шел, а почему он остановился у бабки, почему бабка не могла отказать ему в этом. И многие другие вопросы. Таким образом, соединяя и формируя некие отношения и объясняя многое, что было непонятно в сказках и в истории, через вот такие нетривиальные вопросы. В теме «Правда и ложь» мы соревнуемся. Кто больше назовет пословиц, поговорок, связанных с темой правды, лжи. Но правда, это тоже происходит не спонтанно, и тема дается заранее, и домашнее задание дается заранее. И прежде чем дети придут с готовыми пословицами, поговорками, мы составляем облако мыслей, облако слов из синонимов правды и лжи, с тем, чтобы легче было набрать как можно больше пословиц и поговорок. И они знакомятся опять с культурным наследием, приобщаются к этому пласту исторической памяти.
Но самая, наверное, интересная часть начинается тогда, когда мы подходим к теме мужества. Во время выступления Николая Сергеевича вашего, да, затронулась тема Ольга Юрьевна, что некоторые вопросы как бы не настолько хорошо помнятся, как это рапортуется свыше. Вот с этой проблемой я и столкнулась, потому что, конечно, когда речь идет о мужестве, и в самом учебнике в первую очередь приводятся примеры мужественного поведения героев войны. И, естественно, логично должно было бы вытечь обращение к коммуникативной памяти, к прошлому семей, детей, а как их предки проявляли себя и как у них проявлялось мужество в годы Великой Отечественной войны. И когда первый год работала с этим курсом и подходила к этой теме с энтузиазмом, задавала задания и получала в ответ тишину, потому что, как оказывалось, не очень-то и хорошо это помнится. Или, может быть, это было скорее даже не очень интересно. Какая-то память каких-то а уже точнее для современных маленьких детей, пятиклашки все-таки маленькие, это уже даже не а дедушки. Это вообще что-то непонятное, что-то очень далекое и, ну, которое проходит стороной. Тема чаще всего вспоминается только один раз в году. Но вот со следующим годом и курсом обучения мы пошли немножко другим путем. Мы начали тему мужества не с поступков сразу предков далеких, а с поступков самих детей. А ведь мужество – это не всегда что-то такое героическое. Кто-то спас котенка, кто-то помог, спас утопающего, и многие другие ситуации, казалось, где не очень, может быть, значительные поступки, но в то же время очень важные для самих участников событий, они вспоминали вдруг истории своих отцов, например, или старших братьев, старших сестер. И так постепенно, крупица за крупицей, мы переходили к более давней памяти, к памяти поколений Великой Отечественной войны. И тут выяснялось, что, да нет, оказывается, память-то есть, и события тоже бережно хранятся. И здесь все это вылилось позже в акцию уже общешкольную «10 дней до Победы», которая проходит регулярно и которая собирает множество историй учащихся о своих предках, которые воевали в Великую Отечественную войну. Но чтобы это опять-таки не свелось к одному предмету и к одному событию, да, здесь немножко, извините, перешагну через один из слайдов. Есть и еще один способ фиксировать историческую память – это внеурочная деятельность. У нас в школе на базе музея школьного музея, посвященный музей называется, действует ежегодное мероприятие, конкурс «Музей в чемодане», где учащиеся собирают, опять-таки, крупицы истории своей семьи, связанные в первую очередь с Великой Отечественной войной, хотя с каждым годом делать это становится все сложнее. И, кстати говоря, не только потому, что память стирается, а еще и потому, что люди, наоборот, начинают... Возможно, вследствие проводимой нами в школе работы, может быть, будет не очень скромно, но все-таки они начинают понимать ценность этой самой памяти, своей семейной памяти, и бережно хранят то, что осталось им от предков, от прадедов, и не спешат расставаться с тем, что могло бы стать музейным экспонатом. Ребята создают дубликаты, приносят на временную выставку какие-то ценные вещи, затем забирают их. Но, тем не менее, проводимая работа является очень важной. Они приобщаются к историческому прошлому, необходимость которой вроде бы диктуется памятью коллективной, но фактически она является очень, скажем так, на стыке возникает и коммуникативной, и культурной памяти. И
здесь, раз уж на внеурочной деятельности остановится, еще один очень важный момент. Я являюсь не только учителем в школе, которую вы озвучили, но и педагогом дополнительного образования Центра воспитательной работы. И в рамках этой работы веду 2 кружка: активисты школьного музея для детей постарше и юные краеведы. И здесь тоже огромное поле для работы и огромные возможности для того, чтобы формировать или воспитывать историческую память. И на самом деле здесь очень большие сложности. Заманить такие кружки очень сложно. Удержать там еще сложнее. И тут на помощь могут прийти разнообразные конкурсы. Например, в нашем городе проводится ежегодный конкурс юных краеведов. Он так и называется, но темы этого конкурса бывают всегда разные, что побуждает интерес и поддерживает его постоянно на высоком уровне. Но самое-то главное, не зря я выставила сюда грамоты не для того, чтобы похвастаться, какие мы молодцы и занимаем места, хотя и это тоже, конечно, но то, что именно грамоты, именно возможность стать призером, победителем, получить награду, она стимулирует и является тем мотиватором, который дает возможность удерживать интерес ребят к работе в объединении в кружке и давать результаты, которые важны, оказывается, не только для меня, как для учителя при аттестации, но и для них самих, поскольку они растут с каждым годом, начиная от самых первых шажочков, когда они получают 1 грамоту в какой-нибудь маленькой номинации, заканчивая грамотами за победу на городском этапе или за какое-либо место. Ну и хочется все-таки немножко коснуться и преподавательской деятельности, деятельности как историка. Вернусь. Проектная деятельность в школе, конечно, тоже дает большой простор для приобщения к исторической памяти. Вот в рамках 6 класса изучения истории России в 6 классе мы, конечно же, касаемся темы и культуры России, древнерусской архитектуры, в частности, здесь получают проект, в рамках которого они не только изучают историю и особенности архитектурных стилей Древней Руси, но и создают макеты. Макеты, вы видите, разные, кто-то распечатывает, склеивает, кто-то делает из бумаги, разрисовывает, ну, а кто-то делает из полимерной глины. Но опыт работы в данной сфере показывает, что однозначно эта работа, хотя является достаточно сложной и экономически, может быть, затратной для учащихся, но тем не менее она вызывает, во-первых, интерес самих учащихся к предмету, во-вторых, к историческому прошлому своей страны, потому что сейчас дети очень много путешествуют со своими родителями, они видят эти памятники, они их могут увидеть воочию. И, конечно, работа с макетами, работа с историей, с особенностями, с изучением архитектурного стиля, эти знания, эта работа дает возможность приобщиться к чему-то большему, чем просто современный опыт. Я, наверное, уже перебрала свой лимит, поэтому завершаю. Если есть вопросы, буду рада на них ответить. Николай Сергеевич, звук. Николай Сергеевич, вас не слышно. Звук Ой, включите. пардон, я забыл микрофон включить. Спасибо большое, Наталья Витальевна. Вопросы есть, коллеги? Значит, у нас осталось еще 2 докладчика, мы примерно на 30 минут опаздываем от установленного регламента, но у нас зато самая большая секция, да, из всех секций на данной конференции, самая многочисленная. Пожалуйста, слово для доклада предоставляется Козловой Ксении Витальевне, учителю истории школы Асбестского городского округа Свердловской области. Здравствуйте. Меня слышно? Слышно, видно, все замечательно. Здравствуйте всем участникам конференции.
Тема моего доклада – формирование исторических знаний подрастающего поколения. Цель моего доклада – обратить внимание на такую проблему, как отсутствие у подрастающего поколения интереса и знаний истории своего Отечества, подчеркнуть важность исторического знания подрастающего поколения, обратить внимание на необходимость объективного освещения исторических фактов, роль школы в воспитании исторической памяти. История – это политический, экономический, культурный и духовный опыт страны, который мы должны изучать. Без знания исторического опыта нет будущего страны, так как из данного опыта мы извлекаем ошибки и не повторяем их в будущем. Та страна, которая не знает историю своего Отечества, обречена на повторение ошибок прошлого, что замедляет естественное развитие страны во всех ее сферах. Одна из проблем подрастающего поколения является отсутствие интереса и, соответственно, знания истории России. Поэтому очень важно сохранение исторической памяти, а именно знаний ключевых исторических фактов отечественной истории. Одним из способов сохранения исторической памяти является воспитание подрастающего поколения, направленное на формирование знаний и интереса к истории Отечества. Сейчас мы живем в информационном обществе, где активно внедряются новые технологии, интернет, компьютеры, гаджеты и многое-многое другое. Это значительно облегчает нашу жизнь. Новые технологии заменили нам практически все, в том числе и книги, которые большинство школьников отучились читать. Книгу заменил интернет, компьютер, сенсорный телефон и так далее. С развитием информационного общества появляется такая проблема, как увеличение числа школьников, которым очень сложно воспринимать и анализировать текстовую информацию. Им легче воспринимать наглядную информацию, которая быстро меняется. Другой немаловажной проблемой является полное равнодушие школьников на происходящее, прошедшее и будущее. Веря тому, что преподносится в средствах массовой информации, интернет, информация из которых порой бывает лживой. Такие проблемы приводят к исторической безграмотности, неспособности анализировать информацию, которая преподносится в СМИ. Безграмотными людьми очень легко управлять и использовать их в своих собственных целях. Исторический опыт это уже доказал. Чтобы не повторять ошибок прошлого, очень важно формировать у подрастающего поколения знания, интересы к истории своей страны. Педагогический смысл дидактики истории в том, что она призвана не только выявлять, каково состояние исторического сознания, но и руководить им, формировать его и улучшать его. Речь идет о том, чтобы дать каждому шанс выработать просвещенное, открытое для критики и новых знаний понимание истории. Немаловажную роль в процессе формирования исторических знаний играет школа. Задачами данной работы является формирование объективных представлений об исторических фактах и закономерностях, а также школа должна воспитывать уважительное отношение к историческому наследию, которое оставили после себя наши предки. Основными методами формирования исторических знаний в школе является проведение уроков, внеурочная деятельность, привлечение школьников к различным мероприятиям, связанным с памятными датами российской истории. Во время проведения урока применяются такие методы, как живое слово учителя, изобразительная предметная наглядность, художественная литература. Данные методы позволяют школьникам иметь наиболее полное представление о том или ином историческом факте. Например, на своем уроке истории России 7 класса «Народное движение в 17 веке» я применяю такие методы обучения, как слово учителя, работа с историческим источником, работа с учебником, составление таблиц, наглядность, работа с картой. Деятельностью учеников является не только внимательно слушать рассказ учителя, но и самостоятельно анализировать текст исторического источника и учебника,
а также составлять таблицу, которая так и называется «Народное движение в XVII веке». Другими словами, ученики сами добывают информацию, что дает им возможность лучше ее понять и запомнить. Деятельность учеников меняется, что обеспечивает лучшую концентрацию внимания на изучении темы во время урока. Школа дает проводить такие виды внеурочной деятельности, как проведение экскурсий, организацию школьных музеев, привлечение детей к историческим диспутам, олимпиадам, викторинам, самодеятельным спектаклям, оформление исторических стен газет. В своей школе я возила детей на экскурсию в Узбестовский исторический музей, на выставку, которая посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне. На экскурсии дети узнали об обстоятельствах начала войны, о городах-героях, о тяготах русских солдат во время войны, увидели обмундирование, личные вещи. Ученики проходили различные квесты, которые связаны с военно-полевой жизнью русских солдат. Также я привлекала детей к участию в различных всероссийских олимпиадах и конкурсах. Олимпиады были на тему «История древнего мира» и «Великая война, Великая победа». Ученики отправляли творческие работы на всероссийский конкурс «Великие географические открытия» в эпоху Петра I. Рисовали стенгазеты на День российской армии и День Победы. Также ученица нашей школы принимала участие в муниципальном конкурсе исследовательских работ «Память и годы в сердцах поколений», посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Ученица готовила исследовательскую работу на тему предприятия города Асбест в годы Великой Отечественной войны. Я была наставником в этой исследовательской работе, и мы заняли первое призовое место в данном муниципальном конкурсе. Таким образом, в арсенале школы есть целый инструментарий, с помощью которого можно осуществлять формирование исторической памяти подрастающего поколения. Также хотела подчеркнуть необходимость объективного освещения исторических фактов. Не стоит забывать и про другую немаловажную проблему, которая связана не просто со слабым знанием россиянами своей истории, но и, как следствие, множество форм искажений и интерпретаций, из-за чего происходит воздействие на подсознание людей. То есть имеется в виду неправильная трактовка тех или иных исторических фактов. То есть есть еще и такая проблема. Отдельной проблемой современной России стал раскол общества по признаку оценки общества тех или иных исторических событий. Этому способствовал ряд причин. Это развал СССР и установление демократии в России. То есть при СССР отечественная история трактовалась с точки зрения марксизма-ленинизма. Например, Октябрьская социалистическая революция в то время рассматривалась как необходимость решения назревших на тот момент социально-экономических проблем. Капиталистический строй преподносился как зло, которое только порабощает и переживает постоянный кризис и безработицу. Коллективизация сельского хозяйства рассматривалась как эффективная и правильная мера в построении социализма на деревне вернее. Сейчас на трактование истории не влияет политическая идеология, то есть у нас сейчас существует плюрализм так называемый. В условиях свободы и демократии современное историческое образование стремится максимально объективно преподносить те или иные исторические факты. Многие факты сейчас рассматриваются по-другому. Например, социалистическая революция сейчас рассматривается как трагедия, которая породила гражданскую войну, красный террор, которые унесли много человеческих жизней. Коллективизация
сейчас рассматривается как мера, которая разрушила сельское хозяйство, породила массовый голод в деревнях и уничтожила класс зажиточных крестьян, так называемых кулаков, то есть кормильцев и поильцев страны. Таким образом, объективное и правильное освещение исторических событий способствует формированию здорового мировоззрения человека, дает возможность наиболее объективно и правильно рассматривать и оценивать существующую действительность. Спасибо, у меня все. Спасибо большое, Ксения Витальевна. Вопросы, коллеги, будут? Нет вопросов, да? Спасибо, Ксения Витальевна. И у нас еще есть один доклад. Слово предоставляется Дашиеву Рудему Зарифовичу, магистранту кафедры истории Бурятии Бурятского госуниверситета, с докладом «История эвака госпиталей Бурятии в дискурсе формирования исторической памяти». Рудем Зарифович, вы здесь? Да. Меня слышно? Да, очень тихо. Погромче, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Тема моего выступления – история эвака госпиталей Бурятии в дискурсе формирования исторической памяти. Историческая память составляет основу общественного сознания, которая обеспечивает возможность идентификации и самоидентификации отдельной личности и общества в целом. Историческая память формируется из разных источников. К основным источникам информации, к ним относят историческую науку, искусство и литература и личный опыт, в том числе документированный. Основу исторической памяти человека и общества в целом формирует информационная среда, в которой он находится, система образования, масс-медиа и места памяти. Они же являются теми механизмами, которые транслируют информацию, зафиксированную в источниках. В социальных науках историческая память, как представление о прошлом, является условием формирования идентичности, в первую очередь территориальной, общегосударственной, локальной, региональной. Для формирования исторической памяти вследствие этого и территориальной идентичности в Республике Бурятия существует необходимость повышения интереса к региональной истории, прежде всего к Великой Отечественной войне. Территория Бурят-Монгольской ССР в годы войны являлась глубоким тылом. Поэтому здесь, как и во всех районах страны, признанных тыловыми, проводилась напряженная работа по переводу народного хозяйства на военный лад. Многие предприятия были переведены на военное производство и вышли в число передовых в стране. Кроме того, на территории Бурят-Монгольской ССР были развернуты 14 эвакуационных госпиталей, причем 10 из них было под ведением Народного комиссариата здравоохранения Бурят-Монгольской ССР и еще 4 госпиталя за счет Народного комиссариата обороны СССР. Изучение истории эвакогоспиталей в Бурят-Монгольской ССР является источником формирования исторической памяти, а вследствие этого патриотического развития населения Бурятии. Первые работы, посвященные истории эвакогоспиталей, освещали лишь незначительную часть их деятельности, отдельные стороны. В 1963 году в Улан-Удэ была опубликована книга Золотоева, в которой автор исследует вклад трудящихся Бурятии в победу в Великой Отечественной войне, перестройку народного хозяйства и всенародную помощь фронта. Также автор обращается к анализу деятельности местных организаций, взявших шефство над развернутыми госпиталями на территории Бурят-Монгольской ССР. В 1985 году опубликована статья Найдакова Церемпилова, сборники статей «Вклад Бурятии в Великую Победу», в которой рассматривается деятельность учреждений культурного просвещения БМССР. В статье говорится о выступлениях местных творческих коллективов, местных театров, в основном в военных частях и именно в госпиталях. Места памяти являются еще одним механизмом трансляции исторической информации. И в этом исследовании в роли места памяти выступает мемориал на братской могиле воинов, умершим от ран
в госпиталях во время Великой Отечественной войны, который был открыт в 1975 году. На его мраморном основании в небо устремились под разными углами 4 белых пилона. Как гласит надпись на памятнике: «Мы помним вас и свято чтим, солдаты верной отчизны». По замыслу автора мемориала, архитектора Идымова, они символизируют годы тяжких испытаний военных лет. В камне высечены имена 219 защитников Родины, которые не дожили до победного мая 1945 года. В основном это были бойцы с тяжелыми ранениями, нуждающиеся в хирургической помощи и длительном лечении. Умерших от ран хоронили же на кладбищах города. Их останки к 1975 году были перенесены к памятнику в братскую могилу. Под разворачиваемые эвакогоспитали отдавались и различные здания, главным образом школы, техникумы, общежития, гостиницы. Большинство зданий, в котором были развернуты госпитали, были приняты на государственную охрану в 1983 году и являются памятниками военной истории. В постсоветский период интерес к исследованию эвакогоспиталей не пропал. Так, в 2000 году выходит книга Базаржапова «Трудовой подвиг тыла». Там автор в отдельной главе говорит о помощи жителей Бурятии госпиталям. В этом же году опубликован сборник материалов конференции, посвященной 55-летию, в котором напечатана статья Роднаева «Эвакогоспиталь в ОНД». В статье впервые непосредственно говорится о работе, о деятельности эвакогоспиталей, присутствует небольшая информация о дислокации, о количестве коек в них. Также в начале нулевых были защищены ряд кандидатских диссертаций на тему «История здравоохранения». Только авторы касаются темы эвакогоспиталей на фоне развития органов здравоохранения и других учреждений в нашем регионе. Так, в 2002 году защищена диссертация Батоева «История здравоохранения Бурятии с конца 18 по 1960-е годы», где во второй главе он пишет о развертывании функционировании эвакогоспиталей через призму обеспечения их медицинскими кадрами. По такой же теме, но с отличными временными рамками, написана диссертация Матвеевой, где присутствует глава здравоохранения и медицинской интеллигенции Бурятии в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. В первом параграфе данной главы говорится о функционировании лечебных учреждений в годы войны, как гражданских, так и военных госпиталях. В 2006 году защищена диссертация Касаткиной об истории учреждения социокультурной сферы в годы Великой Отечественной войны, и в послевоенный период. Она также касается темы деятельности эвакуационных госпиталей. В 2015 году проходит Республиканская научно-практическая конференция, которая была посвящена 70-летней годовщине Победы. В ней присутствует статья Тарханаевой, повествует об истории возникновения и деятельности эвакогоспиталей, и написано по материалам Государственного архива Республики Бурятия. Существует также и 3 статьи Карповой, опубликованные на официальном сайте Государственного архива Республики Бурятия, которые статьи были написаны на основе архивных материалов. В первой статье говорится о первых эвакогоспиталях на территории Бурятии, развернутых еще до Великой Отечественной войны. Госпитали, которые принимали раненых с районов вооруженного конфликта на реке Халхингол. В статье из истории образования и деятельности эвакогоспиталей на территории Бурят-Монгольской ССР в годы Великой Отечественной войны 41-43 года имеется информация о работе госпиталей по годам. В последней же статье автор пишет о функционировании деятельности эвакогоспиталей именно в 1944 году. Еще хотелось бы отметить большую роль общественных деятелей в повышении интереса к истории, вследствие исторической памяти, развития. Например, Виктор Константинович Мизонов, общественный деятель,
который внес неоценимый вклад в повышение интереса к истории деятельности эвакогоспиталей, находившихся на территории города Улан-Удэ. Например, им была составлена карта эвакогоспиталей города. Также в октябре 2019 года он к нам обратился с просьбой отправить исследователя в Центральный архив Министерства обороны в Санкт-Петербург, филиал военно-медицинских документов. И в Санкт-Петербург отправился я, как представитель военного комиссариата Республики Бурятия, с целью отработать списки умерших в госпиталях города Улан-Удэ и Республики Бурятия в период Великой Отечественной войны. По результатам работы в архиве были составлены списки умерших в госпиталях и были изданы в новом томе книги памяти, в 11-м томе. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо, Артем Заректуевич. Вопросы, коллеги, есть? Ну, таким образом, у нас повестка докладчиков исчерпана, да, повестка докладов у нас прозвучали, к сожалению, не все доклады, некоторые из участников в силу того, что мы в разных часовых поясах находимся, не смогли вовремя выйти в эфир. Тем не менее, сейчас мы должны подвести итоги нашей работе. Может, кто-нибудь желает высказаться, выступить? Угу. Да, пожалуйста. Евгений Евгеньевич, что вы можете сказать? Угу. В завершении сегодняшнего нашего рабочего дня у нас уже 8 часов вечера. Для всех тех, кто никак не может понять со временем. Да. Надо пожалеть участников, да. Спасибо большое, уважаемые коллеги, участники секции. Очень интересно, профессионально, и, я сказал бы так, грамотно и творчески. И, конечно, глубокое время, это требует еще мужества педагогического, чтобы в такое позднее время еще сопротивляться усталости, быть такими бодрыми, обаятельными. Вот, а по сути, значит, вывод такой, очень один серьезный, простой, одновременно серьезный. На уровне такого массового сознания обстоит дело, я так вижу, в стране хорошо с этим вопросом. А на уровне теории и разработки теоретических подходов есть о чем подумать. Потому что те классификации, которые обсуждали коллега, вот мы из Беларуси, мы российские педагоги, коллега из Беларуси, есть очень интересная такая обмен мнениями очень важный состоялся. И это надо все учесть, продумать. И в идеале подготовить небольшую, потом когда-нибудь рекомендацию небольшую, хотя бы даже на странице журнала, например, было бы очень кстати, или на страницах, так сказать, вашего кафедральной там, или институтской, о том, какие в современном подходе сегодня из мировой практики наиболее для России перспективны на примере такого интересного региона поликультурного, как Республика Бурятия. Это было бы очень кстати. И статью в ПИШ было бы очень хорошо сделать на эту тему. И даже название просматривается от теории к практике. Да. Формирование, воспитание, мы в данном случае спорить сейчас не будем, это не время сейчас спорить, но это тема для такого научно-теоретического обобщения и рекомендательного, так сказать, контента. Это было бы очень хорошо. И я вижу, что наши коллеги сегодня, и белорусы, и наши педагоги российские, работают в едином каком-то интересном ключе, то есть в творческом подходе. Значит, надо как-то это продолжить. Спасибо за внимание. Всем удачи. Спасибо, Евгений Евгеньевич. Так, пожалуйста, кто еще, коллеги? Угу. Вот мне хотелось бы тоже отметить то, что мы сегодня целый день отработали, прошли 2 секции. Вот в этой секции она наиболее многочисленная была. И вот понятно, здесь возникает вопрос о воспитании и формировании, вопросах исторической памяти. Все равно у нас есть разночтения по отношению к памяти у академических ученых, которые занимаются историей как наукой, да, и о том, как это реализовать в реальной педагогической практике. Поэтому сегодня вот такие доклады связаны с БАМом, связаны с стоянием на реке Угре, да, то есть вот этими сдатными подходами, они как раз показывают то, что у нас в стране тоже не все так, как сказать, понятно, да, что можно объяснить простому, чтобы учитель может объяснить простому школьнику. Или вот, например, как вот сейчас последний доклад по эвакогоспиталям, какова именно ситуация с памятью у нас о войне в Бурятии, да? Она через эвакогоспитали же хорошо заметна, который тоже можно вот развивать и посмотреть просто, да, вот это тоже один из аспектов. Потом посмотрите, как молодежь рассуждает про фальсификацию, да, вот доклад
молодого учителя из асбеста, да, там такие, как сказать, вещи просто вот раскулачивание так, раскулачивание всяк. Это же тоже один из подходов к памяти человека, который смотрит с высоты своего образования, но не понимая с высоты своего возраста. Мы все-таки ближе к этому находимся, понимаем. И вот это тоже ощущение вот, соотнесения поколенной памяти молодых учителей. Да? Поэтому я так думаю, что одним из рекомендаций нашего сегодняшнего этой секции, вот как сказал Евгений Евгеньевич, это методические рекомендации. Я думаю, еще продолжить вот разговор в рамках круглых столов, да, заинтересованных товарищей и родить какую-то такую методическую рекомендацию о том, как это возможно и все-таки как это обсуждаемо, потому что теория и практика немножко сейчас с собой не согласовываются. Поэтому спасибо большое, дорогие коллеги, спасибо большое за внимание, отношение, за вот мужественность. Вот, например, у нас до сих пор разница по времени ощущается. Я еще раз повторяю коллегам, завтра у нас начинается в 13:00 по местному, по Москве это 8 утра. 8 утра. Поэтому, пожалуйста, кто еще хотел отнестись к сегодняшней работе? Угу. Вот мне кажется, коллеги, что у нас по итогам сегодняшней работы даже целый спецвыпуск пишет, напрашивается по проблемам исторической памяти и преподаванию истории. По крайней мере, тема очень важная, очень актуальная тема. Да. И вы знаете, вот кто будет писать эти рекомендации, вот такой как бы пласт напрашивается от теории и практики, сделать такой мост, перебросить, показать немножечко теоретически, какие заходы есть в России и мире, они сегодня звучали, вот эти вот классификации подходов, и перебросить, скажем так, вариативный мостик, он не обязательно будет одна схема формирования памяти, может быть разные подходы, но вот этот мостик нужен, показать эти подходы, и тогда такая статья будет очень актуальна, она будет крайне востребована, потому что на самом деле, вот я ставлю себя на позицию обычного нормального человека-учителя, который очень много работает, очень занят, и, честно говоря, вот так, чтобы сильно много читать, свободного времени у меня бы, как учителя, бы не было. Я бы ждал доброго, серьезного, профессионального совета. Вот я как бы чувствую эту необходимость, да, она, мне кажется, очень важна. Поэтому, как минимум, для журнала и для своих рекомендаций, для своего института, это для министерства тоже, своего родного, регионального, Бурятского, это очень важно. Да. Угу. Спасибо. Ну вот у меня уже вот буквально прямо во время этой секции возникла идея. Вот Евгений Евгеньевич с Ольгой Юрьевной написали уроки по знаменательным датам. Почему бы нам не сделать такой календарь знаменательных дат для Республики Бурятия? Вот мы же с Светланой Владимировной переговорили. У нас ежегодно издается календарь знаменательных событий и дат в архиве. И вот она сейчас найдет 2021 года этот календарь, и мы подготовим методические рекомендации для учителей Республики Бурятия. Прекрасное решение, очень ценное решение, яркое. Кстати, отлично, так вот и надо делать. И мы это дадим в качестве рекомендации нашей вот конференции, чтобы они нашли деньги для издания этого пособия. Да, вот так и надо. Вот Марина молодец, вот у вас ум очень ясный и четкий, вы все правильно понимаете. Вот так и надо работать. Есть какие-то идеи серьезные, обсудили конференцию, обдумали, нашли решение, еще обсудили и вышли с предложением, как это сделать для республики. Так и надо строить работу. Спасибо. Так, пожалуйста, коллеги, будем завершать работу? Да. У нас выступили сегодня на конференции от профессора до магистранта, от молодого учителя до выдающихся ученых. Я думаю, что это тоже показатель внимания и отношения к истории как науке, к истории как предмету, который очень важен для сегодняшней современной России. И отношение учительства – это тоже показатель. Поэтому спасибо вам большое за работу сегодня. Значит, если какие-то у кого-то появились такие идеи достаточно интересные, пишите. Вы знаете нашу электронную почту. Мы до завтра еще у вас есть время. Будем создавать такую резолюцию. Николай Сергеевич тоже свои мысли по поводу работы своей секции кратко нам изложите. Да? Поэтому большое вам спасибо. Сергей Панов из Беларуси пишет: спасибо всем огромное за обсуждение животрепещущей темы. Обязательно подготовим публикацию для ПИШ. И Наталья Витальевна Волкова пишет: спасибо еще раз огромное, очень полезно, ждем публикации. Ждем, я еще там, не все мне отправили статьи, ну, с учетом того, что сейчас будут праздники, кто не отправил, до 15 июня
крайний срок для публикации в нашем сборнике. А по поводу там статей в журнал преподавания истории в школе уже здесь персонально будет разговаривать Пазин Роман Викторович с каждым, кого он выберет в качестве публикации своей. А вот то, что мы предложим отдельный номер сделать исторической памяти, это тоже уже предложение наше будет от нашей секции. Вы это оформите, Николай Сергеевич, хорошо? Все, дорогие коллеги, спасибо большое за внимание, спасибо за работу. Завтра встречаемся в 13:00 или в 8 утра по московскому времени на этой же ссылочке Zoom. Угу. Спасибо. Спасибо, коллеги. Всего доброго. Спасибо. Всем удачи, всем хорошего отдыха. Такой достойный конференции. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. Всем Всем пока. удачи. Всем удачи. Всем пока. До свидания, спасибо. До завтра.